Дуслар. Сейчас пока начинаем просто. Сейчас я накину что-нибудь на себя. Потому что то прохладно, то этот становится, то жарко. Так, сейчас чуть-чуть что-нибудь врубим пока. Давайте. Так, всем салям. Блин, как это все, чтобы одинаково на всех смотреть. Короче, три этих, получается. 3 эфира идет. Сейчас, секунд, пока этот что-нибудь поставим. Давайте. Сейчас я тут этот только выставил, короче. Пока есть интернет, будем пользоваться Wi-Fi, а потом переключимся. Шулай. Так, один человек. Вот, короче, Уртада YouTube, по краям 2 ТикТока будет. Сейчас потихоньку начнем. Новостей много говорят. Ну, тема эфира я обозначил. Сейчас еще раз повторимся. Койта Рабас Хазар. Пока есть этот. Так. Пожар на нефтебазе в Лисках заснял проезжающий мимо водитель. Понятно. Хаатация России, что ждет народа Поволжья, Урала. Давайте вот пока чуть-чуть его послушаем, о чем тут говорят. Секунду сейчас, как обычно. Начало. Пока начнем, пока народ соберется. Сейчас я. Итак, добрый вечер, дорогие друзья. С вами сегодня я, Руслан Айсин, на канале Лиги Свободных Наций. Просим прощения за небольшую техническую задержку. Такое бывает, сами понимаете, прямой эфир. И сегодня мы будем беседовать с уважаемым и хорошо вами знакомым Сыресем Буляяном, членом Лиги Свободных Наций и главным старейшином братского нам ирзианского народа. Приветствую вас, уважаемый старейшина. Здравствуйте, Руслан. Здравствуйте, уважаемые слушатели, зрители. Не знаю, как точно выразиться. И так можно. Дорогие друзья, не забывайте, пожалуйста, подписываться, расшаривать, делиться всячески нашими видео. Вы знаете, что по недоразумению вчера-позавчера в России Роскомнадзор проводил какие-то учения и заодно снес те заслонки, которые противодействовали YouTube, и поэтому сейчас вроде как открылись эти шлюзы, и многие могут смотреть, поэтому обязательно присоединяйтесь. Сегодня, как стало известно, в Казани перерубили кабель, который обесточил порядка 20 миллионов человек. Уж я не знаю, диверсии это или какие-то партизаны действуют, но говорят, якобы какие-то случайные ремонтные работы. Ну, верить пропаганде и официозу, как мы понимаем, дело неблагодарное. Сегодня мы хотим поговорить немножко об общих вопросах, но в том числе сконцентрироваться на наших народах Поволжья и Урала, Иделя и Урала. Благо, что уважаемый старейшина является сопредседателем одной из платформ Идель-Урал. Поэтому сам выходец с города Саранска, прекрасного города. Я был там неоднократно. Чистые, прекрасные люди там, хорошие, пока не пришел хаос, русский мир со своей войной. Итак, уважаемые, что, на ваш взгляд, сейчас представляет собой путинская система, российское государство? Ну, я даже не знаю, можно ли назвать сегодня это государство, но в любом случае можно. Начнем. Это абсолютно узурпация власти. Тут 48 минут, конечно, будет эта вся тема идти. Всей системы. Разговор, как обычно. Айсин пригласил в гости, но сегодня в гостях у него Сырес Буляян. В режиме сосредоточено в одних руках. То есть ситуация... Эрзя Мокша, короче. Ну, его надо было в свободное время слушать, я его только увидел. Невозможно это все прослушать. Так, Бетуннегизге, Тоғанда, ассаламу алейкум, рахматуллахи баракату. Получается, справа ТикТок башкир татарларныкі, слева Казахстан. Будем, как говорится, кто, как говорится, победит, так скажем.
И посередине, как обычно, YouTube. Один YouTube сегодня и iki TikTok, потому что ты раз iki YouTube, бір TikTok, пусть уж обделять не будем по очереди вот так менять. У меня вот то, что есть. Четвертый у меня в руках, не могу миллион телефонов вот так стелить сюда. Шулай, башлыбыз, бисмилладык. Аллаха тапшырдык, но пока это я не буду читать, как начало эфира, я как сегодня уже высказывал, я в тот раз, помните, в конце эфира говорил, да, вспомнил то, что насчет того, чтобы Башкортостанда, хам Татарстанда, насчет этих, бомбить, насчет бомбить Башкортостан с Татарстаном. Здесь что-то криво, да, стоит. И вот будет этот. Насчет этого я как бы, ну, как опросник, как, я не знаю, как-то вот, как заявку закинул, как говорится, украинцы пока, не знаю, молчат, украинцы пока ничего не написали, на другую тему как бы реакция есть, а на этот, на то, чтобы заказать и получается, донатить на дроны, я не знаю, на ракеты, разницы нет, на что, пока тишина. Вот поэтому я вот этот прям сначала начал говорить, тема примерно такая, ну, начало темы, да, ведь, то, что Башкортостан на Татарстанга мы должны, как говорится, дать, как говорится, такой пендель, так скажем, пендель, бомбить, получается, мы обязательно должны. Почему? Чтобы манкурты, как говорится, обосрались, а нормальные, которые есть еще там, подобие нас, иншаллах, мы верим в это, есть такие, да, такие люди, и которые могут, как говорится, ответить Москве, как говорится, с оружием. Вот нам, как говорится, интересно сейчас их отделить. Мы должны их, как говорится, понять, кто есть кто. И, как говорится, кто будет бежать, как говорится, в сторону Москвы, или кто будет, наоборот, бежать против нас. Вот мы должны будем определить, как говорится, кто с нами будет идти, а кто против нас будет идти. Мне уже как бы пару негативов, не то что не пару, уж там дофига негатива уже поналетало, я так видел, в этом, в ТикТоке. Но в Ютубах пока тишина. И вот что хочу сказать, да, что мы должны, как говорится, дать понять Башкортостан и Татарстан халкына, что если вы, как говорится, против Москвы не будете идти, значит, как говорится, война придет к вам. Вот это мы должны, как говорится, донести. По-другому никак. Да, вы, наверное, вы подумаете на меня, типа, нәрсәгә син Башкортстанны, Татарстанны халкын үтерергә уйлыйсың, туда-сюда, начинаете, наверное, вот эту тему, думаете, как бы я как будто хочу там кого-то убить. Нет, это именно принцип, как говорится, пенделя, чтобы вы как не жили как быдло, не были быдлой, как мне там всякие Сталины, всякие это, Кутак Башлар мне пишут в комментариях, что типа, блин, туда-сюда там, как обычно, блядь, сухари готовь нахрен, суши сухари, блядь. Ну, я этим комментаторам хочу ответить, сухари-то, как говорится, я приготовлю, адрес пиши, куда отправить тебе сухари-то, блядь. Чтоб ты понимал, блядь, сухари-то я тебе отправлю, проблем нет. Аллаха шукер, Европа, говорится, хлеба насущная, так и скажем. А вот у вас, наверное, скоро хлеба может и не быть, блядь, с Путиным, понимаете? Так что сухарей, наверное, придется сушить вам, блядь. Ну, в таких погодных условиях хуй вы что там высушите, конечно, блядь, нахуй. И вот, исходя от этого, вы должны понимать одну вещь, что Башкортостан на Татарстан, хоть как, блядь, вот манкурты, хоть там этот, со всех щелей, блядь, орите, нахуй, кыйкырыгызанда, блядь, нахуй, теги, кызлар кебек, блядь, разницы нету, блядь, ваше, как говорится, время уже все натикало, вы уже кайфанули, как говорится, везде покатались, погуляли, Минниханов, да, особенно, блядь, где-то там на островах отдыхал, блядь, Минниханов, блядь, и вся басота эта ебаная депутатовская. Исходя от этого, мы понимаем, ваше время уже истекло, вот как в Сирии. А он тоже, Асад, кайфовал, и дёру дал, блядь, в Москве теперь сейчас, в московском болоте. А мы идем туда, понимаете? Вот мы готовы идти туда. Главное, нам надо сейчас вооружиться, создать, как говорится, солдат от 30 до 50 лет, блядь. И все, наше дело идти, как говорится, на Москву. Все, вот это наша задача. Вот я уже как бы сосредоточен к этому, как говорится. Кто со мной, как говорится, присоединяйтесь, я вас жду. Я вас жду. Все, как говорится, будем набирать, как говорится, Руслан Габбасов пусть сам свою армию набирает, я свою набираю, Кашапов пусть свою, говорит,
татаристов своих долбоебов набирает. Исходя от этого, я, как говорится, буду набирать башкиртов, татар и Азию. Кто вот захочет из Азии, тоже, я их тоже, как говорится, буду, как говорится, набирать. В каком смысле набирать? Если они изволят сами. Я, как говорится, им не могу, как говорится, по 200 тысяч, как Путин, платить. А вот, чтобы уничтожить Путина, как говорится, я, как говорится, готов, как говорится, идти вместе с вами. Вот самое главное, чтобы мы... Бывает этот... Так, унки шутера, ютуб-то, если что... Бывает этот... Так, унки шутера, ютуб-то, если что, я здесь, вы как бы... Шарбкитная с манда. Вот, поэтому, чтобы мы понимали, я вот в течение... как в каком-то... В прошлом году, какое-то время, уже как-то называть надо, в прошлом году какое-то время я говорил, что давайте будем дронить Москву. Если помните, я об этом говорил. Вот это я говорил об этом. И вот исходя от этого, теперь, как говорится, мы должны не то, что Москву дронить, Москву мы полностью должны уничтожить, блядь, хаймерсами, хуямерсами, блядь, хоть чем, блядь, хоть, как говорится, огромной пиздой накрыть его, нахуй, чтобы лишь бы оттуда никто не выходил, блядь. Да махтарагаш он, да, блядь, нахуй, прям, чтобы они задохнулись, твари. И исходя от этого, мы сейчас должны теперь чуть-чуть сказать, блядь, как это, блядь, переделаться на Башкортостан с Татарстаном, чтобы мы зигзагом идем на Москву. Напрямую на Москву, как говорится, мы не идем, мы идем через зигзаг, чтобы, блядь, раздолбать Хабирова, Миниханова и других манкуртов. Только потом уже выдвигаться будем, как говорится, на Москву. Поэтому для начала, в первую очередь, вот украинцам хочу обратиться прямо с начала эфира, сказать: украинцы, я вам отдельно видео записал, посмотрите, кому интересно. Передайте их компетентным людям, передайте их, как говорится, СБУ, хоть кому там, генералу украинскому, прям украинцу настоящему, не евреям, а украинцу настоящему передайте это, как говорится, который за родину, как говорится, там воюет. Передайте им мои слова, чтобы мы, Башкортостан и Татарстан, готовы. Кстати, вспоминаю один комментарий, говорит: за всех не отвечай. А за тебя я и не отвечаю. Вот за Башкортостан весь и Татарстан я отвечаю. Как говорится, манкурские ваши, как говорится, мысли, как говорится, отбросьте. Вы все равно... Пиздец вам будет, блядь, я вам говорю, блядь. Манкурты будут лежать нахрен. Вы нам в живом виде не нужны, блядь, ублюдки. Вам сейчас вот задание, вот это время, как говорится, вам задание, блядь, переделать себя, блядь. Переделать нахуй под нашу русло, блядь. Не переделаете, как говорится, чуть-чуть запашок от вас пойдет насчет того, что вы русаки или там узкожопые, блядь, какие-то, блядь, мысли у вас. Все, пиздец, нахуй. Башагызны алабы сразу, нахуй. Как в Сирии, вот как ебашат, голову отрезает, как баранам, блядь. Так же мы вам тоже будем так же отрезать. Проблем нет, нахуй. Проблем нет. Вам как легко, вот как вы легко убили вот тот день якут, как легко убил, как говорится, украинца одного солдата. Вам легко убивать, да ведь, хохлов? Ну вот нам тоже будет легко убивать манкуртов, проблем нету. Проблем вообще нету, как говорится. Тяжело будет, да, думаешь, блядь, свой башкирт, свой татар, блядь. Ничего страшного. Переосилим нахуй, переосилим, разъебем границу куандыковскую, блядь. Хоть откуда нахуй мы туда зайдем, блядь. Куандык будет, мы башка тишек была, мы разница юг, блядь, нахуй. Любой жердам, блядь. Этот, пидорасия огромная, с любой дырки заходи, не ошибешься. Все равно в эту пидорасию попадешь, блядь, нахуй. Так что, как говорится, от вас несет уже, блядь, за, не знаю, 1 000 000 километров, нахуй, от пидорасов ваших, блядь. От вас несет, проблем нет, блядь. Так что вас мы не потеряем точно. Главное, как говорится, вы успейте, блядь, переобуться, блядь. Быстрее переобувайтесь, блядь. А то, как вчера Фейгин говорил, блядь, насчет Соловьева, блядь, Соловей говорит, то, блядь, нахуй христианином был, то, блядь, говорит, евреем был, говорит, то этим был, пятый, десятый, блядь, кем только не был, блядь. В итоге, короче, все такие, блядь, нахуй, переодевавшиеся, все такие, блядь, такие, так скажем, блядь, ну, двухличные, блядь, трехличные, блядь, трехстульные, блядь, ну, все люди такие, так понял, короче, даже мы сегодня поняли, что в Телеграме даже я такой, понимаете, чтобы, блядь, нахуй, я пока не переоделся, нахуй, давайте, блядь, будем на Москву идти, блядь, нахуй, а то придется, блядь, нахуй, полностью кончать Башкортостан с Татарстаном, а потом уже идти на Москву, поэтому давайте лучше вместе будем
как говорится, переделанными манкуртами вместе идти на Москву, блядь. Лучше так, блядь, чем вас ебашить. Вот давайте так. Давайте пока, как говорится, я не переделанный, будем, как говорится, вместе, как говорится, размышлять, как уничтожить Москву, блядь. Если я переделаюсь, блядь, вот таким двухличным стану, нахуй, придется мне мочить полностью весь Башкортостан с Татарстаном, манкуртов не будем оставлять живых вообще, нахуй, потому что они вообще мусор, нахуй, нации. Исходя от этого, такой мусор нации, блядь, во время коммунизма, блядь, наших дедов убивало вот это все дерьмо. Грубо говоря, блядь, наши деды, может, тоже такими же были. Это тоже нельзя отрицать, блядь. Исходя от этого, нахуй, весь, блядь, Башкортостан, Татарстан был... Не то, что даже Узбекистан был, блядь, нахуй, вот этой раковой опухолью, нахуй, Москвы, блядь, болел, блядь. Поэтому мы обязательно должны от этого избавиться. Мы внуки, наши деды пошли, блядь, 41-45, теперь наша задача идти вместо них. Они прошли, вот мы третий экземпляр после них, считайте, деды, родители и мы. Вот мы третьи. Теперь наша очередь, как говорится, воевать уже не на стороне Москвы, а против Москвы. Вот мы только дошли, блядь. То, что им не дошло, нам сейчас дошло. Что мы должны уничтожить Москву, блядь. Все ищут, блядь, нацистов, а мы, оказывается, долбоебы такие, не знали, где они. А они в Москве все находились, ублюдки, блядь, нахуй. Нацики. Кстати, здесь дойдем еще до такого момента, как в школе, блядь, была какая-то перекличка, а там 3 нацика было, блядь. Ученики даже нацики, блядь. А вы, ублюдки, этих, у украинцев ищете нацистов, блядь. Где нацисты, нахуй? Как вы ищете в Европе геев? Где тут геи, нахуй? Где тут, нахуй? Я геев не вижу. Все пидоры, нацисты у вас, оказывается, понимаете? Все штопанные, нахуй, вы гондоны. Немытые, блядь. Многоразовые. Так, идемте уже, начнем уже читать по новостям тогда. Перейдем. Так, Дамира, ва алейкум ассалам. Максимка, блядь, уже вот сначала уже, как говорится, началось тут овцы, блядь, как говорится, кисель, блядь, нахуй. Иди попей киселя, блядь. Сразу шлепну я его, чтобы не мутил тут аудиторию. Так, жиде кеше слева тиктокта, бергена кеше справа. Башкортостан юхлый получается. Нещаванда сагат. Иртеге рабочий день. Юхлыйлар. Ну яраш. Так, большие потери россиян при штурмах. Атака на энергосистему Украины, сбой интернета в РФ. Армия России наступает в Донецкой области, не считаясь цифрами потерь. Одни из самых кровопролитных боев идут сейчас на Покровском. Им деньги уже не нужны. Получается, о чем тут? Если долго, не будем слушать. Ну, какая-то фигня. Сейчас. 40 ракет и больше 70 дронов. Вот эта бабушка, меня Россия вот эта бабушка прям удар по сегодня Украине. я даже в телеге говорил. Масштабный сбой в работе. Вот эта бабушка аж напомнила минем бабушку напомнила. Я представляю, как они старели, и как бы я до старости как говорится, кого-то видел, кого-то не видел. В итоге, короче, бабушек я видел, дедушек я толком не знаю. Исходя от этого, вот посмотрев на нее, она до такой степени плачет, и какими-то словами, я понимаю, он говорит, вот эти рашисты, говорит, рашисты, вот эти рашисты, говорит, пришли, бомбят, говорит, убивают нас, понимаете, вот я несколько раз сегодня прослушал это в новостях, несколько раз мне это пришлось, как говорится, услышать, мне аж плохо становилось. Эти уроды, получается, бомбят обычное население, где бабушки живут в холодах, там мерзнут, там греться негде, воды нету, окна выбиты, блин, все заштопано неизвестно чем, блядь. Вот так, под 2-3 одеялами, говорит, спим, блядь. Это просто пиздец. И тут мне какие-то комментарии еще пишут, какую там, что-то там мне, бутылку туда-сюда, блядь. Бутылка вам будет, нахуй, понимаете, блядь. А узагзгада, кутыгзгада сегабес, хайванлар, уруслар, блядь. Поэтому урусларна, которые, блядь, не признают нашу независимость Башкортостана, Татарстана, блядь, всех уничтожать будем, блядь. Вот құлағыңыз ишітіп қойсын, нахуй. Жәлләргә түгел оларны бірсінде, жәлләргә түгел оларны бірсінде. Олар
Mana bunda вообще birov boshqa xalqni jallamaylar, boshqa xalqni jallamaylar. Ular bizni jallaymi endi? Bizni boshqa bilan tatarni jallaymi u? So'g'ishda o'lib bitdilar bizni xalq. Ular bir kimni jallamay. Siz shuni anglag'iz. Ularga bir nini pashshada bo'lmayshaq, блядь. Birsi да нахуй, урусына да нахуй, и тем, которые там прихвосты всякие, которые находятся в этом под кремлевскими яйцами нахуй. Вот всех нахрен, всех. И исходя от этого, вот, видя вот такие видосы, прям я не знаю, как можно, блядь, нахуй, по этим бабушкам проходиться, блядь, нахуй, бомбами, камикадзами. Потом, еще одна, вспоминаю, бабушка говорит, а чё, говорит, дровами не, можно топить, говорит, дровами? Ну, боюсь, говорит, потому что дым пойдет, говорит, а газа нету. Прикиньте, блядь, дым пойдет и дрон прилетит в этот дом. Получается, они на живое, блядь, нахуй. Это как, блядь, вспоминаю, Чужой, блядь. Или как, нет, какой? Чужой или какая-то хуйня, блядь. Терминатор, помните, блядь? Ужас, блядь, который на этот сенсор ходил, блядь. В детстве мы смотрели. Вот из этой темы, нахуй. Дым пошел, понимаешь, туда надо дрончик отправить, да, узкожопые, добить эту бабушку. Бабушка, блядь, сука, увидела уже, блядь, и войну прошла, все прошла эта бабушка может. Ей может лет 80, блядь. И вы их добиваете. Какой совестью вы добиваете? Да потому что вы маньяки. Вы маньяки, нахуй. Как в песне. На острые атаки, блядь, ублюдки. Пожар на нефтебазе в Лисках заснял проезжающий мимо водитель. Что за Лиски, я не знаю. Где, что. Вот так понапишут именами, как будто мы знаем. Ну хотя бы район, город напиши, Лиски. Хз, где, что за пожар? Ну, пидорасии, наверное, пожар, блядь. Если уж Лиски, пески, блядь. Идем дальше. Цены на европейское пиво вырастут вдвое. Ну и хуй с ним, блядь. Алкаши, блядь, они могут нахуй и этот пить нахуй, керосин пить нахуй с дизелей самолетов, блядь, или что там они пьют нахуй, ублюдки. Им похуй же, они зеленку пьют и все пьют. То, что горит, все пьют эти узкожопые. Че им нахуй? Тут, блядь, нахуй пиво, понимаешь ли. Они пьют все подряд. Так. Идет атака БПЛА на нефтебазу в Лисках, Воронежская область. Вот теперь понятно. Воронеж хуй догонишь, догнали все-таки, блядь. Догнали ваши лиски-писки, блядь. Вот жители слышат взрывы, работает ПВО. Нормально, нормально. Вот так надо. Но только надо, блядь, и по Уфе, и по Башкортостану, и по Татарстану, и Казани, и по всем, нахуй, окраинам тоже ебашить надо, нахуй. По всем, блядь, нахуй. Депутатам, блядь, Минихановым, президентам, Хабировым, всем, блядь, нахуй. По армянам, нахуй, можно ебашить тоже, блядь. Эту мразь, блядь, выкуривать армянскую. На Россию идет атака БПЛА над Воронежем, Орловской, Белгородской, Ростовской областям замечен бесплотник, перекрыт движение. Молодцы, работаем. Вот поэтому я еще раз повторяюсь, Украина, вы тут, украинцы, как говорится, заказываем, как говорится, вам адресочек. Хабировские, блядь, все, красноусольские, нахуй, гостиницы, хаты, по всем хабировским хатам, по всем хабировским местам, где он шароебится, где он спит, блядь, по Минихановским, по Шаймиевским, блядь, разъебашить этих, блядь, манкуртов. Я их даже, блядь, башкир-татарами не хочу называть. Эти манкурты. Этих манкуртов мы обязательно должны раздолбать. Пока мы не можем собрать армию, у вас есть, как говорится, боеприпасы, херачьте по Башкортостану с Татарстаном, чтобы народ начал понимать, что нехуй в Украину отправлять, блядь, своих долбоебов. Так, идем дальше. Подряд уж читаю, тут новостей херова туча. Какой-то Роман пишет. Забавно, конечно, наблюдать, как мировая леволиберальная общественность теперь стонет от ужаса из-за Трампа и Маска и их странных заявлений. Дорогие леволиберальные ребята, во всей нынешней дичи виноваты исключительно вы. Западную цивилизацию в нынешнюю жопу загнали вы. Ну это, наверное, блядь, либералы, это что, блядь, навальнисты? Всякая хуета узкожопая, блядь, нахуй, за которой, блядь, как говорится, гонялся, блядь, нахуй, сам Навальный и в оконцовке, блядь, нахуй, поехал, блядь, в жаба-гадюке, нахуй, и пизды получил, так скажем, да? Идиот.
Западную цивилизацию в нынешнюю жопу загнали вы. Годами над политикой, над общественной жизнью, над культурными дискурсами властвовали именно вы. Это вы потакали легальной миграции, наплевательски относились ко всему социальному криминальному аду, который она несет людям. Это вы поощряли и оправдывали БЛМ и дичь про погромов, предподнося все так, как будто тут новый студенческий Красный Май. С 1968 года это вы навязывали позитивную дискриминацию. Это ваши творческие элиты задолбали людей травлей в твиттерах и культурой отмены, а также задолбали всех своими повесточками, проталкивая эти повестки в любой кинофильм. Как в Совке когда-то стремились ставить статую из Маркса. Какого хрена он тупит, блядь? Сука. Блядь, пароль просит. Так, есть что я здесь. Так, работает, надеюсь. Так, үч киши мында, 2 киши мында, 3 киши мында. Просто у меня интернет куда-то пропадает постоянно, блин. Так, перефразирую кое-кого. Вам досталась великая западная цивилизация с ее свободным гражданским достоинством. А вы ее просрали. Вы распорядились этой цивилизацией так, что Трамп с Максом стали неизбежны. Было давно понятно, дичь, которую вы творите, вызовет реакцию. Да, с большой буквы, пожалуй, напишу это слово. И да, реакция часто бывает хуже, чем то, что ее вызвала такая природа реакции. В России это хорошо видно на примере 90-х и Путина. Но важно помнить об исторической ответственности тех, кто эту реакцию спровоцировал. История сделала вам довольно грозное предупреждение в 2016 году, когда Трампа избрали первый раз. Вы это проигнорировали и словно еще больше уверились в своей исторической правоте. Выводов было сделано 0. Полагаю, они не будут сделаны и сейчас, в том числе и в Европе, где скоро будет все то же самое. Но на все эти ваши проблемы нам было бы плевать, если бы не еще более страшная угроза Западу, если бы не Путин, который всем этим текущим кошмаром намерен эффективно и пользоваться, ведя длительную многоэтапную войну против Украины и против остатка западного мира, войну на уничтожение. Блять, я не знаю, кто писал это, какая-то дичка как конкретная нахуй. Короче говоря, что я хочу сказать от себя. Туганлар, Башкортостан, хам Татарстанга это особенно относится, и Украине само собой. Вот в Украине как раз таки молодой президент. Там как бы до ума еще довести с парламентом, будет идеально. Башкортостанда, Татарстанда само собой должно быть то же самое, блядь, нахуй. Бізге, блядь, житмі-жики, Ашлек, 72 года, Путлер, 78 лет, нахуй, Трамп. Нам не нужны такие, блядь, дятлы, нахуй, бабаи, блядь. У которых уже давно уже ничего не стоит, нахуй, грубо говоря, нахуй. И мозгов нету, блядь. И Байден из этого флакона, нахуй, какие-то дальтоники ебаные, блядь. Все нахуй они нам нужны, блядь. Нам не нужны такие, блядь. Поэтому, как говорится, это дичь сраная, узкожопая. Пусть, как говорится, живет со своими бабаями, нахуй. Нам похуй, блядь. Конечно, этого бабая мы ебнем, блядь. Но они еще какой-нибудь бабай найдут себе. А мы, Башкортостан, Татарстан, будет строить, блядь, новое, как говорится, свежие, там, именно свежие государства, где будут все молодые, блядь, нахуй. Образованные, блядь, нахуй. А не эти, блядь, ублюдки, дятлы, нахуй, которым, блядь, по 100 лет, нахуй. Нахуй они нам нужны, блядь, деды наши, блядь, нахуй. Пусть они, нахуй, у них уже давно свистит, блядь, нахуй, гробы, блядь, у ублюдков этих. Так. Ну, подряд тут новости, короче, не знаю. Перейдем потом в этот... Куштай Байрам тоже почитаем потом, надеюсь. Лихачом оказался 37-летний бывший исследователь Александр Г. Уже взревшись с ворота храма, мужчина выложил в свой канал фото с места ДТП. После задержания мужчина признался полицейским, что его возмутил требование ставить в храме только те свечи, которые продаются в самом здании. Также подозреваемый передал привет чиновникам, а заодно назвал их взяточниками и дал им сутки на выезд из страны. После эмоциональной речи задержанный прошел тест на алкоголь, прибор показал 0 промилле. Вслед за этим его увезли в отдел, передал привет бизнесменам из РПЦ. Ну, какая-то хуйня, непонятная хуйня.
Ну, это, вот здесь. Начало надо было, блядь, читать. Во Владивостоке мужчина угнал внедорожник и протаранил на нем храм, автомобиль, ГИБДД и автобус. Ну, нормальная тема, блядь. Нормально ебашит, блядь. Залез, блядь, получается, туда-сюда, короче, база эта ебаная. Ебанул еще ментовскую машину. Ха-ха, и уехал, блядь. Что-то нормальная тема во Владике, погода хорошая, блядь. Так. Протаранил на нем храм, автомобиль ГИБДД и автобус. 37-летний мужчина угнал оставленный на прогрев Land Rover на улице Русской. Блять, и улица узкая, блядь, пиздец, нахуй, во Владике. Ну, посмотрим. Владивосток, блядь, узкожопый мы отдаем, блядь, Японии, точнее, продаем японцам. Так что, как говорится, проблем нет там. Они точно, нахуй, узкую улицу вашу уберут нахуй, снесут, блядь. После этого он влетел в храм и протаранил машину ГИБДД. Позже, уходя от погони, он совершил ДТП и с автобусом. Лихач уже задержан. Скорее всего, это вернувшийся с СВО, которым закон не писан. Ну, само собой, он поедет снова, блядь, на СВО, блядь, отдохнул, кайфанул, нахуй, и поедет обратно. Как говорится, убийца, ёпта. Долбоёб. И вот тут началось, конечно, вот комментарии. Почитаем комментарии, давайте. Которые накидали сегодня, как говорится, в ТикТоке. И меня пишет один ублюдок. Онарға айтыла. Куттак баш бар мекен, ол ТикТокта юк мекен әлі. Ильгизчик Баха какой-то, блядь. Ильгизчик Баха. Ульсән ярар иде миңа яза. Ульсән ярар иде дип миңа язган. Анарга жауап бергәннәр. Безнең братлар. Коркак кутакбас дигәннәр анарга, блядь. Коркак кутакбас. Нормально. Казах телендә дә аңлыйбыз без кутакбашны. И вот, дальше. Кто-то пишет, блядь, говори, пожалуйста, без материков. Это истеричные бабы матерятся на пропалюю. Ну, окей. Федор. Регионы России удобрили землю Украины своими воинами. Разве там остались целые воины? Кто-то вопрос задает. Сталин пишет меня. Кутак тот яма пишет меня. Кутак тот Сталин. Как говорится, кутак насим тутасың нахуй. Плюс еще Сталин карна ятасың нахуй. Кушаклап Сталина, блядь. Вот где читал, оказывается. Какой-то фантомас мне пишет. За себя говори. Ну, если что, в Телеграме есть это все. Или в ТикТоке тоже есть вроде бы. За себя говори, немощный. Мы за родину. В пидорасии. У него флаг пидорасии 3 штуки, нахуй. За родину, блядь. Ну, у пидоров, как говорится, понятно. Пидорасия, мы понимаем, блядь. Это твоя родина. Но эту родину мы уничтожим. Твоя родина уродина, нахуй. Идем дальше. Алишер пишет. Пустые твои слова. Кто делает, делает молча. Ну да. Молча, блядь. Я вот молча вот так сейчас замотаю все, скотчем нахуй. Фантомас, блядь. Молча пойду нахуй делаю, блядь. На Москву. Один. Молча иду я, блядь. Никому не говорю. Я один иду. А куда идешь? Нельзя мне говорить нахуй. Алишер сказал молчать нахуй. Алишер сказал молча надо делать, сказал. Вот я иду молча, блядь, по послушке Алишера, блядь. Я хуею от Алишера, блядь. Алишер, молча, блядь, сходи, убей Путина, блядь. Давай по-братски, по-братски, Алишерчик. Сделай нахуй доброе дело. Молча нахуй уничтожь, ладно? Блядь, без списка ебашь Путина. Так. Вот это, хуй какой-то. Самат Бакиров мне пишет. Собирай сухари, уже вышли мусора, береги себя. Саматик, как говорится, соберу я тебе сухарей, куда отправить, пиши адрес, ублюдок. И нормальный тоже комментарий есть. Давно пора независимость Башкирии и Татарии, Бурятии, Ингушетии, Чечении, всех. Рахмат.
Давно пора уничтожать империю алкашей. Вообще идеальный комментарий. Я согласен. Давно пора, блядь, пидоров алкашей уничтожать. Медведева особенно, да? Спиртзавод ебаный. И хороший комментарий тоже. Башкортостан, Татарстан, вам пора давно присоединиться к Казахстан. Буряты, чукчи, мукчи нам не надо. Пусть Аляску своей братву поедет. Нам таких и нахуй Петру не надо, блядь. Петро не надо. Мы хотим башкир и татар. Рахмат. Вот, поэтому я и говорю, блин, Башкортостан и Татарстанда обязательно, Казахстан, блин, вот еще раз, 1000 раз повторяю, я об этом всегда говорю, границ у нас не будет, нам не нужны границы. Бізге казакларға границы керекме. Бұл урыслар, как говорится, сделали эту границу. У нас не будет границ. Вот даже Узбекистан белән Казахстанда граница бар бит инде. Шул границада булмаска тиеш, по идее. Мына үзбәкләргә я намекаю. Үзбәкләрдә тоже зур эш тора монда. Үзбәкләрне до хрена, как говорится, делов, как говорится, тоже поменять, блядь, свое ебаное правительство. Поэтому вот это ебаное ваше правительство, когда поменяется, границы она должна будет снести. И только оставить с Афганом пока границы, пока мы не разберемся с Афганом. Афган тоже надо будет как бы создать, блядь, там нормальную систему, так скажем. Но это уж не в это сегодня не будем об этом нахуй говорить. Так. Все. Вот дальше идем. Дочитал. Ну, потом еще, наверное, накидают. Так. Баймак турында нәрсәдер язалар. Давайте укыйбыз. Куштау байрам или Идель Реали. От Баймака до Берлина. К публичному спору оппонентов Кремля о маргиналах и реальной политической силе. Начало 2024 года в России ознаменовалось масштабными протестами в башкортостанском городе Баймака, где по разным оценкам от 5000 до 10 тысяч вышли поддержку активистов Аиля Алсынова, обвиняемых в возбуждении ненависти либо вражды. Это событие стало неожиданностью для многих москвоцентричных оппонентов Кремля, которые ранее называли национальных активистов маргинальной группой. В ноябре 2024 года в Берлине состоялась первая крупная акция российской оппозиции в изгнании, собравшая около 2000 человек. Идель Реали разбиралась в том, что как противостояние в Башкортостане и разногласия внутри российской оппозиции отражает новые расклады в борьбе с режимом в пидором. Баймакское дело стало одним из крупнейших в истории новой России уголовным делом о так называемых массовых беспорядках. В 2024 году суды признали виновным 9 участников протеста, их приговорили к реальным срокам. По ходатайству прокуратуры Башкортостана дело рассматривали в судах ближайших к республике регионов Удмуртии, Самарской, Амурской областях. Ну, плюс Пермь, да, Алсынов и Зутра, если об этом идет речь. Однако популярные оппозиционные спикеры и после протеста Баймака продолжили преимущественно негативно высказываться о регионалистических движениях. Так Юлия Навальная выступила против искусственного разделения людей с общим бэкграундом и культурным контекстом. Ее бэкграунд, нахуй, пусть в жопу засунет эта овца ебаная, блядь, нахуй. Там долбится с Чичеваркиным, нахуй, еще кем, как хуями всяких. Находила там она, когда муж сидел еще, блядь. Мы же, как говорится, всякие сплетни, как говорится, разносим. Так что и эти сплетни пусть будут афишированные, ублюдочные. Так, наконец, мы найдем и тех, кто рассказывает про необходимость срочно деколонизировать Россию. Типа она нам кидает такой вызов, что ли? Овца ебаная, нахуй, это, Навальная, пизда, блядь. Имей в виду, нахуй, блядь, ты тут рядышком, нахуй, в Германии, нахуй. Ты недалеко, нахуй, ты недалеко, имей в виду, нахуй. По башке настучат, нахуй, охуеешь просто, блядь. Лучше, нахуй, тебе потеряться, блядь. Реально потеряться тебе и все, чтобы тебя не было, нахуй. Вот примерно так, блядь. Твоя позиция нам нахуй не нужна. Башкортостан с Татарстаном будет все равно, блядь, нахуй независимым, блядь. Без ваших соплей ебаных. Так. Надо якобы разделить нашу слишком большую страну на пару десятков маленьких и безопасных государств.
Навальниска, блядь, нахуй. Твоя безопасность, твоя опасность, нахуй, нам не грозит. Понимаешь, блядь, мы, как говорится, за свою жопу сами ответим, блядь. Вы, ублюдки, нахуй, в Москве, блядь, будете торфы, нахуй, как говорится, топить, нахуй, в печах, блядь. А вот как сейчас в Украине бабушки мучаются, как говорится, от дронов ваших. Вот вы будете, нахуй, там мучиться от торфа, блядь, нахуй. От угара, нахуй, угорать будете. Правда, объяснить, почему люди с общим бэкграундом и культурным контекстом должны быть искусственно разделены. Деколонизаторы не могут. И как это вообще должно произойти, не сообщают. Отметила Навальнюга, блядь. Я тебе тоже отвечу, блядь, нахуй. Как могут, нахуй? Могут. У стажопах не бойся. Я упакую в поезде, как вы моих крымских татар, чеченцев отправляли в поезде, черкесов, этот Казахстан, Узбекистан. Вот так же я вас упакую, не бойтесь, не поломаетесь, нахуй, упакую, нахуй, как говорится, эти вагоны, свиновагоны, и поедут чики-чики-чики, нахуй, блядь, ничего не сдохнут, нахуй, 1500 километров, а вы отправляли, пиздец, в ебеня, блядь, по 5000 километров туда, в Казахстан, блядь, а тут 1500 не сдохнут, нахуй, упакуем, и без сухарей могут доехать, так что вот тот, который говорил сухари суши, как раз подзапаситесь, нахуй, в Москву ехать вам придется, жевать будете, нахуй, дадим вам чистой водички, нахуй, родниковой, башкортсуон беребіз ярарында родниктан, шишмя суларым беребіз сізге, и поедете, блядь, вот так макая, нахуй, родниковую воду, хлеб, последний раз, который будете, как говорится, ощущать воду и хлеб, нахуй, башкирских, татарских земель. И поедете московские, нахуй, торфяники свои, как говорится, топить. В свою очередь Максим Кац, опять этот ублюдок, заявил, что деколониальный дискурс не имеет ничего общего с реальностью и полезен исключительно для получения европейских грантов. Насчет грантов, я вам говорю, блять, что-то я не вижу грантов, нахуй. В моей хате нет грантов, блять. Грант был бы, я лично вам похвастался бы. Но нету, нигде ничего не висит, блядь. Гранты не висят у меня. Так что гранты, хуянты, кац у нас нету. Точнее, у меня нету. Не боись, нахуй. Я за гранты, нахуй, не топлю, блядь. За независимость и уничтожение узкого мира я топлю. Мне вот это интереснее, блядь. Нахуй этот грант? Грант это что такое? Повесил себе, да, ходишь. Я гарантированный, нахуй, блядь. Нахуй это мне надо, блядь, нахуй. Ну, имеется в виду, конечно, бабло там, да, ведь, блядь, но эти бабло тоже мне не интересно, блядь, нахуй. А Башкортостан, Татарстан будет независимым, да, ведь там все есть, нам все хватит. Без ваших, нахуй, грантов. Аббас Галямов и Божена Рынска ее и вовсе назвали популяризацию деколониальных идей работы ФСБ и чекистов. Смех, блядь, нахуй. Смех, блядь. Я явно, нахуй, не из ментов, имейте в виду, нахуй. Чекисты, хуисты, ФСБ, блядь, пошли они нахуй, нахуй. Я никогда не любил, нахуй, вообще ментов, блядь, нахуй. После армии я всегда говорил, блядь, пришли ко мне, нахуй, повестки, блядь, пойдешь ли ППСником в Уфе? Я пошел, нахуй, я сказал, блядь. Мент, нахуй, это, как говорится, это западло, блядь, нахуй. Как там еще? Вспомнил одного гондона. Гондон ебаный, как тебя там звали? Я тебе оставил для тебя тоже речь толкнуть, нахуй. Пишет мне один уебок, нахуй, в ТикТоке, блядь, пару смс кинул. Типа, говорит, что ты материшься, блядь? Лучше бы, говорит, на блатном говорил. Ой, на блатном-то тебе надо говорить, да? Пальцы веером, нахуй. Как там, блядь, на блатном, блядь, нахуй? Я не из блатных, если ты есть блатной такой. Иди нахуй, блядь. Ты же уже давно, блядь, нахуй не блатной. У тебя, нахуй, минимум полметра в жопе уже, блядь, было, нахуй, вантусы и швабры, блядь, и бутылки разного вида, нахуй. Ты уже тоже не блатной, блядь, нахуй. Осел, блядь. Овца ебаная. Так. Пишет мне, нахуй, на блатном, блядь, толкать, нахуй. Как его звали-то, не помню. Какой-то тоже Алишер, наверное, какой-нибудь. Пидор. Так что услышишь, пидор, нахуй, Алишерка или как ты там, нахуй, уебок, нахуй, блатной, блядь, нахуй. Так что засунь свои слова обратно, нахуй, в свое дупло, нахуй. Так. Российский политолог Федор Крашенников, блядь, Крашаёбина, блядь, вот это ёбаное, ой, блядь, я вначале его когда увидел, думаю, что за нахуй крашаёбище, нахуй, пиздец, нахуй, ну реально крашаёбище, блядь, и он что-то бздит, нахуй, там, блядь.
Узкожопые, поймите, блядь, поймите, пидоры нахуй. Ваше место в московских болотах. Но если украинцы изволят вам оставить их, эти места вам, будете там жить. Не оставят, будете нахуй с украинцами нахуй, как говорится, вместе жить. И они будут нахуй вас, блядь, использовать, как ГУЛАГу нет, блядь, бурлаки на Волге, блядь, как говорится, лаптоебы. Вот вся популяризация вот этого дерьма, откуда вы же из дерьма, по идее, вышли, блядь. Вот исходя от этого, вот в это дерьмо, как говорится, они постараются вас закинуть нахуй. Будете нахуй ездить на Донбасс, и где вы там все отхуярили, захуярили, туда будете ездить, строить заново им дома, блядь. Вот вы будете все строителями, гандоны, нахуй. Особенно всех депутатов, нахуй, отправить на стройку, блядь, перестраивать Украину, блядь. Вот так делается, как говорится, с пленниками, блядь. А другие будут развлекать, нахуй, чуть повыше чинами, Путин там и так далее, вся поеботина, Кадыровы, блядь, все вот эти. Будете развлекать в Москве, блядь, туристов в памперсах. Что там Идель Реали заявил, что так и не увидел никакой связанной целостности теории деколонизации, которую бы эти люди, сторонники деколонизации, опубликовали. А они хотят публикации. Вот я. И вот я вам... Извините, галстука нет у меня. Вот сейчас я вас буду сейчас подъебывать. Вот я деколонизатор. Вот я, вот личность. Я вас буду уничтожать, ублюдки, нахуй. Вам бумага надо, нахуй? Бумагу, нахуй, я вам в жопу запихаю и в рот, блядь, нахуй. Бумагу вам надо? Подпись еще туда поставлю от себя, окей, блядь? Что вы пидоры, нахуй. Пидорам, как говорится, от меня. Как говорится, бумага. Нужна бумага? Окей. Мы вам выделим как раз, как говорится, бумагу, как говорится, потому что вы торф как раз будете топить, бумага нужна будет, вот будете, как говорится, поджигом использовать, наверное, уж потом, в дальнейшем, потому что нахуй никому не нужна эта, как говорится, бумага. И деколонизация, вот когда, поэтому я и против вот этого того, что, блядь, Габасовы, Кашаповы бегали нахуй по всем инстанциям, что-то, блядь, у кого-то просили. Что просить? Вы одумайтесь, что вы просите, блядь? Что вы просите? Я не могу понять. Siz нәрсе, kimden нәрсе сұрайсыз? 100 мәртә айтам. Bir генә Аллаһ Тәгаләдән генә сұрагыз, менә өсте. Алладан сұрагыз. И все. Не думайте, когда я вот так делаю, я не кадыровцы или кто там они вот так говорят. Вот так, валлах. Не из этих. Я просто вам показываю, что наверху. А могу вот так показывать наверху, но получится как Хай Гитлер, понимаете? Не то. Поэтому один вот так показываю, вот так. Наверху Аллах Та'алям, предположительно, да ведь? Он-то везде, по идее. Вот так. Наверху Аллах Та'алям. Вот у него только мы просим и, как говорится, идем, как говорится, деколонизировать нахрен колонизованные наши земли. Наверное, так, да ведь? Как говорится. Как они сказали, демилитаризация, блядь, демилитаризация Украины. А мы вот как раз будем доебывать путинососовские нахуй режимы, блядь. Вот придумайте какое-нибудь слово с буквой «Д». Юрист и член Конгресса Ойрат калмыцкого народа Давр Дорджин рассуждает о том, почему российские оппозиционеры так резко отказываются о представителях нацдвижения. Во-первых, теперь послушаем нашу сторону. Во-первых, сужаются денежные ресурсы политическим организациям иммиграции, и так приходится конкурировать и маневрировать, чтобы держаться на плаву. Ну, это мелочь. Постойте, это мелочь. Вот здесь я добавлю самое главное. Они боятся потерять деньги. Не деньги грантов. О чем вы говорите, блядь? Это все мелочь. Самое главное, проебать наши территории, наши богатые территории. Не говоря Саха с алмазами, у нас не меньше, блядь. Сургут, блядь, нефтегаз, Татарстан нефть, Башкортостан нефть, блядь. Тағы нәрсе керек. Алтын Башкортостанда до хера и больше. Понимаете? Поэтому, исходя от этого, они вот это боятся потерять, потому что им же досталось от ихних предков, от дедов, захватчиков, мразей. А эти внуки же, они хотят тоже так жить, править, блядь.
узкий мир, бабла хотят, блядь. Плюс еще подружиться с Европой, чтобы Европе отдыхать на эти деньги, блядь, нахуй, кайфовать. Вон там, как приехал Тимати и вся басота ебаная, праздновали, блядь, там в Монако или где там хуйней маялись, блядь. Или где там, блядь, не помню это название. Во-вторых, в тех маргинальных условиях, в которые этих политиков поставил путинский режим, им хочется быть выше хоть кого-то, искать собственных врагов и козлов отпущения. Ими оказываются те, кого не устраивает ни Путин, ни проект пересброски прекрасной России будущего без фундаментальных изменений. Это национальное движение, причем не только выступающее за независимость, но и требующее широкой автономии. В-третьих, некоторые публичные спикеры среди русской оппозиции, как, например, Юлия Латынина, овца ебаная, та еще, искренне исповедуют расовый реализм и считают наши народы неполноценными и неспособными на самоуправление. Они до сих пор нас считают, блядь, долбоебами, бусурманами. Узкожопые тут есть, нет? Мрази узкожопые, бляди ебаные. Я на вашем языке говорю, нет? Вы гондоны, а? Ублюдки ебаные. У меня литература 5 нахуй. Узкий язык нахуй, тоже 5, наверное, блядь. И в чем проблема нахуй? Я говорю на вашем? Вы ублюдки ебаные. А вы на моем говорите? Вы говорите на узбекском, на башкиртале, на татартале говорите? Нет, ублюдки? Где тут тупее еще тупее нахуй? А? Так что, блядь, нахуй, тупые и необразованные это вы, блядь. И когда какая-то овца, блядь, в тот день мне выкидывали, орала нахуй то, что, блядь, где-то там видос какой-то, типа они, оказывается, в Казахстан цивилизацию привезли. Где-то кто-то закидывал мне, то ли с Ютуба, то ли с ТикТока. А одна овца, может, здесь наткнемся еще на эту овцу, не знаю, типа доказывает, что в Казахстан и еще, ну, наверное, и нам то же самое привезли цивилизацию. Какую нахуй цивилизацию? Вы ебанутые. Вы ебанутые, блядь. Если начнем снизу, астрологи, всякие математики, все от нас, вообще-то, с Азии, с Узбекистана. Не говоря, что в Казахстане какие ученые были. В чем проблема? Тупые это вы были, ебанутые. Вы ходили в валенках, нахуй, в лаптях, ёпта, в портянках вонючих, блядь. Это вы ходили, бляди. И вы не хотите осознавать. И вы говорите, вы привезли. Вы что привезли, ублюдки? У нас все было, дебилы. Мы в кожаных сапогах ходили. Наши деды жили, блядь, в деревянных избах. Там из камней, какие, блядь, стоят самарканды, блядь, пидорасы. А вы-то что сделали, ублюдки? Вы где-нибудь сохранили какое-то царство свое? Нихуя же по всей пидорасии у вас нет исторических мест даже. В Европе в каждом месте зайди замок, замок, замок. В Германии были? В Германии на каждом шагу замок, блядь. Замок, замок, замок. Нигде ничего не разрушено. А в пидорасии где-нибудь есть замки? Доказательства есть, что вы были там королями? Нигде. Нигде. Только, блядь, весь вот эти азиатские, Самарканд, Бухара, вот сохранение. Это вот все наши предки. Они, может, хотели в тепле жить. Кто-то жил в холоде, кто-то в тепле. И у нас были юрты, кожаные тоже. Прикиньте, блядь, кожаные. А у вас что, блядь, соломенные крыши? Протекает. Из пизды хуй его знает, из говна построены стены, блядь. Непонятно нахуй. Везде свиньи. Вы в лаптях. Бани нет, туалета нет. Вы еще цивилизацию привезли туда? Вы что, куку нахуй? Цивилизация к вам пришла наоборот. Вы решили ее уничтожить, оприходовали, уроды, потому что вы не смогли это, как говорится, в себе в голове, охуели, блядь. Наверное, тогда я помню, помню, я уж говорю, блядь, представляю, как они там, нихуя, блядь, тут они, эти бусурманы живут. Лучше нас же, наверное, сказал тогда, блядь, какой-то хуй, блядь, ваш, блядь, дед, блядь, в лаптях. Так что, шундыхаль, дуслар, Латынине тоже пошла на нахуй. Неполноценные, неспособными самоуправления.
Я над вами даже буду управлять. Бляди, вы моими рабами будете. Я создам из вас рабов, блядь. Понимаете? В рабами вы конкретными будете. Хуй с ним, как вы издеваться не буду, нахуй, как говорится, но всех баб ваших, блядь, ебать будут наши. А ваши, нахуй, мужики, будут дрочить, нахуй. Вот это будет мощное издевательство, чтобы ваши бабы рожали только наших сородичей, только наших будут рожать. А мужики ваши пусть живут до конца жизни вот таким образом, в одиночестве, нахуй. Вот это вам будет наказание. Уничтожение. Решили нас уничтожить? Мы вот так будем вас уничтожать, нахуй. Геноцид? Геноцид вот такой у нас будет, нахуй. Вы, как говорится, голодомором Башкортостан с Казахстаном мучили. Мы вас будем вот таким образом мучить, нахуй. Будем мучить, нахуй, не размножением, блядь. Вы размножаться не будете, ублюдки. Так, идем дальше. Соглашение между Израилем и Хамас о прекращении огня и освобождении заложников начнет действовать 19 января, сообщил премьер Катара Мухаммед Аль-Тани. Катар, а также Египет и США выступали посредниками в переговорах. Ну там тоже неизвестно, что будет, хз, блядь, где-то 80, там сколько-то там, или 90, блядь, этих уёбков израильских там есть, пленными. А тут должны выпустить по 1000 там палестинцев. Ну вот пример такой будет обмен. Ну посмотрим, что будет, блядь, хз. Будем посмотреть. Так, тут я писал как раз напоминание. Запущен процесс заказа дронов-убийц против Башкортостана, Татарстана и Москвы. Так что украинцы, подключаемся, как говорится, помогаем нам по, как говорится, раздолбанию Башкортостана. По раздолбанию Башкортостана с Татарстаном. Вот украинцы, если тут есть, благодарю. Пожалуйста, берегите себя, такие люди нужны этому миру. Благодарю, Рахмат. Ташаккурлер, Рахмат. Как это? Мерси боку. Данкшон. Битшон. Не знаю еще какие можно. Мархаба. Так. Ну, плюсовой комментарий тоже. Вот несколько раз этот наш, как это, Камбой казахстанский пишет. Я решил прочитать этот комментарий. Рахмат Улкшега сразу. Пишет этот братан в шляпе. Он в шляпе. Понимаете? Казахи в шляпе. Вы не думайте, мы не отсталые. Так что узкожопые, это вы отсталые. Казаха однокровные братцы. Вы обоих не забудьтесь. Башкир, татары, эта история доказана. Понимаете? Казах, как говорится, пишет на русском и получается, как говорится, больше, наверное, знает казах тален и в итоге как бы пишет как может. Но зато пишет, а вы, ублюдки узкожопые, вы даже, блядь, на казахском или там на татарском, в конце концов, вот рядом татары у вас жили, в Казани, Казань брали, ублюдки, вы не знаете татар тален, блядь. Если, ублюдки, вы знали бы хотя бы один татар тален, или башкир тален, вы бы уже знали бы казахский, узбекский, кыргызский, все языки знали бы. Но вы не хотите, не хотите. Ну, насчет этого я останавливаюсь еще раз. И вам напоминаю, узкожопые, Башкортостанда, Татарстанда, пока вы не сдадите ЕГЭ по башкиртхан татар тілі, вы хуй получите паспорт. Как вы сейчас мучаете моих узбеков, таджиков, кыргызов? Вот так же будет. Хлыбыс, 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 нахуй. Поняли, да? Как говорится, жестко будем ебать, нахуй. За взятки, нахуй, вы хуй купите. У нас не будет коррупции. Так что взятка не будет, нахуй. Вот так вот. Алға там жарайсыңдар башқұрт бауырлар, Қазақстан, орталық Азия, өзбек, қырғыз тыныш отырмас бізге де Ресей Федерацияның. Вот. Поэтому біз Ресей Федерациядан құтылсақ, Алла берсе,
Boshqirdiston, Tatariston ham butun yerlarimiz bizni tinchlikqa aylanadi. Tinchlik keladi bizga. Bizga tишина нужна, как говорится. Затишье нам надо. А не путинский вот это ужас, блядь, нахуй. Движуха ебаная его. Так. Это ваш шанс, не пропустите, действуйте. Вот, башкортлар, татарлар, если тут есть, наш шанс это действовать. Хватит спать, блядь. Bizning ota-bobolarimiz yo'qlamagani, kun bo'yi, tuni bo'yi otda shopqanlar, блядь. Biz narsa o'tiramiz, a? Kukay solib. Kukaylarda bitindi уже протухли. Молодцы, братья, deganlar. Rahmat. Qozog'istonga zo'r rahmat. Biz birga har vaqt. Men o'lguncha, o'lsam-da biz birga bo'lamiz, Alloh bersa. Мы, как говорится, bir tug'anlarmiz, butunimiz. Narsa bo'lsa-da, bizga urus, narsa bo'lsa-da dushman, потому что урыслар, они эти финно-угры, да, эти, вот мы как говорим, да, эти, тут история еще до финно-угров дойдет, интересно. Финно-угры, да, эти, но мында, как говорится, Казахстан, Башкорт, Татар, если бы на бізге, бүтіні бізге, если вот так посмотреть, да, ведь, на всех, узбек, кыргыз, таджик даже, да, ведь, всем, да, ведь, біз, как говорится, явно, как говорится, бір-бірімізге ұшуымыз да енді. Bir-birimizga. Biz urushlarga явно ishonmaymiz da endi. Хоть bizda og'i da bor, qorasi da bor, разница yo'q. Но если уж по генам тыкаться нахрен, ну явно, как говорится, biz туганларбыз. Поэтому, исходя от этого, нам никак, как говорится, отделяться нельзя. А принудительное отделение, это наша, как говорится, как это, мягкость была, блядь. Вот эта мягкость мы должны убрать от себя. Онда ишлерде мягкость болмайды. Туганлар, білегіз шуны, мягкостьны біз уничтожить должны в себе. Біз қаты қул боларға тиішбіз. Қаты қул. Мүш, бізде ышқынмай тұрған мүш боларға тиіш. Аңлайсыз ма шуны? Біз, как говорится, нәрсе десем бұла, ғұмыр бойы соғышқанлар, өмір бойы атаман болып жүрген ата-бабаларымыздан шыққанбыз. Нәсіліміз бізді күчлі, біз берішкен, қазір берішкен, сынған вақыттабыз. Шуның үшін бізге тұруға керек қазір. Обязательно. Понимаете? Так, сейчас. Тут просто новостей очень много, как бы по порядку читаем, по разные темы, кто что, кому что понравилось. Русский понимает только право сильного. Да, альбетта. Шулай. Узкожопые думают, что если они в Афган поперлись в древности, помните еще, Русь когда была, они перлись в Афган, когда Туркестан долбили. Они же до Афгана тоже шли, наверное. И в этот момент я представляю, да, из кинофильмов, ковбоев, туда-сюда, и у них как бы оружие такие, пуф, один раз стреляет, ружье, да, потом опять заряжать надо. Вот в те времена, представьте, эти ублюдки шли туда, на чужие земли, зачем-то, блядь, не могу понять, зачем вы шли, блядь. Вы, сука, блядь, всю пидорасию взяли, и еще в Азию походом пошли. Чего вам, ублюдкам, не хватало? Извиняюсь. А? Вам чего не хватало? Я вот этого не могу понять. Что можно, блядь, нахуй этим на все очларга дать, чтобы они еще могли проглотить? Всю землю. Им, значит, надо подарить и Европу, и Америку. Да везде будьте, блядь, главными, тогда окей. А что остальные, что, будут просто вот так смотреть на вас, что ли? Вот, понимаешь ли, Москва будет рулить Вашингтоном, Москва будет рулить Мексикой. Как это вот происходит у вас, блядь, в голове, блядь? Узкожопые, вы что, ненормальные? Всем, как говорится, земли Аллах Та'алям разделил. Уже каждому дал земли. Все, не выходите из своих рамок, ублюдки. Ой, блядь. Самые интересные комментарии. Ну, не знаю, откуда это, блядь. Уфа написано, интересно, конечно. Давайте почитаем. Смех, блядь. Сейчас только не падать от смеха. Так, послушано на СВО. Ну да, это я примерно понимаю. Послушано Уфа, послушано Агидель, послушано там, так, сатак, нахуй. Это точно, это ВКонтакте из Башкортостана. Послушано Уфа, а это на СВО создали. И там рога, блядь, нахуй. Рога какого-то хуя, блядь. Как говорится,
Олень, блядь. Здравствуйте, пишет одна. Пожалуйста, анонимно. Я сижу здесь, анонимно читаю. Анонимно. Окей, чтоб никто не видел. Анонимно. Хочу подписаться на контракт. Мне 37 лет. Это из Уфы, наверное. 2 несовершеннолетних детей. Намат, ничего смеешься? Да, сейчас многие будут писать из-за денег. Да, из-за денег хочу подписать контракт. Она откровенно, анонимно. Ананайзерна, блядь. Ананайзерна она, блядь, пишет. Да, из-за денег хочу подписать контракт. Сама медик-педик. Муж тоже на СВО. С деньгами не помогает. Муж на СВО, а она-то что тогда? Хули, блядь? Разведенка, значит. Нахуй про мужа-то писать, овца, блядь. У меня вопрос. Женщин тоже кидают на передовую, как штурмовиков на самое пекло? Вопрос на аудиторию. От Гульнас Парвазовой. Я-то и имя есть. Ну, не знаю, конечно, сменили, наверное. Ну, Гульнас Парвазовой. Парвазовой, блядь. Что за фамилия ебаная? Явно не наша. Парвазовой. Парваз, блядь. Блядь. Так что Гульназик. Ой, пути моя, блядь. Так, ответим. Тут так. Несложно загуглить, анонимно не вышло. Уфа. Муж на СВО, денег не получает. РБ. Республика Башкортостан. 1 место по погибшим на СВО. Республика Татарстан. 2 место по погибшим на СВО. Теперь добавим комментарий от аудитории. Ну, там было голосовой, ну, я скажу 2 словами. Короче, этот медик поедет, она будет обслуживать, как говорится, и сзади, и спереди, и в рот. Вот примерно она так будет обслуживать каждого раненого и нераненого офицера. Так что смело может она ехать, как говорится, оставив 2 детей в Уфе, и, как говорится, явно она может и не вернется, потому что вдруг где-то не захочет дать, скажет, мне жалко пизденки, и ей порвут нахуй пизденку звери из Маньяковской армии этого Путлера нахуй. Так что я не знаю, блядь, там или должна быть нахуй мощная нахуй, как в Маске. Помните фильм Маска? Одевает такой, становится маска, блядь. Вот такая пизда нужна, блядь, какая-то резиновая там, чтоб ее не порвали там, блядь. Ну, примерно так. Вот такое чудовище может туда поехать. А так ей пипец, короче, полный, блядь, нахрен. Мягко сказано. Так что, Гульназик, мы тебе не сочувствуем. Так что, күтіңні, пәтәгіңні, аузыңны майлап бар, майлап. Ярымы? 1-2 литр шимишкі майы алып ал өзің белән. Ярымы? Майларсың, яхшы иттереп эчеп тә җибәрсең, майлап, блядь, нахрен барсың. Ярымы? Самай да алып бар, 5 литр артка самай, рюкзакка самогон 5 литр. Ярымы? Шулай. Иснәрсең дә генә моннан, блядь, нахуй. И бах, нахуй, и кіріп кетәсің шунда, блядь, нахуй, лечить, блядь, нахуй, медиков, как говорится. Так что шунды халь, туганлар, мана до такой степени манкуртство довело того, что, блядь, Хабиров, блядь, помните, говорил-то, хотел отправить. В прошлом году же эта речь шла уже, блядь. Кстати, моя же эта, блядь, нахуй, бывшая тоже медик-педик, нахуй. Она говорила мне, что меня тоже звали, говорит. Я чуть не поехала, говорит, блядь, нахуй. Хорошо, говорит, блядь, что-то там туды-сюды, нахуй, замуж вышла, блядь. Чуть-чуть побыла замужем, блядь, нахуй, и опять обратно упиздила. Не знаю сейчас, где она, нахуй. В итоге, короче, тоже медик-педик в любое время может поехать, если не выскочит замуж. А так, блядь, все медики, женщины, вы идете туда, нахуй, только как проститутки, блядь. Вот так. Так что смело, егетлер, Башкортстан, Татарстан, жибәрегез үзегезне, хатынларыгызны. Потому что сез барыбер бит, үзегездә шупряк бит инде, нахуй. Каблуки, нахуй. И вы на войне, и они там. Эй, блядь, дөнья кетті, блядь. Сука, мында, блядь, нахуй.
сука, порой, блядь, иногда хочется, блядь, татар комедийсын оларға, білесің, мына, в главных ролях, нахуй, мен, и буду вам, блядь, смешить вас, нахуй, вот с такими, блядь, анекдотами, нахуй, из жизни. Тупизм, блядь. Так. И вот самое интересное, это надо слушать, туганлар, это очень такое противно. Да. Якутия не рашка, татары не рашка, кыргыз, казак, өзбек. Кыргызстаннан салам, братан. Салам, халлар, туганлар, кыргызлар, казаклар, бүтүнүсү туганлар бизге, өзбек. Таджик та туган бизге. Мына бүгүн эсиме түшүп турат, мына таджикларга карап турам да энди. Кстати, менге куши келди, афган, короче, куши афган. Ну, суляшка югали. Еще не натыкался на него. И вот, короче, и нерсекей. Таджикларга да мына карап турам да, бүгүн ишеттим новости. Про таджиков же постоянно мы не говорим. Я напоминаю, вспоминаю про них постоянно, конечно. И тут такая тема. Короче, новости, как это, с Азии. Новости Азии. И тут такая хрень. Пацан, молодой, ну, 30 лет, наверное, ему, я не знаю, блин, молодой, сидел, выходит, а там үч-дүрт бала, получается, у него в семье, да, ведь было? И тут, получается, вот эти какие-то сводные сестры сломали дом отцовский, мать вроде разная, отец один. Сломали дом, и сестра построила себе дом, пока он сидел. Он приходит, дома нет. Вот тебе Таджикистан. А таких до хрена, говорит, государство не помогает. Вот тебе, блядь, бомжи. Вот тебе потом ИГИЛ. Вот тебе, блядь, вахаби. Вот тебе, блядь, афганистанские какие-то басмачи, террористы и вся вот эта поеботина. Вот куда они идут потом. Он все, он потерянный человек. Мне прям аж его жалко стало, блядь. Вот жизнь, блядь. Жизнь, блядь, нахуй. К чему доводит Эмамали этот пидор Рахмона, блядь. Ублюдок, блядь. Он ни хрена не Рахмон, блядь. Он ни хрена не милостен, блядь. Не милосерден, ублюдок. Джаханнамның таджигу, блядь. Исходя от этого, у него нет дома. И он не знает, куда идти, что он будет делать. Ночует у друзей, то там, то сям. Енді бізде қарындаш туған көп бет енді бары. Таджик, узбек, один черт. Все мы одинаковые люди. И вот он, наверное, ночует, то там, то сям қарындаш уруларда қонып жүри. Но это же не дело. В 21 веке ты идешь, блядь, допустим, даже вот на СВО. Ушел, приходишь, у тебя дома нету. Да такого тоже, наверное, до хрена. Мы просто не слышим, блядь. Отжали дом, отжали то, все, а его нету. Без вести пропал. А он возвращается через 5 лет, нахуй, после войны Украины, блядь. У него ни дома, ни кола, ни двора. И жена не его. И дети не его уже. Хуй его, блядь. Вроде оставлял семью с домом. И дома нет, ничего нет. Там дверь откроет мужик другой. Тут то же самое с таджиком. Сестра, понимаешь, отжала, разъебала дом, блядь. Заебись жизнь. Вот как раз к этой теме послушаем, как узкожопые какие-то гондоны мыслят о чем-то. Поставлю. Уважаемые радиослушатели, Харьковскую область надо готовить к вхождению в состав России как девочку перед брачной ночью, чтобы она, когда в койке окажется, уже было поздно. Понимаете? Ее надо ласкать, тешить, делать ей подарки, шептать ей на ушко, что жизнь в России с ней очень хорошо. Готовить нужно Харьковскую область. Готовить нужно. А тогда уже поехали. Да, кстати, зачатки референдума уже мелькают. Да, будете смеяться, но в некоторых селах Харьковской области уже на сходах поднимают вопрос о проведении референдума, да. А потом, если вы обратите внимание, мы же по Харькову, который, вообще говоря, рядом, камнем докинуть можно. Мы же не бьем. Мы ответили на ваш вопрос, уважаемый, конкретно, четкий. Спасибо вам. Да. Услышали, да? Получается, почитаем теперь комментарий от этого соловьиного помета, блядь. Ласкать, тешить, дарить подарки, шептать на ушко, что жить в России очень хорошо. Пиздец, да? Возбудились? Только бітіре көрмәгіз. Тұрды ма, бастама, бітіре көрмәгіз.
Это, представляете, на русском тоже скажу для украинцев. Надеюсь, украинцы у вас не встало от этого, а у них встает, наверное, от этого. То, что что там, Харьковскую область хотят как девочку, как говорится, засунуть в пидорасию. Пидорасы хотят эту девочку, Харьковскую область, засунуть в пидорасию так ласкательно, так возбужденно. Два вот этих маразматика старых таким образом рассуждают о том, что Харьковская область попадет, как говорится, грубо говоря, целочкой в пидорасию, блядь, нахуй, и будут вас портить, нахуй, портить, блядь, разрать там, блядь, они будут заниматься с вами, блядь, Харьковской областью. Ничего особенного, просто пропагандон. Полковник в отставке сказал, что надо заранее заготовить Харьковскую область к хождению, блядь, нахуй, хождению, блядь. Сука. Состав РФ подготовить как девочка перед брачной ночью, чтобы, когда она оказалась в койке, было уже поздно. А может еще она была, чтоб целочкой, блядь, целочка, готовьте Харьков целочкой, подшивайте, зашивайте. Но там вроде Путин половину разъебал, блядь, да? А хуй там уж готовит, там она же дырявая, блядь, давно уже, наверное. Понимаете, они привыкли действовать только преступными методами. Пиздец, да? И это Харьковская область, вообще-то, это область моей тети. И они, как говорится, вот эту всю жизнь, которая была Украина, хотят себе протащить, а? Ну, не этот, блядь, а? Точно, блядь, старческий маразм, блядь. Мягко сказано тут. Хотят они уничтожить, получается, вроде бы, да, нормальное, цивилизованное, блин, государство в своей, блядь, болотной системе, блядь. В торфянники свои тянут, блядь, нахуй, а? Щупальцы. Вот это удивительно, блядь. И самые, блядь, нахуй, хуёвые, что Башкортостан, Татарстан, Ичкерия, Дагестан, вы, суки, помогаете этому. Вы помогаете. Вы, блядь, не можете, блядь, против что-то сделать. Почему я не могу вот этого понять, блядь? Почему, когда мы вам говорим, блядь, ясность, вот ясность, ясность ума, вам приносим мына кишида акыл бар. Шу акылны бит иштетип була бит нәрсәгә сез, блядь, не можете, блядь, шуны аңларга, что сез мына, грубо говоря, как мына башка дөньяга кергән кебек. Понимаете? Башка дөньяга. Аңлыйсызмы? Грубо говоря, даже можем вот так, наверное, как бы интерпретировать, да? Кулыгызны мына шулай җәһәннәмгә тыктыгыз. Понимаете? Җәннәт түгел ул. Җәһәннәмгә тыктыгыз. И булгатып мына шулай алдыгыз, сиктегез анда, блядь, вич. И шул сигелгән җирне еще тартып алырга уйлыйсыз, блядь. Нахуя это вам, блядь? Объясните, вот зачем это вы так делаете? И вот этого я не могу понять. Вы до такой степени у вас вот это низкая, блядь, нахуй, как это, амплуа, да, или как говорят, блядь, нахуй, вообще низкосортное, блядь, вот это у вас мышление, что вы вот таким образом, блядь, каким-то диким, нахуй, образом, блядь, как, не знаю, даже в прошлом, может, такого не было до такой степени, блядь, ебанизма, да, вы это делаете, блядь. Ну, конечно, может и было, блядь, раньше, как показывают, там лук стреляли, тут дома жгли, блядь, деревни сжигали, блядь. Ну, такие, как какие-то китайские войны, блядь, нахуй, китайские, блядь, фильмы, блядь. Допустим, что-то в этом роде, блядь. У вас то же самое, блядь. Только сейчас бомбите, бабах, бабах, блядь, нахуй, всех бабушек, дедушек, всех хуярите. И зачем? Зачем Башкортостанна, Татарстанга эти земли? Объясните мне, блядь. Siz o'zingiznikin ishkarta bilmaysiz qutag'imda. Bardaq Boshqirdistonda, Tatarstanda. Siz еще birovni jeri bilan, блядь, shug'ullanirga o'ylaysiz, блядь. У нинди o'yinda bu, а? Bu нинди, блядь, вообще мышление, блядь, нахрен. Почему вы не можете сказать, этот пидор Путин, блядь, это нам не надо. Куда нас нахуй ты потащил, блядь? Ублюдок, ну-ка давай нахуй и давай у нас сигарга, блядь. Почему вот так вы не можете? Почему мы не можем, в конце концов, этого, а? Почему вы не хотите с нами, как говорится, сконтачиться? Почему вы не хотите собраться в Украине, пойти, блядь, против Москвы? В чем дело? Кушулыгыз инде. Ой, блядь. Идем дальше. Ну вот, как раз дошли до этих
ебаных бумажек. Короче, тут интересная хрень. Докладная записка заместителя директора какой-то школы, ну понятно, 25 декабря 2024 года. Ну, там тырым-пырым, короче, тут пишет, типа, 17 декабря был урок какой-то, обществознание. И оно шло, наверное, у них по интернету. Дома все. Или что они, блядь, я не знаю, что это было. Тут самое главное. 3 долбоеба. Егор с фоткой Гитлера. Второе. Я нацист. Я нацист. Я нацист. Я нацист. Яна Гитлер. Яна Гитлер. Наверное, Яна была. Или просто, это у них какие-то псевдонимы, блядь. Потому что внизу гангрена какая-то. И вот это Егор, это Гитлер. Илюша Шлюша. Яна срал в сундук, блядь. Вот это дегенераты, блядь. Ёбаные, блядь. Какого класс? 11 класс. 11 класс. И вот эта вся ебатория о популярности фашизма МВД отчитался о разгроме банды малолетних нацистов в одной из московских школ. В Москве. Я же говорю, блядь, московское дерьмо, это все надо губить, блядь. И детей всех нахуй их. Перевоспитание, блядь, нахуй. ГУЛАГу нет, нахуй. ГУЛАГу есть, блядь. Нет, блядь, есть. Все, понимаете, это нахуй не излечить, блядь. Родителям мы точно не излечим, а дети уже заражены. Все, вирус это. Нацизм. Вирус нацизм. Администрация одной из школ предложила ученикам зарегаться в одной сервисе для дистанционного обучения. Дистанс. 3 из 12 учеников обозначили себя членами НСДАП. А один даже посмел использовать в качестве аватара изображение Гитлера. После проведения ряда мероприятий малолетние нацисты были выявлены, поставлены в угол и оставлены без сосисок в тесте из школьной столовой на неопределенный срок. А на их профиле в сервисе наложены санкции. С ними провели беседу правоохранители и взяли их всех на карандаш. Да. Нужно было маньяков пустить, блядь. Маньяки же есть у вас, нахуй. Которые должны как раз-таки после СВО помогать школе. Вот пусть маньяки обучат их уму-разуму, как говорится. В рот надают, в жопу отымеют, изнасилуют. Можно, нацистам можно. Нормальная тема. Им ничего не будет. На Россию идет атака БПЛА над Воронежем, в Орловской, Белгородской, Ростовской областям. Замечен беспилотник, перекрыт движение по Крымскому мосту. Слабовато, украинцы. Ебашьте по Башкортостану и Татарстану. В чем проблема, я не могу понять. Мы же уже заказали. Или надо донатить? Давайте будем донатить, как говорится. Проблем нет. Давайте будем донатить кто сколько может. Но для этого ведь еще нужен тот, который возьмет это дело. Наше дело. Так что давайте, туганлар, все вместе говорим, как говорится, Башкортостан и Татарстан хочет услышать, как у Майкла Наки, людей, которые возьмут, как говорится, на себя, как говорится, уничтожение кое-каких там адресочков по Башкортостану с Татарстаном. Отзовитесь. Отзовитесь, солдаты из СВО. Я вас призываю откликнуться. Мы должны, как говорится, уничтожить какие-то части Башкортостана с Татарстаном. Можно с людьми тоже. Чтобы был там хаос, чтобы они охуели, чтобы после этого нахуй подумали, идти на войну нахуй против вас или нет. Или дома лучше отсидеться, или съебаться в Казахстан, или и в конце концов примкнуть к нам от 30-50. Так что вот таким образом только мы должны будем достучиваться. По-другому никак. Ебашить нужно не по НПЗ. Ебашить надо по всем хабировским хатам для начала, для пробы. И по всем миниханским шамильским хатам. Везде нахуй показания, везде нахуй. И можно попадать по каким-нибудь жилым домам тоже. Где погуще живут узкожопых. Да, узкожопым, по узкожопым будем ебашить. Или по башкиртам, татарам. Выбирайте. Нация, как говорится, на разный вкус. Можно по всем нахуй. Да ведь? Чтобы всем хорошо досталось. Потому что все же манкурты идут, блядь, воевать. А в чем проблема? Нам не жалко, как говорится. Свой, не свой. Уже не свой, блядь, нахуй. Давно не свой. Так.
И вот дошли до истории. Самое интересное. Итак, та-да-да-дам. Смотрите. Блять, как поближе показать? Башкортлар. 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 Итак, Карагас. Часть 1. Это пиздец. Община мира. Телега. Часть 1. Мне читать даже хуево. Так, этногенез и древние корни. Номер 1. Интересно самое. Я уже отмазался в телеге. Чуть-чуть отмазался я уже. Башкиры считаются потомками древних тюркских и финно-угорских племен. Понимаете, блядь? Нонсенс, блядь, нахуй. Как говорят, нахуй. Сенсейшн. Так, обитавших на территории Южного Урала и Поволжья, блядь. Первые упоминания о башкирах появляются в трудах арабских географов 9 века, таких как Ибн Фадлан, который описывал их как смелый и воинственный народ. Так что башкортлар, тюрки и финно-угры – смесь. Так что мы, как говорится, и узкоглазые, и не узкоглазые, но мы башкортлар. Ну, вот так вот. Так что имейте в виду, что у нас, оказывается, тоже есть какие-то финно-угры. Но без урыстугаль, нахуй. Мне сразу говорю, мне урыстугаль. Так, второе. Сейчас чуть-чуть отмазка пойдет. Участие в великом... Второе. Участие в великом переселении народов. Мин урыстугаль, я не урыс. Я не урыс. Башкиры сыграли свою роль в эпоху великого переселения народов. Вот, видите, уже отмазка хорошая пошла. 4 и 6 веков эти процессы способствовали взаимодействию башкир с гуннами. Вот, я гунны, мы гунны. С арматами, тоже нормально. И другие племена. Нормально. Что повлияло на их культуру, язык и образ жизни. Вот видите, отмазались. Аллаха шукр. Так что третье вообще отмазка хорошая. Вообще, это уже все. Никто не примажет, что мы финно-угры. Третье. Принятие ислама. Башкиры приняли ислам. Аллах ашкар. В X веке. После татар, что ли? В 9 татары вроде принимали этот хуй Камиль Хазрат, блядь, говорил, блядь. Так. После того, как миссионеры из Волжской Булгарии, ну вот как раз таки, начали распространять ислам среди народов Урала. Однако ислам окончательно укоренился только в... Так, к 16-17 векам. Башкирский ислам тесно связан с традициями суфизма, суфизм, и сохранил местные особенности. Вот, понимаете, Шунарга бин Айтан битинда изначально, чуть-чуть добавлю от себя, Башкортостанда обязательно ислам балашак. Алла берса. Поэтому, когда башкортлар, татарлар, полуманкурты, не такой сильный манкурты, имейте в виду, вы слушайте меня, не бойтесь, никто вас в ислам загонять не будет, не ссыте. Хотите, как говорится, джаханнамдан йонагас, бізге похуй, блядь, понимаете? Главное, у нас будет такой самый настоящий традиционный ислам, вот прям конкретный ислам, какой он есть, чистый, без, блядь, ваххабизма, блядь, нахуй, без ИГИЛа, нахуй, без всякой вот этой хуйни, кто понапридумывал 78, блядь, сект там, нахуй, после всего, блядь, хуй поймешь, кто чё. Только наш един, Ахлю Сунна Джамаат, вот, один только будет, один. Не надо нам нахрен всякие, блядь, там, модификации всякие, нахуй. Чё мы, машина, что ли, блядь? Разделять нас на марки, блядь. Понимаете, у нас есть один, Аллаха шукр, Мухаммад Пайгамбарымыз, пророк. У нас одна марка, и у нас одна фирма, Коран. Все, вот, надеюсь, в 21 веке я вам объяснил. Как-то примерно вот так. Имеется в виду, как говорится, Башкортостан и Татарстан обязательно ислам давляты булашак. Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, мана ничек ислам давляты булган болса, бізде шулай булабыз. Но без диктатуры. Не как у них, конечно, блин. У них там то нельзя, это нельзя. У них тоже мы, надеюсь, как говорится, сделаем порядок. Они, как говорится, тоже к этому идут. Шулай, Шунарга, Башкортостан и Татарстанда обязательно будет, получается, мусульманство. Так что не надо говорить, что сейчас замоташки пойдут, маски, шоу, туды-сюды.
это уже не ваше дело будет. Вот как вы жили, не в исламе, допустим, да, вот эти полуманкурты, так и будете жить. Кто вас нахрен? Главное, я вам еще раз повторюсь, против нас не надо выходить. Против нас не надо, блядь, нахуй оружие держать, когда мы зайдем. Все. Ваше дело дома сидеть. Не высовывайтесь. Бурнуңны нахуй кирәкмәгән эшкә тыгып йөрмә, блядь, нахрен. Кысылма. Өйдә утыр. Белмисең икән, аңламыйсың икән. Кысылма шунда утыр, тере калырсың, блядь. Тере каласың зато, понимаешь? Үлмәссең. А так нахуй каршы чыктың, үләсең. Нахрен безгә каршы чыгырга, потому что без Путинны гына алып шуерга уйлыйбыз. Безгә син кызык түгелсең, нахуй. Син безнең халык, блядь. Шунда күтеңне кыста, яша шунда и все. Мы, как говорится, создаем, блядь, для тебя же условия, блядь, понимаешь? Полуманкурт и манкурт, вам это касается. Другим я не говорю, своим, так скажем, братьям, сестрам. Шунарга, Башкортостан, но Татарстан обязательно, как говорится, без границ будет с Казахстаном. И у нас будет, как говорится, все, как говорится, ошик, как говорится, окно в Париж, грубо говоря, блядь, все будет открыто. И с Европой, и с Америкой у нас визовые вот эти темы тоже будут обговариваться. Нехуй нам, блядь, Европу, блядь, иметь визу. Вот я против этого, блядь. Я хочу выступить насчет этого, чтобы отмена виз, блядь. Нахуя нам визы, блядь? Когда мы уничтожим московское иго, нахуй, нам визы не нужны будут. Почему? Обосновываю. Башкортостан и Татарстанда будет, блядь, так круто, что, блядь, европейцы к нам поедут работать. Понимаете, какая система должна у нас работать? Мы еще эту всю территорию откроем с Казахстаном, у нас заводов будет хуево туча, у нас фабрик будет хуево туча, у нас будут спецы все, блядь, с Европы у нас работать, обучать наших всех молодых. Понимаете, систему, какую мы должны будем, блядь, сгенерировать, блядь, охуенную тему, понимаете? Ну, поэтому это нужно, блядь, вытаскивать народка. Сулярга керягмана, блядь, европейцам объяснить это. И американцам, всем. Дружно будем жить без Путина, понимаете? Дружно. Нам не нужны войны. И не нужно говорить, что это Писулина, как это, мразь, блядь, Навальная. Маленькие вы не сможете жить, блядь. Мы сможем. Аллаха шукр, Аллах Та'аля до вас, как говорится, до этих навальнийских слов нас создал. Biz bit yashab kelganmiz. Gunni, Atilla'larning kishilari biz bit yashab kelganmiz. Biz shu qoidalar yo'qolib qoldik, что ли? Biz yo'qolgan xalq tugul, Allohga shukr. Allohga shukr. Biz hammamiz bir-birimizga, как говорится, yaqinmiz. Biz yo'qolmaymiz. Biz birsinda non bo'lmasa, ikmak birsinda bo'lmasa, bir-birimizga berib turamiz. Och qolmasmiz, Alloh bersa. Проблема yo'q. Любым народом очень легко управлять. Надо сообщить, что на него собираются напасть, показать ему врага, а всех пацифистов объявить не патриотами. Герман Геринг. Похоже, что Путин и наша Госдума именно так и сделали. Герман Геринг, соратник Адольфа Гитлера. О, ну да, вот как раз таки. И навальнисты в этой же системе. Они тоже так же говорят. Блять, нахуй, вот эти деколонизаторы это враги, а мы хотим хорошую Москву, хорошую русских, блядь, и Чечня внутри, Оренбург внутри. Вот это, вот они, вот это и втирают, блядь, нам. То же самое, только с ихнего башни, блядь. А это путинососовская башня, Навальнийская башня. Один черт, блядь. Они просто хотят, как говорится, владеть своими рабами, как раньше и ихние деды, блядь. Ну, вот этот Путин тоже дед же, блядь. Ихний. Один хуй, блядь. Узкожопый. Шунарга туганлар, безге хоть как надо, блядь, отделяться. Урыслар безге кирәкми. Безге вообще урыслар гомер буе дошманлык кылган, гомер буе. Алар бит күрәлми торган. Нәфсе аш халык белән ничек яшәп була инде? Нәфсе аш. Нәфс, когда у тебя голодный, ты не можешь самоуправляться. А мы должны научить, что нәфс можно укрощать. И мы укротим, Аллах берса. Ну, еще раз повторюсь, здесь повтор идет более подробно. Школьникам провели онлайн-викторину, где каждый мог выбрать абсолютно любой ник. Так среди учеников появилась Илюша, Шлюша, Яна Гитлер, я насрал в сундук и т.д. Были ли ученики наказаны, точно не ясно. Но внизу уже мы прочитали, были наказаны, поставлены в угол, как будто бы, и что-то в этом роде. И сосиски в жопу оказались.
Так, проблема Украины не в том, что у нее заканчиваются деньги, а в том, что у нее заканчиваются украинцы. Будущий госсекретарь США Марко Рубио, я читал его сегодня вот эту тему и слушал, как раз-таки украинцам, еще раз повторяюсь, сейчас дочитаем тоже, я еще добавлю от себя, украинцы, послушайте меня еще раз, я на русском вам говорю, вот мне даже пишут, почему ты на русском говоришь. Я принципиально, что украинцы, если засядут, то слева или справа в ТикТоке, вы же в Ютубе больше не сидите, можете подписаться, кстати, в Ютуб у меня, если постоянно хотите что-то смотреть. Украинцы, туганлар дейрим, но туганлар дейрге что-то не прет у меня язык, потому что вы не мусульмане. Короче говоря, туганлар не могу говорить вам. Короче, украинцы, смотрите, тема такая. Вот это Рубио, это, сука, Марко Рубио, грубо говоря, можно послать, грубо говоря, нахуй. Я вам говорю, блядь. И ту тему, которую, блядь, нахуй Трамп прогнул в то, что, блядь, с 18 лет, блядь, нужно солдат собрать, блядь. Ничего не надо собирать. Я вам сегодня высказал об этом. Я вам еще раз повторяюсь. Никого не надо собирать. Вот мы есть, вот мы есть. Мне 39. Нам уже похуй, терять нечего нам, блядь. 18-летним надо жить, блядь. Кто это разъебанный после Путина Украину будет строить, блядь? Мы, что ли? Да мы не можем, нахуй, цемент, нахуй, поднять, если на то пошло, блядь. 50 килограмм, блядь. Они будут строить, молодые. Если уж так утрировать, нахуй. Себя считать стариком, блядь. Сука. И вот, исходя от этого, украинцы, смотрите, тема такая. Срочным образом нужно сказать внутрь Украины генералам, хоть кому, всем, что мы готовы. Пусть нам выделяют оружие, плацдарм, чуть-чуть нас подготовят, туда стрелять нахуй, и пойдем нахуй на Москву, блядь, понимаете? Смысл вот такой, блядь. И разъеб Москвы явно, вот эта вся поеботина с Украины попиздит Москву защищать. Но они заебутся. Тут мы пойдем нахуй с гурьбой нахуй, с Башкортостана, с Татарстана, с Кавказа, блядь, с Бурятии. Они охуеют. И в итоге мы их возьмем в котел, блядь. Понимаете? Вот такая тема. Как вам, блядь? Давайте уже все это сделаем, а? Хватит уже бла-бла-бла, блядь, с американцами, там, блядь, нахуй этими еще ходите, спорите, блядь, с поляками, нахуй, вот это всякая прошмандовка. Они же прошмандовки Европы, блядь, нахуй они нужны, блядь, эти прошмандовки, блядь, сосальщицы, блядь, клещи, нахуй, кровопийцы Европы, блядь, Эстония, это нахуй нужно. И еще добавлю, самое главное, Украине нужна своя независимость. У вас все есть, вам не надо нахуй НАТО. Орет тут, блядь, нахуй Зеля. Зеля сегодня есть, завтра нет. После него вам жить. Нахуй вам Зелю слушать. НАТО вам не надо. Я вам предлагаю сделать так. Как независимость будет республик в Пидороссии, так же вы тоже будьте независимы. Еще в Молдавию что-то зуб точит этот, блядь, нахуй, Плюшкин ебаный, какой-то хуй, блядь, ФСБшник, блядь. В Молдавию что-то, говорит, не будет, нахуй. Будет все. Не будет Плюшкиных и всякие вот это поеботины из Москвы, блядь, понимаете? Исходя от этого, вы должны одну вещь, блядь, услышать, вот украинцы. Сейчас кровь из нос, связь. Найдите связь, достучаться, грубо говоря, до генералов, чтобы они услышали мои слова. Я им раскидаю весь расклад, блядь. Как она должна вообще быть, политика нахрен. Уничтожение Москвы, блядь. Только регионами. Пока вы не обернетесь нахуй на регионы, вы всегда будете умирать. Всегда будете терять. Вам никакое оружие не хватит. Вам уже сколько дали, вы все просрали уже. Там пиздец, стреляет. Хули стрелять, если толка нет. Толка нет от этих стрель, блядь. Ебашить надо людей. Москву надо ебашить. Нахуй вы стреляете по МПЗ, нахуй, это же не люди, блядь. Уничтожать надо людей, ёпта. А мы будем уничтожать. Вам нельзя, а нам можно. Я еще 1000 раз говорю, нам можно. Мы из пидорасии, мы пидорасы, нам похуй, блядь. Мы как пидорасы будем ебашить их нахуй, блядь. Присчитайте нас долбоебами. Вот и все. Имеется в виду, да? Если говорить утрированно, блядь, что нам похуй, блядь, мы на голову чокнутые нахуй. Поэтому, как говорится, нам Москва, как говорится, как 2 пальца об асфальт, блядь. Проблем нет, мы местные, нам можно стрелять, только нечем, блядь. Можем только им настругать нахуй спермой, блядь, и все. Чтоб они залетели нахуй.
Так, по его словам, у России нет шанса захватить всю Украину, но нереалистично верить, что Украина сможет вернуть захваченную территорию. Может. Вы вот этому Рубио, Марку Рубио, познакомьтесь с этим пидором нахуй. Давайте я с ним пообщаюсь, блядь. Переводчика одного, нормального, не какого-то ебанутого нахуй, как здесь мне давали переводчицу нахуй, которая не знает французский язык, блядь, сука. И в итоге, короче, она переводила так себе. Нормального переводчика. Я буду ему говорить, в конце концов, уже на русском, наверное, на татарском, хуй поймет все равно, блядь. На русском, пусть он переводит нормально, блядь, этому Рубио, скажу я, блядь. Если вы, Рубио, блядь, Руберо этот ебаный нахуй, сука, если ты посмотришь нахуй, разуешь глаза, блядь, увидишь, что есть город Уфа, город Казань, блядь, Грозный, Дагестане, что там, Махачкала. Все, мы готовы. Мы готовы помочь вам, придурки. Американцы, мы готовы, чтобы Украина вернула все. Наша задача еще. Самое главное же, Крым надо вернуть, ёпт. Че вы, куку? Крым хотите оставить, блядь? Чтобы они были такими, как и мы, рабы? Так и так уже они рабы, сколько дней, сколько лет, блядь, с 2014 года, рабы, блядь. Грубо, 11 лет. 11 лет в рабстве они, блядь. 11 лет в рабстве, блядь. А мы-то, конечно, 500, блядь. Ну, они тоже раньше были рабами, блядь. Они потом вышли с рабства, а потом опять зашли в рабство. Ой, блядь. Бля, возвращение в свои круги, блядь. Разрушения в Украине экстраординарные. Понадобится поколение, чтобы все восстановить. Миллионы украинцев больше не живут на родине, наверное, и могут никогда не вернуться, сказал Рубио. Ну, я до этого вам сказал. Строить будут узкожопые. Наденете им нахуй портянки, лапти, кирзовые сапоги и попиздовали нахуй. Создавать нахуй бетон, делать цемент, блядь, копать нахуй. Так что вот так. Даже экскаваторы им не надо давать. Ручную пусть копают нахуй, ублюдки. Как окопы роют, умеют рыть окопы, вот и всех нахуй туда. Так, яркое послание россиянам от жителя Суджи. Удивительно, блядь. Опять Головнев Анатолий Васильевич, уроженец города Севастополя. Проживаю в городе Суджи. Живу прекрасно. Никто никого не трогает. Никакой здесь не концлагерь. Бред собачий. Вот, пускай не мелят. Вот, российская... А где российская земля? Российская земля в московских болотах. Вот в Москве куда-нибудь мы определим их. Ну, можно отправить куда-нибудь новую землю. Под надзирательством Башкортостана, потому что Башкортостан все равно заберет Коми, новую землю. А в новой земле мы можем сделать как раз-таки ГУЛАГу. На новой земле. Остров такой, хорошенький, с медведями. Вот, непослушных медведям дадим на подкорм, блядь. Чтобы не бегали, не орали, блядь. Вот, новая земля, как раз арабская территория. Москву будем очищать как раз-таки. Всех ублюдков туда, на новую землю, к медведям. Нормально. Там создадим огромную тюрьму. Есть же здесь Монте-Кристо, блядь. Тюрьма, блядь, на острове. Вот мы тоже так же, на острове. Тюрьма на острове. Никуда не сбегут, нахуй. Гололед там, ебаный в рот, нахуй. Никуда точно не сбегут. Ну, если даже сбегут, медведи, нормально. Будет рацион другой чуть-чуть, блядь. Рыба. А хуяс тут, нахуй. Мясо. Нормальная тема. Пропаганда, блядь. Меня Цель Москва, русские оставили без дома. У меня русские сожгли дом мой. Будут восстанавливать теперь. Будут восстанавливать. А по-другому уже никак. Русские сожгли мой дом. Русские жгут русских, убивают, блядь. Это неправильно. Солдаты украинские относятся к нам очень положительно. Как ООН. Никто никого не трогает, никто никого не убивает, никто никого не трогает. Это, граждане россияне, слушайте внимательно. Потому что я здесь проживаю на данный момент. И я вот действительно, я вот очевидец этих всех событий. Никто никого не трогает, хлеб дают тушенку, дают то. Мы тут жрем лучше, блядь, чем, блядь, в советские времена, грубо говоря. Блядь. Вот так вот. Братан, все в порядке со мной, кот в порядке, короче. Все отлично. Не переживай за меня. Вытяни, выживем, блядь. Увидимся с тобой, братишка, блядь. Но Путин будет восстанавливать нам дом, блядь. Уебище, сука, лесное, блядь. Граждане россияне, не верьте никому, блядь. Политики Захаровой, блядь. Суджа не концлагерь, блядь. Вот что я вам скажу, блядь. Вот так вот.
Вот. Яркое послание россиянам от жителей Суджи. Мужик ответил вам, как говорится, что в Украине точно, как говорится, нету тут нацистов. Понимаете, да, смысл? Я вообще не могу понять, вот логически, давайте просто отбросим все, это весь, то, что я говорил, все, забыли, короче, да, допустим. Логически, блядь, нацисты, узкожопы идут на нацистов, украинцев, да, допустим. Но если в Украине были нацисты, почему они не напали первые-то, блядь? Почему они не пошли вам, блядь, первые? А? Почему, блядь, Путин пришел первый искать нацистов? Вроде бы, блядь, простой вопрос, блядь. Очень простой вопрос, блядь. Тут не надо даже голову ломать, даже дети поймут это. Почему пришел Путин, а нацисты что-то... Где они, нацисты, блядь? Почему же они не пошли, блядь? Нацисты? А чего вы не пошли-то первые, блядь? Их нету, блядь. Как они могут, если их нету, как они могут идти, блядь? Их нету. А вот Гитлер был. Гитлер был. И Путин есть. Теперь понимаете, Путин-то есть, поэтому он и пошел. Ну как вам, блядь, математика? Гитлер был, пошел. Путин был, пошел. А нацистов-то в Украине-то и нету. Ой, блядь. Из-за этого, Туганлар, Башкортостан, Татарстан и другие регионы, блядь, вы реально, блядь, херней какой-то страдаете, блядь. Мы же вам, блядь, со всех чайников уже, блядь, орем об этом, что вы неправильно себя ведете, блядь. Вы убийцами становитесь, блядь. Как можно с вами жить, блядь, потом? Инвалиды, блядь. Я на том этом эфире говорил вроде бы. Раша-параша, да. Я не могу понять. Вот как вот с вами потом в дальнейшем общий диалог находить? Вот представьте, зашли мы, свобода, Башкортостан, Татарстан происходит. Где вы будете? Я в тот раз тоже вопросы это вроде задавал. Где вы будете в этот момент, я не могу понять. Как вы себя будете вести? Мы же будем знать, что вы со всей медали есть у вас. Вы что, их будете закапывать, выбрасывать? Или как это у вас происходить будет, блядь? Удивительно даже. Да вы хоть что сделаете, блядь? Документы у вас будут. Что, блядь, проходил службу, блядь. Хоть и пидорасические документы будут, они-то нам 0 будет. Ну, хотя бы вас же идентифицировать надо будет, нахуй. Как-то. Чтобы вы получили новый паспорт. Вот это интересно. Насчет того, что вы еще получите паспорт или нет, вот этот вопрос еще, мы будем задавать этот вопрос. Как-то, блядь, мы должны будем задать этот вопрос еще. Узкожопым явно паспортов не будет. Башкортостан, Татарстанга. Расходовать на них еще, блядь. Нахуй надо. Дадим им нахуй вот бумажечку, что вы нахуй, как говорится, тут нахуй, спиногрызы местные. И все. Выучите язык, потом будет, может, что-то. Я уже об этом говорил. В мире мушкетер есть. Путин, Лукашенко, Ким Чен Ын. Да уж. Так, диалог мусульманина с атеистом. Вы хотите, чтобы женщины покрывали головы в жарких странах? Я говорю, что женщинам некомфортно. Тем временем женщины в хиджабах. Скрин. Ваши женщины носят хиджаб. Он покрывает голову, и именно на голову приходит жар. Вы хотите, чтобы женщины покрывали голову и чувствовали себя некомфортно в жарких странах. Вы говорите, что женщинам комфортно. Я говорю, что женщинам некомфортно. Вы совершили заблуждение соломенного чучела. Я ничего не говорил. Вы говорите, что женщинам комфортно. Я не говорил о комфорте. Вы не говорите об этом. Вы не хотите отвечать на мой вопрос. Тогда в чем смысл? Я имею в виду, очевидно, что вы хотите лишь высказать свою претензию. Индус какой-то. Я просто хочу получить ответ на вопрос. Бог создал нас, и тепло уходит с нашей головы. Но вы покрываете женщин, особенно на Ближнем Востоке, где жарко. Когда Бог велит нам что-то делать, то есть пожертвовать своим комфортом, в чем проблема? Вы хотите рая, это недешево. Жертвуйте. Например, мы просыпаемся утром и молимся в ранние часы утра. Мы жертвуем своим комфортом. Почему мы это делаем? Потому что вы верите, что это правильно.
потому что мы подчиняемся повелению Бога, и мы хотим рая в загробной жизни. Это цель, стоящая за этим. Так что наш комфорт не обязательно имеет значения. Вот ответили так. И чуть комментарий. Вообще-то в жаркий день получить солнечный удар больше шансов без головных уборов. Больше, чем с... Как женщина в хиджабе скажу, что мне летом очень комфортно. Это очень красиво, богато и комфортно. Хвала Аллаху, я не понимаю я не поменяю свой хиджаб ни на что. Да я вообще не понимаю, если даже я вот как мужик, я могу сказать, вот мне в хиджабе люди говорили, так скажем, бывшие люди, вроде бы жарко, да, но есть материал, который не жарко. Носишь нормально, наоборот, блядь, прохладно, блядь. Материал же есть разный. Я вообще не могу понять этих долбоебов. Ну, хуй поделаешь, неверующие. Это очень красиво, богато, комфортно. Хвала Аллаху, я не поменяю свой хиджаб ни на что. Посланник сказал, рай окружен тем, что неприятно, а ад окружен страстями. Очень даже комфортно. Меня никто не заставляет и не принуждает. Очень даже комфортно, удобно, красиво. Диалог мусульманин с атеистом. Вы хотите, чтобы женщины покрывали голову в жарких странах? Ну это я читал, все понятно. Короче говоря, это так, мимолетное такое у нас про ислам. Так, идем дальше. Прикол, вот здесь произошел какой-то Невзоров. Леворадикальные театры в Париже и окружающие его рестораны и кафе оказались на грани банкротства после того, как более 250 африканских бездомных мигрантов, приглашенных на бесплатные мероприятия, отказались покинуть помещение. Короче говоря, в гости позвали, и они запланили. Ну, в Париже оно так, да. Везде идешь, на улице люди спят, бомжи, короче, вот эта тема, короче. Со дня оккупации 10 декабря число мигрантов выросло до 300. Санитарные условия ухудшаются, доходы от билетов отсутствуют, а представления отменены как минимум до 24 января. Но мигранты не сидят только внутри театра, они выходят на его ступени, бьют в бубны, танцуют и митингуют. Ну, что я могу сказать? Потому что система такая. Людям, как говорится, не хотят давать. Они приехали какой-то надеждой, а им не дают, отказывают. И вот тебе и на. Они остаются бомжами. Ну, что поделаешь? Жизнь такая. До слез лебедь. Лебедь обнимает волонтера, спрашивая его из мазута. В Анапе. Лебедь обнимает девушку. Мать Бакланов поймала. Видели, наверное? Сразу продала всех друзей. Калан Бауром, Франция. Ты с несколько телефонов ведешь его. Получается, значит, Рахмат. Да, 3 на меня смотрят. 3 штуки на меня смотрят. Ну, запас. Я же уже один YouTube потерял свой. Классный YouTube. Бахнули, уроды. Узкожопые. Теперь у меня запас. Так что теперь бахай, не бахай, у меня запас. Нам похуй теперь. Мы, как говорится, нам татарам лишь бы даром. Так что у меня дармовые ютубы еще ждут меня. Как говорится, так что блокируй, не блокируй, все равно буду вылазить. Пизда нахуй оккупантам. Смерть врагам! Украинцы сказали, мне понравилось такое выражение. Смерть врагам! Такое, блин. Смерть врагам! Вот так, короче. Смерть Путину! Сука. Интересный, блядь, язык, да, ведь? Я же говорил вам, в Ставангере, короче, в Норвегии тоже так говорят. Там тоже это с Г говорят, короче. В Ставангере норвежцы с буквой Г говорят, как немцы. Гамбург. Вот так. Ставангер. Вот так. В исламе придет пророк Сахиби и Заман, а у русских Ленин. Это пиздец, короче. Так, московский профессор Дугин
Опять этот Дугин какой-то. Заявил, что ойрат-калмыки мало гордятся тем, что умирали вместо русских. По мнению русского фашиста Александра Дугина, ойрат-калмыки могли бы выпячивать грудь колесом из-за большой гордости, которая распирает от осознания того факта, что калмыки якобы принимали участие абсолютно во всех войнах России на ее стороне. Но поскольку грудь никто не выпячивает, Дугин приравнивает это к природной скромности степного народа, а вовсе не к тому, что ни один ойрат-калмык не гордится подобным. Сам профессор не пожелал лично присоединиться к участникам в войне, предпочтя гордиться деянием уроженцев Калмыкии и воздавая им похвалы, находясь вдалеке от линии фронта. Статья Дугина о ойрат-калмыках – это не внезапный бескорыстный интерес к одному из сотен коренных народов, а вполне осознанный шаг для привлечения еще большого количества уроженцев Калмыкии к участию в захватнической войне путем прививки ложных идеалов и возвещения ложной истории подневольного народа. Ты не оккупирован, а превращен в важный инструмент в руках империи. Насчет калмыков в тот день я истории вроде читал. Когда Башкортостан, как говорится, их долбил, калмыков, калмыки, очнитесь, когда мои предки долбили вас в жопу нахуй, вы поехали нахуй в Москву, блядь, жаловаться, что у нас бьют башкиры, нас башкиры бьют нахуй, долбили нахуй, и вы пожаловались и резко вошли под московское нахуй иго нахуй. Так что вы пиздолизы, так что имейте в виду. Вот когда мы пойдем, как говорится, на Москву, вы, суки, если где-нибудь там опять затеряетесь, пизда нахуй. Кутыризге тибып нахуй, Москвага алып кетам нахуй. Аңладыңызмы, блядь, куттак башлар. Учите нахуй наши языки, уроды тоже. Ёбаные. Калмыки ёбаные, блядь. Более 600 тысяч солдат РФ сейчас на территории Украины, а количество ВСУ 880 тысяч. Зеленский. 600 тысяч, понимаете? Вот теперь прикиньте, если мы Башкортостанга, Хам-Татарстанга зайдем 50 тысяч, как я говорил, по 25 каждого, Чечня, Дагестан тоже по полтиннику соберут, вот вам уже сколько если мы даже по 25, ну пусть они 50, 100 будет. Буряты сахалар еще. Оларда бір иллені жисалар, мына уже пусть по 50, 150 мың, понимаете? Я же говорю, блядь, мы за 3 дня долбанем эту Москву, блядь. Эти 600, блядь, нахуй, они сами положат оружие, блядь. Понимаете, эти 600 положат оружие, поймите. Они сами, блядь, нахуй положат оружие, блядь. И тут, если 880 тысяч украинцев, то они точно возьмут в круг. И они, как говорится, начнут выгонять со своих земель. Понимаете смысл? Надо перетянуть эту ебаную нахуй войну на нашу сторону. Вы не можете вот этого понять, украинцы. Услышьте меня, в конце концов. Рахмат, услышьте, а? Вот эту тему давайте сделаем. Это же маневр, ёпта, это военный маневр. Да это вообще человеческий маневр, ёпта. Взять на себя что-то. На себя, блядь, огонь взять. Это любой человеческий маневр. Долбит, но кто-то же должен помочь. Я хуй его знает, почему, сука, никто не слышит меня. Но ВСУ защищает всю территорию, а войска РФ сосредоточены на некоторых направлениях, поэтому у россиян есть количественные преимущества. Также важное заявление. Около 33-34% оружия в Украине оружие отечественного производства. Украина производит больше дронов, чем Россия. Мы поддерживаем идею о том, что контингент европейских стран может стать частью гарантии безопасности Украины. Но этого недостаточно. Видите, давайте со стороны вот религии подойдем сюда. Аллах Та'алям, видите, им создает, да, грубо можно сказать, создает такие условия, что они ищут выход. Создает безвыходное положение. Чувствуете? И тут я им говорю уже, я не знаю сколько, блядь, выход есть. Блядь, услышьте нас. Выход есть у вас. Вот я вам лично говорю, блядь. Выход есть. У Аллах Та'алям на правильном пути всем находит выход. И он нашел через нас. Вы только, как хуй его знает, отдуплились в одно место, блядь.
Что, Европу смотрите, Америку смотрите? Ну тогда в Израиль смотрите, пусть Израиль вам что-нибудь подгонит, ебаный в рот, блядь. Если на то пошло, блядь. Если на нашу сторону вглубь не хотите смотреть, блядь. Определитесь вы, какую сторону хотите, как говорится, заебенить. Москву или Израиль, блядь. Или Америку, или Европу. Чего вы хотите вообще? Вас же, блядь, загоняет вот так, блядь, как зверя, блядь, в каморку, блядь. Вы определитесь нахрен. И вот только тогда, когда вы определитесь, начнутся победы. Но для этого вам надо отдуплиться, блядь. Вы еще не можете отдуплиться, украинцы, блядь. Услышьте меня, а? Что за нахрен, а? Смотреть как это, я не знаю, блядь, в одну сторону. Как можно, блядь? И если так подумать, вы, по идее, смотрите на нашу сторону. Спиной вы стоите на Европу. Грубо говоря, жопой стоите на Европу, смотрите на нас. А что, вы не видите нас, что ли, блядь? Спереди. Что мы можем оттуда сзади начать. А для этого нужно чуть-чуть усилия. Усилия, может, даже такие, что чуть-чуть нужно будет поддавить этого казахстанского президента. Чуть-чуть, блядь. Чуть-чуть надо его по башке полоскать, чтобы, блядь, нахуй он очнулся и дал нам Кувандыкский коридор. Сказал, я не видел. И все. Я не видел. И все. И пизда нахуй, блядь. Башкортостан, Татарстанга, блядь. 6 секунд делается это дело, блядь. Кирдің, қуйдың, сіктің, шықтың, дальше Москваға кеттің. 3 күн, мен біз айтамын сізге, 3 дня. Пока мы там, само собой, Башкортостан, Татарстан надо будет зачистить, блядь. Потому что явно оттуда, блядь, могут прийти какие-то хуи, блядь, из севера, блядь. Поэтому, как говорится, нужно заходить туда с бурятами с Саха, блядь. Буряты Саха должны идти пиздовать через Кувандык напрямую к себе, блядь, на Алтай. А Кавказ должен зайти в идеале, я каждый раз, конечно, переигрываю шаги, блядь. Кавказ должен зайти через Крым, в конце концов, блядь. Через мост этот ебаный пройти должны. Весь Крым полностью очистить и пройти к себе в Грозный. Все. В чем проблема? Раздолбать у себя, Кадырова найти нахуй, надеть памперс ему тоже и привязать к дереву. И дальше идти нахуй на Москву, блядь. И мы отсюда пойдем на Москву с Урала. Все. Tamam. 3 günde tugaydigan urushni, блядь, 3 yilga cho'zishdi машина, блядь, нахрен. Силы есть, ума не надо, называется-то, блядь. Имущество, бабло есть, а мозгов нет. А хули, блядь? А как по-другому с вами, блядь? Ласково. Будь ласково. Будь ласково, блядь. Сука, скоро украинский выучу, блядь. Будь ласков. Так. Казахстан поддерживается международным правом. Кавказ нет, умер, все. Кавказ. Нет, ну Кавказ... А чего Кавказ умер? Кавказ не умер, Рахмат. Кавказ не умер, Кавказ, как говорится, он есть. Ичкерия есть, я верю в это. А он не умер, здесь вон, до хрена чеченцев. Кстати, в тот день, если помните, на эфире, блин, обиделся, уехал. Чеченец приезжал, я сказал на эфире, он обиделся. Уехал нахуй. Ай, блядь, кино было, блядь, мне неудобно перед ним стало. Так что проблем нет, понимаете, смысл? Смысл какой, блядь? Смысл в том, что, блядь, Башкортостан, Татарстан, да, ведь, это середина. Середина, блядь, которая должна сломать эту пидорасию напополам. Потом мы там почистим, там, блядь, в Бурятии этих узкожопых, нахуй, проблем нет. Поможем бурятам. Главное, Москву давайте, блядь. Аждаханы бошына оlaylik, billalashib hammamiz. Так, идем дальше. Соловина помет, опять какие-то бабушки, опять вижу бабушек, опять какая-то тоска, наверное, опять. Ёпта, опять, ну, это тут уже Башкортостан. Читаем. Это пенсионерка из Башкирии, чьи 5 сыновей уехали воевать в Украину. Ёп твою дивизию, блядь. Башкортостан eshitасizmi? 45 kishi, kстати, men qaramaganman. G'afur etingiz. 45 kishi YouTube'da o'tira. Mana sizga Bashqortoston turida. Согласна, rahmat. Men ko'rmay qolam, qaysi birini kommentariyni ko'rmay qolam, g'afur etingiz. Я тут и Рауф, салам. Нарсакей. Короче,
Bir abini 5 bolasi Ukrainaga ketgan. Bu nidi halinde. Первый пошел потому, что любит родину, второй потому, что умер первый, третий потому, что пошел второй, четвертый потому, что третий, пятый тоже за компанию. Инянг ботинкасы, блядь. Зато теперь у пенсионерки есть звание «Мать нации». Шunu tutup duram ekan, блядь, manda. Кит нахуй. Кто такой нахуй? Инянgneki, аузубилля. В натуре. Ну, это где-нибудь вы посмотрите, потом где-нибудь, наверное. Соловина помет. Но у меня тоже можете посмотреть. Биш фотоса. Просто курса будет там. Мна эбике утра. Биш фотоса. Ну, тут хорошо не видно, но вот 5 фото. Биш малайы. Биш малайыны! Рәсімі! 1, 2, 3, 4, 5, блядь, в натуре. Но только почему-то исемляр урща, конечно. Узкожопы или марийцы, или вот это мокшелар, блядь, хз, блядь. Когда Федор пошел, то сказал, что идет за Сашку. А потом вслед за ним Ванька уже подписал контракт. Но Федя, мол, сказал Ване, куда ты прешь? Сиди, место хорошее дома. А этот отвечает, а ты-то нахуй пошел. Ты пошел, и я за тобой тоже. Вот и весь ответ. А потом Володя собирается. Иван ему, нахуй ты идешь сюда, сиди дома. Ты не знаешь, что там творится. А этот тоже такой. А ты нахрен пошел. А что, не человек, что ли? Я что, не человек, что ли? Я один раз Ване Володе вроде говорил, а ты что, сопля, боишься? Теперь, пока война не кончится, пока Путин приказ не подпишет, произносит Нина Дмитриевна бесцветным голосом. Говорят, все это до 2030 года. По телевизору вот индийский такой пацаненок, пророк, выступал. Переговорами сказал, все кончится. Она поясняет, что смотрит новости каждый день с 5 утра обычно на канале «Россия». Все смотрю, куда идут, что взяли, какие города. Сейчас как будто легче стало, хохлы отступают. Володя рассказывал, как один сослуживец подорвался, нижняя часть у него вылетела, остался без яиц, но выжил. А мой сын лежал раненый, один, контузию получил на правое ухо, не понимал, куда идти и где свои вообще. 5 дней добирался до Авдеевки. Я говорю, так это Боженька вел тебя за руку. Уехали воевать? Ну, умерли или нет, я таки не понял, блядь. Уехали-то воевать, понятно, а тут не написано. Зато теперь у пенсионеров есть звание «Мать нации». Что я не могу понять, умер или что, блядь. Короче говоря, потом услышим, наверное, поймем. Но самое интересное, что если она даже, не знаю, удивительно, она русская, не русская, блядь, ты же не скажешь, 5 детей. Удивительно, да, у узкожопой 5 детей. Что-то интересно, блядь. Но явно, мне кажется, это не узкожопая, а чуваши. Они чуваши. Вот у чувашев, я знаю, дохуя детей бывает. У марийцев дохуя бывает. Марийцы, чуваши, мне кажется. Это не узкожопая, я думаю. Не знаю, блядь. Федор, Медор, это не означает, блядь, что узкожопая. Вот 5 детей, это удивительно. И... Ну, дом ауылдан. Хз, блядь. Шуханган может, блядь. Татар какой-нибудь. Так, идем дальше. Израиль. В Израиле что происходит, блядь, опять? Между Израилем и Хамас заключено соглашение о прекращении огня и освобождении заложников. Это первое прекращение огня за год операции в секторе Газа. А сделки официально объявят в ближайшие часы. Ну так, карту. Так себе покажу. Израиль и какие-то там места прекращения огня, блядь. Что там происходит? Хз, короче. Но это еще не закончилось. Израилем не закончилось, как говорится. Я уверен, Сирия добьет Израиль и палестинцам, как говорится, отберут
земли. Иншаллах. Заберут, отдадут. Проблем нет. Так. 87 лет назад в сталинском лагере погиб поэт Мандельштам, которого отправили туда за стихотворение о Сталине. До весны тело поэта лежало в зимнем штабеле, который по весне сбросили полученным по ленд-лизу бульдозером в братскую могилу. Ни от одного совка сталинства я не услышал внятного ответа на вопрос, зачем совки убили в концлагере Мандельштама. Пытали в ГУЛАГе Сергея Королева. Душили и били резиновой трубой по ногам старика. Пиздец. Всеволода Мейерхольда. Насчет таких приколов я знаю, что такое нахуй. По стопам хуярить, блядь. В армии у нас, когда я служил 2 года, блядь, у нас тоже такие издевки были. От душки, короче, из кровати снимали, нахуй. И вот этой хуйней, блядь, ночью, блядь, они хуйней маялись, блядь, нахуй. Рота подъем, рота отставить, нахуй. Вот эта тема, нахуй. И это все, блядь, Летеха в коптерке как будто бы не слышал, блядь. Лейтенант остается как ночной, блядь, дозор, блядь. И этот ублюдок типа не слышит, блядь, нахуй. Он в другой комнате, да? А то, что в располаге происходит, как будто он не слышит. И тут вся ночь, блядь, в прокачке, нахуй. Выебнулся, встал, отхуярили 10 человек на одного, блядь. Вот такая хуйня, блядь, была. И так, грубо говоря, блядь, полгода в учебке. И уже по этому, по линейке уже такого больно не было, блядь. Ебанизма, блядь. Трубой по ногам старика Всеволода Мейерхольда. Обычно ответ только один. Правильно сделали. И с вами так тоже надо. И стих его. Осип Мандельштам. Ну, явно еврей. Мы живем под собой, не чуя страны. Наши речи за 10 шагов не слышны. А где хватит на пол разговорца, там припомнят кремлевского горца. Его толстые пальцы, как черви, жирны, и слова, как пудовые гири, верны. Тараканье, смеясь, смеются усища, и сияют его голенища. А вокруг него сброд тонкошеих вождей. Он играет услугами полулюдей. Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет, он один лишь бабачит и тычет. Как подкову дарит за указом указ. Кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз. Что ни казнь у него, то малина и широкая грудь осетина. Че, он осетином был, что ли? Не грузин, что ли? Хуй поймешь, кем был. Гондоном был, одним словом, нахуй. Сталин, блядь, уебок. Так. Орыстың мүддесін қорғап емес. Что-то аңлап жетмедім. Қорғап. Қарғап, может. Қарғап емес. Мүддесін қорғап емес. Ну, примерно дошло. Так. Чувашка. Удмуртка, наверное. Удмурт такой, кстати, Башкортостанда. Так. Ну, сверху только прочитаю, но ставить, не знаю, буду, не буду. Избили чеченцев. Или поставим. Ну, много там говорит она. Преступление русской общины. Нацисты избили 2 молодых чеченцев в Питере. Скандальный фрагмент видео, где русские нацисты с русской общины отчитываются и уничтожают 2 молодых чеченцев после избиения, облетел все соцсети и до сих пор вызывает возмущение. Ну, чуть-чуть просто давайте начнем. О чем она говорит просто. Freedom Кавказ. Как здоровье? Реально молодые. Мы на своей земле, парни, находимся. Сядь, говорю, сядь. У нас есть люди, которые, да, выпивают. Ложи телефон. Буквально недавно в Петербурге произошел инцидент с избиением 2 охранников чеченской национальности. Дело обстояло так. Была охраняемая территория. На эту охраняемую территорию проник контрактник,
СВОшник и устроил там погром. Этого контрактника остановили 2 охранника, чеченцев, и вызвали полицию. Пока полиция ехала, этот контрактник, он позвал своих братьев из русской общины, и они все вместе коллективно избили вот этих 2 чеченцев, выкрикивая, мол, понаехали на чужую землю, где не подобает себя так вести. Как здоровье? Мы на своей земле, парни, находимся. Сядь, говорю, сядь. У нас есть люди, которые, выпивают. Ложи телефон. Узкожопые тут есть. Это не дает вам права с ними Да, он полотенцем вытирается, прям ебало раскрошили конкретно. Мы русские, мы русские. Вы кто? Чеченцы, вы на своей земле пулите, правильно? И вот это видео, да, оно опубликовано на официальном канале. Теперь товарищам чеченцам. Ну, это уж им явно уж на русском мне надо говорить. Вот смотрите, вот у вас вот над нами так издеваются, да ведь? Издеваются. В чем проблема у вас, вот на Кавказе, в чем проблема снести Кадырова? В чем проблема? Вот вам вопрос на засыпку. Всем чеченцам. Вот в чем проблема снести Кадырова? Кого ждем? Что ждем? Ждете вот так, чтобы ебало били молодым пацанам? Вот этого я не могу понять. Потом. У вас уже была война, блядь. Это пиздец война, блядь. За такое нахуй, я не знаю, блядь. Это месть, блядь. Это, ладно, блядь, у нас 500 лет назад было. У вас было недавно, блядь. 30 лет, да, вот? Так скажем. Воспоминания, блядь. Как, я не знаю, как правильно это сказать, блядь. Горе, короче. И исходя от этого, вы, как говорится, до сих пор, получается, терпите. А Ахмад Закаев, он начал уже. И я считаю, что у вас тоже должен кто-то образоваться, который конкретно будет звать на оружие. Не там 2-3 человека и обчелся, как у нас, блядь. А конкретно 50, можно и 100 с вас, не жалко, как говорится, за русских и заебенить нахуй. И 100 тысяч чеченцев могут стать за месть ваших предков, блядь. Вот только так. По-другому никак. Вы что, кого ждете? Поэтому Башкортостан и Татарстанга, я думаю, мы должны, наверное, кому-то дать пример. По идее, Кавказ нам должен пример давать. Кавказ, как говорится, боевой. Он должен нам давать пример, но мне кажется, нам надо дать пример. Монах, именно башкортларга. Мы должны встать и сказать, что туганлар, идем все на Москву. Но для этого, как всегда я говорю, всем украинцам плацдарм. Нам нужен плацдарм, оружие, боеприпасы беспрерывно. Беспрерывные боеприпасы. В идеале, еще есть одна интересная тактика такая. Если мы зайдем в Башкортостан, Татарстан, вы могли бы, как говорится, поддержать нас конкретно вот такой темой. В этот момент, как говорится, можно уже оставить как раз-таки нашу какую-то роту Башкортостана, Татарстана и в Кавказан, в Украине, которые выйдут на российскую территорию, допустим, Белгород, куда-нибудь поближе туда, и оттуда вашим оружием начнет хуярить по Москве. Чтобы уже была цель заебенить нахрен, и чтобы мы уже из Башкортостана с Татарстаном шли уже налегке, так скажем. И шли, чтобы уже как бы зачисткой заниматься. А цели уже заебенить. И само собой у них защита на Москву есть. Заебенить все эти защиты. Заебенить для начала эти защиты дронами. Потом уже дальше идти, как говорится, хуярить уже Кремль, Москва-Сити, Рублевку. Ну, короче, зажать эту крысу нахуй. Эту белобрысую нахуй. Путинососовскую хуйню эту, блядь. И, как говорится, мы уже и с Кавказа пойдут движения, оттуда, от нас пойдут. И зажмем мы их уже там. Зачистка будет уже в московских, так скажем, метрополитенах. Всяко туда они все заебенятся.
И все. Как говорится, закроем как раз-таки, блядь, московские метрополитены, двери нахуй, забаррикадируем. Вся поеботина туда зайдет, пусть там и сидят нахуй. Устроим им голодомор нахуй, гондонам, москвичам, блядь, которые туда как крысы забегут. Вот примерно так. Так что тут интерпретировать можно каждую секунду нахуй. Идей дохуя. Главное, блядь, задачу надо выполнять уже. Сидеть, идеи читать смысла не вижу. А нужна конкретика. И я считаю, как говорится, месть наших народов должна быть уже на этой земле. Не надо говорить, Аллах отомстит, Аллах отомстит. Нет. Аллах отомстит, понятно, на том свете им. А на этой земле мы должны мстить. Пока мы, ноги, руки есть, живы, Аллах ашкар, мы должны мстить. Мы должны им дать, нахуй, пизды, блядь. Это наша задача. А не просто сидеть, блядь, говорить каждый день вам, как будто бы такое чувство у меня, уши заливаю вам, блядь. Чтоб потом, блядь, мне не говорили, какой-то пиздобол пиздел, и нихуя ничего не получилось, блядь. Я не из тех, блядь. Я не хочу этого, блядь. Потом за мной кто-то что-то пиздел, блядь. Я конкретно хочу сейчас это сделать. Вот в данный момент надо это делать, блядь. Вы думаете, что, мне тут легко? Людям вот здесь, вот вообще вот здесь жить вот так, блядь, без родственников, одним, блядь, думаете легко, что ли? Думать, что с ними, как с ними? Ладно, базара нет, ты бы уехал бы на заработки. Допустим, мобилизации не было бы, на заработки просто поехал, ну, дома тишина, родители все ждут, хуй с ним скажешь. Но когда у тебя, блядь, во дворе война, непонятно еще, куда что прилетит, блядь. И ты просто живешь, ну да, война идет в Украине. Ну и Россия, ну и чё? Ну и похуй, блядь. Вот так и живешь, блядь. Я не могу, блядь, так беспечно, блядь. Я вообще не могу так, я хуй его знаю. Тяжело, блядь. Когда ты, блядь, вот так беспечно живешь, блядь. А те, которые посъебывались в Америку, туда-сюда, блядь, они как живут, так я удивляюсь, блядь. Нахуй они так далеко уехали? Я никогда не понимал людей, которые уезжают из дома далеко, блядь. Можно уехать, но на каком-то материке приближенном. Нахуя там за кордон ехать вообще? 3-9 земель нахуй. За 3 моря, блядь. Не могу понять вот этих людей, блядь. Вот так вот. Если ты до такой степени заебался в пидорасии жить, ну, значит, надо условия создавать. Делай эти условия, ёпта. Если ты съебался, кто эти условия-то будет для тебя-то делать? Так и так мы не можем народ поднять, блядь. Кто должен делать эти условия нам? Вот нам кто должен сделать? Мне кто должен сделать? Эти 18-летние, которые растут, они нам будут условия делать, когда мне будет 70 нахуй, если я доживу. Аллах, бля. Кто мне будет условия делать? Вот мне лично, кто будет условия делать? Мой отец, а у меня отца нету. Кто мне будет условия делать? Деды умерли. Я хуею просто, блядь, от мысли людей порой иногда, блядь, что, блядь, кто им поможет, блядь? Посъебывались везде, блядь, и никто не хочет за независимость что-то даже, сука, копейку не могут нахуй скинуть, блядь. Ой, блядь. Не говоря о том, что я инвесторов искал, блядь, инвесторы на оружие. Нихуя никого нету. Не нужна никому. Как сегодня у кого-то, помню, где-то что-то услышал, бля, одну тему. Говорит, это все будет, говорит. Нахуй типа лезть. Это все будет, оказывается. Зачем отсюда лезть? Просто живи, говорит, как есть, блядь. Просто живи, как есть. Все это будет. Нахуй тебе надо. Я не могу понять, блядь. Иди в батальон Свободы России или РДК. Нет, Михайло, короче, оно не дело. Я об этом уже высказывался. Рахмат за лайки. Кесенес хайры кардаш угурлар. Киш хайрле. Нет, за всех башкиров не ори. И, ну, выйди тогда, син узен ори. Выйди и ори. За всех башкиров не ори, главное, урыс тілінде менге жаза. Кутак санаға сен башқұрт тілінде жазып жібер менге. Телеграмым бар, менге телеграмға шық менге сразу. Напиши мне в телегу нахуй. Мен сені күтем, блядь. Телеграмым нахуй. www.ru
Ленинград, нахуй. Ха, прикол, блядь. А чё нахуй? Телеграм мой, этот, граница Хорватии. Кто не знает, везде написано, граница Хорватии. Напиши мне в телегу, попиздим, проблемы юг. А, кстати, вон же я его оттуда и читаю, блядь. Граница Хорватии, помощь беженцам. Если ты по беженству, я тебе помогу. Проблем нет. За всех башкиров не ори, блядь. За каждого башкирта нахуй буду орать. Әлі туылмағаны надо мен хужайынлық қылам нахуй. Чё ты мне скажешь, блядь? Татарға да шулайық, блядь. Чё скажешь, блядь? Манкуртом нахуй я вам не дам стать нахуй. Чё скажешь меня нахуй? Предъявы нахуй, давай меня, кидай, блядь. Ёбаный комментатор, эцсектен, блядь. Сүлейсің мында нахуй. Куттағым әлі. Монқан кипмәген, наверное. Пиздишь меня нахуй. Так. Ой, блядь, а. В Питере пара обдолбышей из узкого мира устроили культурный секс прямо в подъезде, а где еще-то сношаться животным? У тебя когда-нибудь было с двумя? Я сейчас пушку свою вытащу. Жительница дома в Санкт-Петербурге услышала шум из парадной и вышла посмотреть. Увиденное, мягко говоря, ее шокировало. Пьяная молодежь занималась сексом, они наотрез отказались уходить. Тогда женщина позвала знакомого. После просьбы покинуть территорию, они предложили мужику присоединиться к ним. Мужик от того предложения отказался. В результате выгнал скот на улицу. В результате он выгнал скот на улицу. Ну, это то явно это включать не будем, там пиздец. Мна шунды халинда, дуслар, ну, как сказать инда, блядь, лаптоёбы, блядь. Ну, чё скажешь, блядь, нахуй. Подъезд, не подъезд, им разницы нет уже. Если не помните, сколько приколов это в Инстаграме были, блядь. На скамейке что происходит. Далеко идти не надо. Башкортостан узында шунды хуйня. Башкортостанда, блядь, шунды херня было 1000 раз, блядь. Ха-ха-ха-ха, блядь. Чё ха-ха, блядь? Это позор. Иман-сызлых, блядь. Ха-ха, блядь. Ловят они. Тупизм, блядь. Хуею, блядь. В Алтайского молокозавода массово увольняют работников. Ой, блядь. Алтайда süt біткен. Или мол біткен. Или соты бітіргенлер, нахуй. Или китайцы сожрали, нахуй. А? Куда алтайцы, блядь? Чё, ёба дались, а? Туғанлар, так скажем. Кыргызларны туғаны бір какой-то недоделанный, блядь. Кыргызлар сізні қырда 1000 раз получше, блядь, как говорится, хоть они с иманом. У алтайцев вообще имана нет, ёпта гаденские. Вы видите, многобожники долбанные, блядь. До сих пор, блядь. Около 30 сотрудников молокозавода в селе Кулунда, Алтайского края, готовятся к увольнению, запланированного на 11 февраля, пишет Банк Факс. Председательница профсоюза Кулунда Сер Молоко Мария Шапалева-Ленко. Фамилия наша, блядь. Сказала, что сейчас на предприятии работает 139 человек, а осенью было 150. При этом руководство не сразу уведомило работников о предстоящем сокращении и сделало это лишь после визита прокуратуры. У холдинга «Столица молока», куда входит Кулундинский, блядь, Кулундинское предприятие, есть подразделение в селе Волчиха. Блядь, мин оңнамын, блядь. Ну, оңнамын да мен, вообще там. Алтайда село Волчиха, блядь. Блядь, урыс итіп біткенлер Алтайна, блядь. Урыс итіп біткенлер. Херею, блядь. Как сообщила Шаповаленко, штат завода Кулундан сервис, блять, нахуй я читаю, якобы перевели 60 человек из волчихинского предприятия, поэтому февральское увольнение формально не будет считаться массовым сокращением. При этом в Волчихе сокращение не наблюдается. Власти Алтая заявляли, что сохраняют молокозавод, но некоторые местные жители этому не верят. Окей. 26 октября 2024 года в 14-тысячной Кулунде пришел митинг против закрытия завода. Участники акции вышли с плакатами. Ну, одни старики, блядь. Ну, одним старикам молокозавод-то, блядь, работы нету. Молодым где тогда? Где молодым-то работать? Короче, что я могу сказать? Башкортостанда, Татарстанда шулок проблема. Вы не думайте, что это, Алтай это пример. Это всего лишь пример из наших регионов, будущих наших независимых республик сраных, которые образовали, как говорится, дыры, блядь, в бюджетах, везде, блядь.
Болото, блядь, жерлері жемірілген, заводлар, фабрикалар, ябылған, вещь өлген. Иманын оқытқанлар. Не то, что этот Шойгуны жері, Тыва. Бля, плакат Шойгу, а Тыва вся в разрухе. Нищета, блядь. Как вспоминаю опять своего друга Башкорта, мимо проезжал, я видел, на видео показывал, черные вот такие, маленькие избушки, черные вот эти бревна. Столетние, блин, бревна, значит. Да и плюс еще в Тыве, что, обшивки нету? Обшивки нету, блядь. Во, нищета, Тывы. А зато Шойгу, блядь, охуенный мужик. Сузюк. Она... Бля, опять какой-то. Почему такие странные новости пошли? Вообще ужас, Туанар, ужас творится Ресайда. Анонистов больше всего в Уфе из Стерлитамаки. Новости, бля, охеренные, да? Такая логика у узких попов, которые объясняют прилеты украинских дронов именно мастурбацией. Типа он так, как говорится, обвиняет украинские дроны. Понятно. Ну-ка, послушаем. Так вот, если семя льется, то будет литься кровь. Это один из моментов, который объясняет нам, почему война. Потому что семя льется куда попало. В семени есть кровь. В семени есть человек. Единственное место, куда должно литься семя мужское, это лоно его родной жены. Все. А если семя льется куда попало, то вместе с семенем разливается будущая кровь. И там, где пришел разврат, там неизбежно будет кровопролитие. Аборты превратили нас в развратников и убийц. До тех пор, пока это не прекратится, мы не имеем права требовать счастья. Именно из-за разврата происходят войны. Именно из-за убийства невинных Господь наказывает нас этими хаймарсами или скальпами, которые летают по нашим городам. Долетают и до Воронежа, и до Казани, до Таганрога, и до Петербурга. И нам не будет покоя, пока мы не покаемся. Мир приходит к покаявшемуся человеку. Скажите нечестивому, что мира ему нет. О, какие слова. Юрий Венедиктович, золотые слова. И чё? Этот придурок реально, блядь, это Батыр Талпар, оказывается. Анонисты больше всего в Уфе и Стерлитамаке. Нет, я теперь понял, о чем тут тема, блин. Типа, блядь, льется туда-сюда, блядь. Вы придурки, блядь. Педики, педофилы, блядь, зоофилы, блядь, и вот это все дерьмо, это же вы, придурки. Если по его, блядь, методологии, блядь, то, что он Библию нам доносит, блин, понимать, то тогда, как говорится, это вы туда, куда не надо, льете. По 500 тысяч рублей, блядь, зарабатывают шлюхи у вас на войне. Куда льете, уроды? Куда льете? Кровушку свою. Блядь, у вас одни, блядь, нахуй, геи, блядь, в армии, тоже не туда льете. В Москве Эйнштейны, блядь, всякие приезжают в Курск, тоже он не туда долбился, блядь. Точнее, его долбили не туда. Да все у вас же, Моисеевы, всякие Кобзоны, Мобзоны, вот такая шушера, блядь. Где, чё, где, я не могу понять, блядь. Где я, сука, пролетел, блядь, не могу понять, блядь. Сука, в этот, так сказать, блядь, ихнюю тему нахуй пропустил, блин. Короче, этот мулла ихний из-за угла, блядь, несет какую-то хрень, блядь, узкожопым, блядь, реально, блядь. И это всему миру, блядь, пидорасии пропускают эту тему, блядь, загоняют, блядь. Ну это же, блядь, не идиотизм ли, а? Маразм, да? Узкожопые, вот если тут есть, блядь, 59 человек сидят, узкожопые, вот ответьте, блядь. Вы такие невъебенно верующие, блядь, крестоносцы нахуй, ВВ пидора нахуй крест еще в жопу засуньте. Вот вы пиздец этот верующий, и чё? Скажите мне, блядь. Здесь он, где он, блядь, нахуй? Прав, блядь. Где-нибудь он есть прав? Слово, правдивое слово есть у него, блядь? Это что за хрень, блядь? Вот представьте, идет хутба.
И наш мулла, нормальный мулла, рассказывает нам про какую-то там сперму, про что-то льется, блядь, в мечети. Уму непостижимо, да ведь? После этого вы, уроды, крестоносцы, тупорылые, московские, блядь, вы о чем в церкви, блядь, преподаете вообще людям, блядь, придурки? Это ваша культура, да? Это ваша культура, которую вы несете с крестом вместе, так как вы говорите, блядь. Вы что, идиоты, блядь? Придурки, вас же дети слушают, блядь. Кто только не слушает вас, придурки, блядь. О чем базар, блядь? Фильтруйте базары, гондоны ебучие. Вы же не на моем канале, здесь можно без фильтра, блядь. Вы же, сука, блядь, вроде бы, так называем, блядь, в вашей какой-то пидорасии, блядь, в церкви, так скажем. Что-то не могу понять, блядь. Что-то не уловил, блядь, ваши действия, блядь. И вы, уроды, спорите со церковью, которая находится в Украине, вот этого я не могу понять. Кто тут верующий вообще больше, блядь? Херею просто, блядь. Нам как раз-таки, мусульманам, сказано дружить, как говорится, с неверными, и, ну, имеется в виду не мусульманами, с крестоносцами. Там и с евреями, с яхудами нам как бы дружить не проблема. Но как можно вот с такими ублюдками, как вы, дружить? Объясните. Мы вот с украинцами, истинно нормальными христианами, мы можем дружить, проблем нет. Вот и можно и французами, также и немцами, разницы нет, если они верующие. А ну если вы несете какую-то хрень, если, я не знаю, вот этот низко опущенный ваш поп, этот ебаный какой-то, несет какую-то хрень, блядь. После этого, как вы, блядь, кикреп манда, блядь, говорите, что вы какие-то крестоносцы, блядь. Да вы уёбки, блядь. Все, блядь. Поголовно, блядь. Потому что, блядь, у вас нету вот этого, блядь, нахуй, идентичности, которую от вас требует этот пидор Путин. Он вас создал голубыми, стукачами, заднеприводными, блядь. Принимающие швабры, бутылки разных сортов, блядь, начиная от шампанского, заканчивая чекушки, блядь, нахуй. Все вы принимаете, блядь. Долбите, нахуй, бедных солдат, блядь, в армии голодные, блядь. Мочитесь, блядь, на солдат. Насилуете, блядь, девочек из 9 лет, блядь. Где у вас, блядь, тут церковь? Где у вас тут истина? Вы что, ненормальные, блядь? Вы хотите нам потом, мусульманам, что-то втереть, научить нас, как жить? Просто ужас. Есть же явные грехи, да, эти вот явные грехи. Есть какие-то потаенные грехи. Есть какие-то вот как бы средние, или как-то вот так примерно, да, можно сказать. Но у вас же, блядь, самые настоящие огромные грехи, блядь. Если уж говорить по религиозной теме. И вы, получается, хотите донести это всему миру, что вы убийцы, маньяки, еще церковь приплетаете сюда, вдобавок, непонятно зачем вообще. И тем самым, получается, усиливаете свое дерьмо. Чтобы оно дальше воняло везде, блядь. И, как говорится, нам этим надо дышать, да? Поэтому Башкортостан, Татарстан, ишітіп қойсын сіздің құлағыңыз. Біз, Алла берсе, бұл урысларны полный рост шығарып шүйеміз нахуй Башкортостаннан. Бізге олар керегі жоқ. Бізге олар вообще керегі жоқ. Бұлар имансыз, вообще ямсыз қыланған хайван, даже олай қыланмай. Мындай халық бізге керегі жоқ. Сіз шул дүнияны рахатланып қулайсыз соғышта. Сіз вообще сандайландыңыз, что ли? Кукаегіз мында сыйыкланды, что ли? Я не могу понять, блядь. Вы, как говорится, несете полная отмороженность, блядь. Біздің халыққа, башқұрт һәм татар халқына. И это прекратится. Без Алла берса прекратим это, потому что если это мы не прекратим вот сейчас, вот такие всякие попы,
Так и так уже вам промыли мозги, как в тот день. Помните, озвучивал на последнем эфире, в этом, котором, как один поп крестит, блядь, говорит в конце. Крестит вас и, блядь, говорит в конце. Не умрите, говорит. Типа, суки, не умрите. И чё я вас, говорит, крещу? Тык-тык-тык, блядь, нахуй. Полил их, нахуй. Как говорится, мочой, блядь. Молодого поросенка, блядь. И давай хуярить их на убой, блядь. Так, идем дальше. Опять, о чем молчат маваши, Дивнич, из этого сайта, блядь. Спустя 22 года в Подмосковье был задержан маньяк из узкого мира. Блядь, опять Подмосковье, опять Москва. Как они замучили, блядь. В 2002 году, тут и видео есть, послушаем потом. В 2002 году в Московской области были изнасилованы и убиты 4 девушки. Убийства оставалось нераскрытыми. Сотрудники смогли найти виновного, им оказался 50-летний местный житель Новосибирской области. С Новосиба, блядь, Подмосковье. Ну, пиздец, маньячело. 22 года назад мужчина находился в столичном регионе на обучении. Он нападал на девушек в сумерках, избивал, после чего насиловал и убивал. Он признался в убийствах и подробно рассказал, как их совершал. Пиздец, Чикатило нахуй. Из Чертанова, да? Среди жертв были абитуриентка Московского колледжа из Подольска. Ой, блядь, Подольск. 2 девушки убиты в один день в Пушкино. Пиздец, ПП, блядь. И студентка из Перу. Ой, блядь, на П у него понесло, на П что-то, блядь. Учившийся в Московском институте культуры. Сейчас ассортимент, короче, у него был. Сейчас правоохранители проверяют его на причастность к другим убийствам в разных регионах России. А, это еще не все. Страна маньяков, комментарий от хорошего подписчика, вообще не удивился. Так это еще цветочки, ягодки арбуза еще впереди и не за горами. Ну да, скоро маньячилы-то вернутся обратно. Так что подбревайте пизденки, девчонки. Как говорится, шлепать вас будут маньяки. В парке на лавочке расположился, познакомился с девушкой, мы пошли с ней в ближайшие лесопосадки, потом, не помню уже на какой почве возник конфликт, и совершил убийство данной девушки. Привлекла мне это самая внешность, не русская. Решил подойти, познакомиться. И я ее Перу. оттащил и кинул силой на землю. В район головы нанес несколько ударов. Получается, вот он хотел уйти, я поймал за руку, но девушка отключилась. Я решил, что совершить типовой акт. Короче, по голове ударил 3 раза, потом что-то сделал и еще изнасиловал. Убитую уже, почти мертвую. Это пиздец, да? Это уму непостижимые вещи. Вот это маньячело, да? Когда это все рассказывают, я хуею, блядь. Это, блядь, «Кошмар на улице Вязова», хуйня это. Фильм, блядь. Детский сад, блядь, перед вот такой темой. Как услышал, уже мне хуево стало. Я представил, блядь. Не представляйте вообще. Аузбилля. Так. Путин на переговорах с Трампом потребует от Украины никогда не вступать в НАТО и стать нейтральным государством с ограниченной армией. Интересно. Сейчас дочитаем. Требования РФ, чтобы Украина никогда не вступала в НАТО и чтобы на ее военный потенциал были наложены ограничения. Второе. Отдельные члены НАТО могут продолжать поставки оружия Украине в рамках двухсторонних соглашений о безопасности. Это оружие не должно использоваться против России или для захвата территории. Третье. Российские условия также включают фактический контроль над почти 20% территории Украины, включая Крымский полуостров, хотя Москва открыта к обмену территориями. Ну, что я могу сказать? Безбашлык түгел. Безбашлык түгел. Мы, как говорится, хорохолок. И исходя от этого, мы не главные. И если вот эти ублюдки, нахуй, сейчас порешают вот эту тему,
пиши пропало называется это. Это из той категории, что наши, которые борцы, так скажем, в кавычках, за свободу, опять не как Кашапов 30 лет, блядь, а на 300 лет мы опять отодвинемся, блядь. И нас не станет. И никому не интересно станет. Ничего не интересно станет. Понимаете? Поэтому, как и в ТикТоке пишут комментарии, быстрее, 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 быстрее. Как у нас говорят, чокна босс. Пока горячо надо долбить, а мы спим. И там наверху им похуй. У них роль денег идет. А внутри Карахалах, черный люд. До нас им похуй. Вы не можете понять этого. Исходя от этого, вот этот момент, если мы схватили бы сейчас, мы бы схватили бы свою независимость. Башкортостан, Татарстан, Ичкерия и так далее. Но если вы сейчас вот эту тему пропукаете, дятлы взрослые, то все. Вот и все. И у нас все закончится на этом. Ну как закончится? Мы будем также говорить, надо что-то делать туда-сюда. Я представляю даже это, забегая наперед, допустим. Мы будем говорить, независимость туда-сюда. Но для этого уже плацдарм Украины нам уже не потребуется. Нам нужно будет уже плацдарм создавать внутри Башкортостана. Вот и все. Только внутри Башкортостана. И каким образом? Уже силовым методом. Уже вам никто там, ой, с плакатиком Кашаповским выйдем, Кашапов выйдет вот так с плакатом «Свобода Татарстану». Это не поможет нахуй. Нихуя не поможет. И ни Габасовские плакаты не помогут, ничьи плакаты нахуй, ни Закаева нахуй плакаты не помогут. Никого нахуй не помогут плакаты ваши, блядь. И ООН вам не поможет. ООН вообще мусор нахуй. Пиздолизы какие-то, блядь, недоделанные, блядь. Как можно, блядь, нахуй верить в ООН, где, блядь, нахуй ООН даже не может за свою жопу ответить, блядь. Нахуя они вообще нужны, блядь. Исходя от этого, блядь, только оружие. И тут только один выход остается. Один выход, он есть, он никогда не закончится. Выход Сирии. Собраться таким же образом и нанести удар по Москве. Тупо просто вот собраться вот за границей, вот так все. Там один, тут один, все собрать в одну кучу. В один миг нахуй зайти и заебенить нахуй Москву. Все, вот только так. Только вот этот метод всегда будет, всегда. Это метод, как говорится, муджахеда. Метод муджахеда, который он был, всегда есть, и он будет. Только этим методом мы сможем долбануть Москву и узкожопых. Пусть там будет и Навальнийска будет там сидеть, хоть Навальный с гроба нахуй станет, будет сидеть, похуй уже. Всех нахуй, только Мочилова будет там, блядь. Вообще без разбора, блядь. Узкожопых всех нахуй Башкортостан, блядь, Татарстан, да, порешаем, блядь, всех поголовно. Всех, блядь. Никто, никакая свинья пикать не будет там, блядь. И дальше будем порешать, нахуй, идти, блядь, до Москвы, блядь. Только так. Кровавая бойня, нахуй. Как кровавая баня, блядь. Все. Только такой способ. Вот к этому, наверное, мы доживем. Если мы сейчас вот это упустим. Вот сейчас, если мы это упустим, более-менее бескровно, а потом уже будет с кровью. Почему? Потому что пидорасия, нахуй, к этому моменту окрепнет, соберет опять войска свои, соберет оружие. Украина сама по себе будет где-то, блядь, в бомжатском мире, блядь, находиться где-то ни туда, ни сюда, нахуй, в разрухе. А у нас все будет так же, в пизде, блядь, со своими инвалидами, нахуй. Понимаете, это вот описание ваше, вот такого момента, блядь. И все. И тут, получается, мы чешемся также. Блядь, будем ебать. Ну, хули, силы-то нет. Как ебать? С кем ебать? Оружия уже точно не будет. Инвесторы нужны будут. Конкретно уже
Не Зеленский инвестор уже будет у нас там. Неизвестно кто. Будет кто, какой-нибудь муджахед, инвестор. Вот наше будущее. Если мы сейчас не встанем. Срок я вам в тот раз говорил. До мая месяца. Победа 80-летия. День Победы. Мы должны победить Москву. И поставить точку над этим. Наши победили в 45-м, а мы в 25-м. Против фашизма. Классно будет, понимаете? А вот к столетию, уже через 20 лет, Башкортостан будет отмечать 100 лет, так скажем, свободы от Гитлера. И также 20 лет, как хочется говорить, конечно, типа победы, 20 лет победы Башкортостана над путинососами. Классно было бы, да? Это было бы где-то 45-й год. Кстати, как раз таки победа 45-го, а у нас будет 20-летие 45-го года. Так скажем, 20-летие путиновского режима, блядь. Ну, хорошие цифры, да, ведь? Там 5, 45, там. Баба Ягодка опять нахуй. Вот, короче говоря, мечтать не вредно, Туганлар. Ну, примерно я вам даю, да, намеки, короче. Щекотиться надо. Юхлобел торгатур, блядь, надо что-то делать, блядь. А если мы вот так будем сидеть, хуйней маяться, ну, мы точно, блядь, нахрен, как говорится, алма пеш, аузга төш, блядь. Но алман урна бізге кутак түші аузга, блядь. Мойсыз притом, блядь. Құры кутак, понимаете, блядь, мойсыз, блядь. Күтке да сигалар притом еще. Мойсыз, блядь. Ой, блядь, а? Сука, блядь. Так. Фантазер, блядь. Фантазер! Жербары, блядь. Фантазер. Без войны параша развалится. Да, вот если сейчас это сделать, если этим пидорасам не дать отдышаться, блядь. Понимаете? Об этом же везде тоже говорилось. Отдышаться им нельзя давать. Это как клещ. Клещ напился, если еще дать ему нахуй, чуть-чуть нахуй кислородика нахуй, он опять нахуй пойдет кусать, сука, сосать, блядь. Как клещ, блядь. Блядь. Давай. Ай, блин. Причем уже давно имеет нас. Причем уже давно имеет. И погиб за родину свою разработчик игры Сталкер. А при чем тут Сталкер разработчик, блин? Кстати, Сталкер разработчик, откуда он, с Украины был? Если не путаю, да? После Украины следующая Польша, Путин намекал на его. Ну, блядь, Молдавия! Сегодня же только сказали, этот Пушкарев, этот Петушила нахуй. Как это, Пушкарь, блядь, как его нахуй? Пушистик, блядь, как это нахуй? Залупкин нахуй. Это сказал, блядь, Молдова, блядь. Грузию добьют, Грузия, Молдова. Так что, блядь, да хуя кому надо вазелин покупать? Наверное, я начну вазелин продавать нахуй всем, блядь, скоро. Хороший, качественный французский вазелин. Харбер республика Газибарям нахуй. Кутлярегізні мойлағыз нахуй дейді. Ярар, прикол, блядь. Так, Ишимбай, первооткрыватель башкирской нефти. Мына Ишимбай, конечно, для меня иногда порой в то же время такой печальный. Потому что в Ишимбае есть то ли этот дом престарелых, то ли психушка, что-то такое, короче, дом престарелых или что такое есть там. Получается, менің қортатамның бәлеке туғаны, мына нәрсеге шунда ұятқызылып, мына шундан кетті енді ол. Шунда яшады ол, почему-то его поместили туда, то ли у него крыша поехала, то ли он... Какое-то место есть, в Ишимбае есть какая-то психушка, короче. Ну, кто есть из Башкортостана, знает. В Ишимбае есть какая-то больничка, короче, для старых или одиноких. Я так и не понял, короче говоря, почему его туда отвезли. Ну, в больничка, психушка, мне кажется, была. Мне кажется. Вот так вот, поэтому как бы не больно, как говорится,
Классное воспоминание про этого. Про Ишимбай. Ну, почитаем. Габасов вылез. Сегодня диктатор Путин присвоил город Ишимбаю звание город трудовой доблести. Больше насмешки и не придумать. Этот, ну, нефтяной Ишимбаю, этот город трудовой. Ну да. Ишимбай, а не Ишимбай. Ишимбай. Ишимбай с буквой Е, а не Ишимбай. Является депрессивным, заброшенным, к никому не нужным. Ну, наверное, такой, да, пипецовский, наверное, я не был там. В недрах Ишимбайской земли в 30-х годах прошлого века нашли огромные запасы нефти, которые впоследствии выкачали без остатка. А, вот оно как. Поэтому, как говорится, Башкортостан уже не нужен. Которые впоследствии выкачали без остатка. Если посчитать стоимость выкачанной нефти по среднерыночной цене, то это сотни миллиардов долларов. На эти деньги Ишимбай мог бы превратиться в Дубай, а его жители могли бы жить на доходы от продажи нефти, ни в чем себе не отказывая. Но Москва просто ограбила Башкир, взамен оставив депрессивный город, подземные ядерные взрывы и изгаженную землю, реки и воздух. Не радоваться надо, а делать выводы и не повторять в будущем ошибок. Только независимость Башкортостана спасет нас от разграбления и ассимиляции. Само собой. Вдобавок к этому Габасову я добавлю. В отместку забираем Пермь, Коми, Ненецию, Новую Землю нахуй, моря нахуй. Все забираем. А после забора этого всего нахуй, им фига нахуй, узкожопым, блядь. А насчет земли, поймите одну вещь. Аллах Талям до такой степени рахамля, что эти пустоты под землей он наполнит, как говорится, когда мы возьмем свои земли обратно. Он наполнит нам его, как говорится, жилой земли, кровью земли наполнит, как говорится. Это нефть даст, газ даст, все даст, короче, Аллах верса. Главное, чтобы оно нам попало сейчас. Сейчас, только сейчас. А так, внутри то, что есть, шунарга біз қанағатта болып яши алабыз. Қанағат боларға керек, по идее, вообще-то. Как говорится, не надо переживать то, что отжали. А вот мы можем отжать, они будут потом переживать. Вот так вот. Идем дальше. Так, сегодня обмен был, вроде бы. Украина и Россия вернули в ходе обмена 50 пленных. Блять, всего лишь 50 пленных. Всего лишь 50 пленных, блядь. Ну, я их видел, короче, по видосу. Здесь толком не увидишь. Тут толком не увидишь. Ну, вы в телеке, в видосах везде увидели. Какие, знаете, какие они? Вот такие. Худые, блядь. Скелеты. Скелеты вернулись. Это о чем говорит? Это говорит о долбежке. Это говорит не кормежке. Ничего не давали. Жрать не давали. Били, спать не давали. Асадовская тюрьма, блядь. Асадовская тюрьма, блядь, то же самое. Вы не имеете, не думайте, что там, блядь, нахуй, кормят каждый день, блядь, мясом, нахуй, салом, нахуй, водочку, блядь. Хуй, блядь, хуй. Моржовый, блядь. И то, блядь, не соленый. Салям, Николаевка. Привет из Сум. О, Сумы. Привет. Сумы, у меня же этот, родственники в Сумах. Так что всем салям. Сумачам салям. Харьков салям. О, украинцы на связи. Молодцы. 30 человек сидит. Благодарю. 75 в Ютубе. Справа один человек. Тоже Рахмат. Кто сидит? Герой. Да. Я не могу, потому что у меня 3 эфира, и у меня YouTube, я не могу этот. Если что, пишите. Подпишитесь там, будем потом общаться как-нибудь. Я в YouTube сижу. Можете подписаться в YouTube, у меня есть YouTube. Благодарю. YouTube называется Башкортостан 2024.
со мной связаться, вот, держу свой телеграм, прям вот в телегу можете написать. Хорватия, беженцы, называется, вот телега прям. Прям сюда можете написать, потом я там напишемся. Больше украинцы, передайте своему государству о том, что надо переделываться на сторону регионов. Регионы вам помогут. Вот прям создайте это, не поленитесь, сходите, съездите в Киев. Съездите в Киев, доложите это, там, внутренние дела ваши туда, я не знаю, кому-то, сообщите кому-нибудь, общественникам каким-нибудь, что Башкортостан, Татарстан готов помочь Украине, уничтожить Москву. Но при наших условиях. Условия я уже, вон, сижу, сколько часов сижу я здесь, сейчас посмотрю. Не вижу. Блин. Сейчас посмотрю. Надеюсь, не вырублю. 3 часа сижу. Вот 3 часа я говорю вам, что Украина это только должна помощь искать у нас в регионах. Посмотрите на регионы. Все, вот передайте, пусть, короче, со мной свяжется, я им от и до расскажу, что надо делать. Я готов связаться с любым высокопоставленным. Я черный люд, хорахолог. Мне, как говорится, я обычный человек, так скажем, да, по-вашему, что вы поняли. Так что меня, по идее, я не шпион, меня бояться не надо, как говорится. Главное, как говорится, для начала связь по телефону, само собой, наверное, я-то что, в другом месте, вы в другом месте, и уже можете потом как-то, может, сюда кого-нибудь пришлют там, будем, как говорится, диалог вести, так скажем. Самая главная задача в том, что украинцы должны понять, что только регион поможет вам. Вот я 1000 раз уже это повторяюсь. Почему? Я уже говорил почему. Потому что наша вот эта интересованность в том, что мы в рабстве. Только мы вам и поможем. Рабы помогут, как говорится, в трудном положении только тем, которые у кого тоже трудное положение. Вас как бы рабами нельзя назвать. Вас хотят сделать рабами. Вот в чем проблема. Так, идем дальше. Как YouTube канал называется? Башкортостан 2024 называется. Башкортостан Уфа тоже есть такой канал. Я ваш язык уже изучаю, вы нам друзья. Благодарю. Да, у нас языки, как говорится, почти одинаковые, проблем нету. Хотите татарский, хотите башкирталин учите, одно и то же. Если вы один из них выучите, я до этого уже говорил, казахский, узбекский, кыргызский, все поймете. Турков даже поймете, если интересно вам будет. Вот так. Да, Рахмат. Этот. Я с удовольствием, у меня тетя с Украины, я же говорю, у меня тетя с Сумской области, так, кстати, если вы не знаете. Да, из хутора была. Бедная, конечно, от рака умерла. Похоронена тоже в Сумской области, там, в мусульманском кладбище. Она перед смертью приняла ислам. Сама настоящая украинка. У меня братья, сестры двоюродные, все наполовинку украинцы. Так, домой в Украину во время взаимной репатриации вернулись 25 пленных. 25 всего лишь, блин. Из которых многие были защитниками Мариуполя. Мариуполь, защитники, представляете, сколько лет они там сидели? Минимум, наверное, 2-3 года, ё-моё. Один из мужчин гражданский из Киева, вообще не при делах, которые захватили незаконно, ублюдки. Об этом рассказал координационный штаб по вопросу обращения с военнопленными. Военные служили в Нацгвардии, ВСУ, территориальной обороне, ВМС и пограничной службе обороняли Азовсталь, Мариуполь, Донецк, Запорожское, Харьковское направление. Украинские СМИ сообщают, что многие мужчины нуждаются в лечении. Они страдают от
ампутации конечностей, сложных пулевых ранений, проблем со зрением и взрывных травм. Президент В. Зеленский выразил особую благодарность ОАЭ за помощь в репатриации. В Россию также отправлено 25 солдат ВС РФ. Движение «Наш выход» отмечает, что их родственникам приходилось месяцами писать в различные инстанции, добиваясь возвращения солдат, а в украинском плену сейчас остаются сотни россиян. «Наш выход» снова обратится к министру обороны Андрею Белоусову с просьбой посодействовать возвращению всех военнопленных. Возвращение всех солдат – это не только акт гуманности, но и долг перед людьми, которые отправили на никому ненужную войну, пишет наш канал, «Наш выход». Координационный штаб за питание повождения за військовополоненими. Так, подписывайтесь на Активатику. Оттуда я читаю. Если что-то там, читайте там. Короче, есть что. Да, блин, до слез примяну. Ну да, я в Сумах. Ну вот. Ну, я уж больно не могу сказать вот здесь адрес, что больно близко. Но Сумская область. Сумская область, да. Хутор вот такой. Дрон тебе в помощь? Понятно. Тут тоже эти сидят. Комментаторы какие-то. Если какие-то не читаю, без обид, короче, я реально не успеваю. У меня на 3 телефонах хз, короче, какой из них читать вообще не могу понять. Вот примерно вот этот читаю, потому что здесь 25 человек сидит, более-менее. Тяжковато нам в Сумах, да, да. Украина с тобой. Я, знаете, вот, когда вот это, ну, давайте вот украинцы в группу попали, давайте чуть-чуть так уж отойдем от читания этих новостей. 22 год, 22 год, 21 сентября. Этот Путлер, урод, говорит мобилизация. И тут я собираю, короче, мыслями. Я не могу понять, что происходит. Еду на работу. Я живу в Москве. Еду на работу и ни хера не могу понять. Я уже об этом раньше тоже рассказывал. Вот прям сейчас уже как бы тет-а-тет с вами говорю. Нет мужиков что-то, блин. Я не могу понять. Испарилась на том районе. Здравствуйте, с Харькова, Украина. Здравствуйте. И сразу я в то время как раз таки помню, что моя сестра, которая в Крыму живет, говорит, это же мои, говорит, родные же, говорит, это же моя кровь, говорит. Ну, сестра, которая наполовину украинка. Она же говорит, ты же знаешь, говорит, это же моя родина, мама, говорит, это моя родина ведь, говорит. А, ну, наша первая родина это Узбекистан вообще. Исходя от этого, латиф салям, и из этого получается 3 дня, которые я в размышлении, еду на работу, возвращаюсь, еду на работу, и тут я уже говорю, что-то не то. И дома поднимаю этот вопрос родным. Что-то происходит. Что происходит? Ну, что-то, я говорю, мужиков нету на улице. А мне говорят дома, что ты, дурак, что ли? Говорит, мобилизацию же сказали. Я говорю, что за хрен мобилизация? А я весь в работе, я откуда знаю, блин? Что за мобилизация? Телек я не смотрю. Телек вообще нету, по идее, блин. Нахер нужен. У всех телефон. И в итоге, короче говоря, мне говорят мобилизация. Ни хера себе, блин. Что за мобилизация? А в этот момент у меня, как говорится, бывшая, так скажем, уже жена упиздила домой, короче, к себе, блядь. В регион. И в итоге, короче говоря, никого нету, этого нету. И в итоге, короче, вот эти 3 дня я думал. В итоге я понял, что уже, когда я уже вкурил эту тему, пошел
точно убедился, что мобилизация и реально мужиков нету на районе, блядь. Ну мало, какие-то старики только ходят. Где молодежь, блядь? А они, оказывается, все по съебкам дали, нахуй, блядь. 15-20 километров пробки, блядь, нахуй. В Саратове, в Казахстан, в Оренбурге. Везде нахрен. Они, блядь, на границе узкожопые эти, блядь. И все узкожопые, главное, блядь. Там нет наших, блядь. Там не было наших, блядь. И везде только были узкожопые со своими сраными 777 номерами, блядь. Вот оно чё, блядь. Все на машинах, блядь. На своих. Ебашили в Казахстан, блядь. Понимаете, смысл какой был? Вот эти 3 дня. И вот эти 3 дня, которые я думал, произошло 24 сентября. Все. Я, короче, намылился и съебался тоже. И все. Потому что я точно для себя знал. Я мусульманин, я не убийца. И плюс моя тетя оттуда. Нахуя я туда пойду, блядь? Нахуя это вообще мне надо? Что-то я не понимал вот в этот момент вообще, что происходит, по идее. Ну, происходит мобилизация. Нахуя мобилизация? Вот это. И вот в течение 3 дней я решил, что надо валить, блядь. И свалил нахуй. И все вот. Примерно так. И помню, что, блядь, нахуй, мне орали вслед. Помню, армян был, блядь, таксист, который вез меня. Ублюдок. Мне орал, блядь, то, что я дезертир, блядь. Сука, я хуевал. Он, ублюдок, оплату берет у меня, блядь, нахуй. Еще на деньги кинул он, гандон, блядь. Сколько там тысяч я ему дал, блядь. Договорились. То ли, нахуй, 5000, нахуй. А он вроде бы, блядь, 7000 почему-то взял, блядь. Вроде бы, на сколько-то денег меня кинул он, короче. Довез меня до КПП и бросил меня там. И менты сказали, без машины нельзя проезжать пешком, блядь. Что такое, блядь? А он меня высадил с машины. И меня кинули, короче. И я топал обратно, нахуй, блядь. С этого, сука, КПП, блядь. Вот такая ситуация была у меня. Пиздец там было, что. Это моя история, блядь, так, отдельная. Это долгая история, конечно. Так, я вкратце говорю. Вот такая тема, блядь. Так ты по факту свалил? Да, я свалил, конечно. Рассказывайте дальше. 100 раз написал о помощи вам, а вы дальше говорите удачи. Что-то я не понял. А какой... Они были с нами, но они не были наши. Рассказывайте дальше. 100 раз написал о помощи вам, а вы дальше говорите удачи. А где вы написали 100 раз, я не могу понять. Если тут есть кто, комментарии можете написать, кто что написал, узнайте, пожалуйста. Кто это написал, что написал. Я же не могу сюда в комментарии писать что-то. Брат Башкир, пусти украинца в голосовой. Не могу пустить, потому что у меня эфир идет, честно. Ты с переводчика говоришь? С какого переводчика говорю? Я Телеграм читаю. Нет, у меня здесь эфир идет в Ютубе и в другом ТикТоке. У меня 2 ТикТока, Ютуб сегодня. Я не могу, честно, в эфир запускать кого-то. У нас тематика собьется. Ну, суть, короче, я говорил, кто может помочь познакомить с вышестоящей делегацией в Украине, которые услышат, что нужно помочь с Башкортостаном, Татарстаном разобраться насчет того, что мы хотим собрать войска против Москвы. Вот эту тему надо развить. Вот такой был вопрос. Можете даже посмотреть там, если здесь непонятно, я же сегодня излагал это еще в 5-минутном своем этом. Там есть у меня везде на 2 каналах есть 5-минутная тема, короче, там. Я говорил, что о чем там вообще я говорил там. Полностью я изложил, как что.
Если вы хотите помощи, у вас сейчас 18-летних хотят забрать. Что ваших не забирали 18-летних, не трогайте детей. Мы готовы пойти. Но для этого, по нашим условиям, это освобождение Башкортостана, Татарстана, других регионов и уничтожение Москвы. Для этого нам нужно оружие, боеприпасы. Все. Люди не нужны, люди найдем мы сами. Нам нужно оружие. Вот это я вам хочу донести. А это надо вам сказать там в Киеве кому-то, передайте это. Я не знаю кому. Сообщите кому-нибудь. Явно не ментам, военным надо говорить. Военным надо что-то сказать. Брат, я писать устал уже, рад, что такие, как ты есть, пусть Аллах тебе помогает. Да, благодарю. Нет, ну ты запишись, братан. Варфоломей, короче, напиши мне в телегу напиши, там же пацаны сидят у нас, как говорится, все нормальные люди. Запишись туда, в телегу, не теряйся, может, телегу, короче, запишитесь. Кстати, вот та девушка, которая тоже писала мне, или девушка, или мужик, я не знаю, так и не понял, который что-то рассказываете дальше, вот. Ёпта, мужик это, я думал, это женщина. Александр, пишите мне в телегу запишитесь. Мы же в телеге каждый день 24/7. Туганар, короче, извините, здесь мы с украинцами как бы разберем эту тему. Короче говоря, напишите мне в Телеграм. Телеграм у меня везде есть. Под любым видео у меня есть Телеграм. Хорватия, беженцы. Вот, держу Телеграм. Хорватия, беженцы. Туда напишите, потом мы с вами спишемся, созвонимся там, туда и сюда, короче. Главная задача, как говорится, наша, найти в этом в эфире связку, кто связан с военными Украины. Вот конкретно с ними. Чтобы доклад сделать конкретный, что Башкортостан с Татарстаном готов бороться за независимость свою, во-первых, и взять оружие в руки против Москвы. То, что вам нельзя стрелять, мы будем стрелять. Дайте нам это то, что вам нельзя стрелять. Мы будем все хуярить на Москву, блядь. Нам похуй, блядь, не жалко москвичей нам. Заебали уже. Там тебя в окоп возьмут против Москвы. Езжай, тебя уже ждут. Благодарю, я всем передам. Благодарю. Да, в телегу пишите. Здорово. Ты с Казани? Я с Уфы. Все, благодарю. Если кто устал, пишите в телегу. Потом завтра спишемся. Если вдруг в телеге меня нет, вам ответят хорошие братья. Ответят вам в телеге. Так, идем дальше. Перші північнокорейські штурми піхотним м'ясом кадрі з канала ворога орієнтовно за середину грудня. Короче говоря, карта, я как понял, этих узкоглазые придурки, это, как сказать, блядь, в стоге сена точно найдете, блядь. Да хрена эти крысеныши, блядь, нахуй, узкоглазых, которые прут, получается, и, ну, как сказать, блядь, не 5-6 человек, как узкожопые, блядь, ходят, нахуй, да, блядь, на боевые задания, а тут, нахуй, целая, блядь, рота прет, нахуй, и им похуй, блядь. Конечно, там, блядь, 300 человек ёбнули, говорили, да, или сколько их ёбнули, блядь. Все на мясо уйдут. Тупизм, нахуй. Так. Охотиться на животных – признак психического расстройства. Стрелять для удовольствия нужно в украинцев, заявил питерский депутат Алексей Зинчук. Понимаете, какими-то маразмом, блядь, нахуй мы живем, блядь. Питерский депутат, блядь. Да Питер тоже мы будем разъебывать, блядь, нахуй. Москву постоянно говорим. Питер тоже будет в разъебе, блядь. Но туда, как говорится, как раз-таки пойдут те, которые воюют за Ингрию. Вот они пусть пиздуют туда, блядь. Свой Питер освобождать, нахуй. В первую очередь, блядь, мы уничтожим Москву, блядь. Питер, нахуй, нам не интересен, блядь.
в Москве, как говорится, потайные ходы хочется посмотреть. Где же они находятся все-таки, блядь? И взорвать их нахуй надо, чтобы никогда не были больше там какие-то, блядь, подземные ходы, блядь. Это ненормально, когда человек идет убивать животных и испытывает какое-то удовольствие. Мне кажется, к врачу надо отправлять такого человека. Для удовольствия, если хотите пострелять, едьте, пожалуйста, в зону СВО, сказал политик. Понимаете, вот это просто блевотина, блядь, нахуй. Получается, для узкожопых украинцы это животные даже. Рядом не стояли, типа. Представляете, какое сравнение идет? После этого Башкортостан на Татарстан, вы думаете, что люди, что ли? Вы люди, что ли? Башкортостан с Татарстаном, думаете, сіз кешемани, а? Сіз адаммани? Что-то я не могу поверить в это. И вы думаете, тем самым, блядь, угодить этим московским пидорасам, Хабирову, да, в конце концов, блядь, нахуй. Так вы любите Хабирова, блядь. Миниханова, да, любят татары, блядь. Вы что, ненормальные, честно скажите, блядь. Садомаза у вас в голове, блядь, мне кажется, блядь. Мазохисты конкретные вы, блядь. Вы бьет, значит любит, нахуй. Вот из этой категории, блядь. При вас читаю, если есть кто, люди из Башкортостана, Татарстана, при вас читаю про украинцев. Украинцы мне пишут, вот, из Сумов, там, с Харькова пишут мне люди, что у вас, у них там пиздец. При вас читаем, блядь. Там нет нацистов. Там нет нацистов, блядь. 1000 раз уже говорю, блядь. Нет нацистов там, блядь. Не там ищите, блядь. Блядь, уроды. Почему, блядь, нахуй? Вот мне, вот честно, вот как человеку, мне стыдно, блядь, за свой народ, блядь. Вот я это признаю, нахуй. Но вот этот народ, как раз-таки, манкуртский народ, нам нужно признавать. Вот этот манкуртский народ украинцам нужно объяснять, что это манкурты, это не мы. Истинные башкирты, истинные татары – это мы. Истинные казахи, узбеки, кыргызы, таджики – это мы. Вот мы истина. Мы истина, которые хотим, как говорится, пронести эту свою жизнь именно истиной. Это мы истина. А эта путинская марионеточная хуйня под названием манкурты, все поголовно, и чеченцы внутри манкуртов, все буряты, как всегда говорю, горизонтально, перпендикулярно, начиная с Грозного, заканчивая, блядь, Саху, вот это, блядь, всю пидорасию ебаную, она вся состоит из манкуртов, блядь. Это не мы, это не Нохче, это не дагестанцы. Это просто, нахуй, потерянный народ, который продал, нахуй, свой, как говорится, народ, как говорится, за какие-то гроши, нахуй. За гроши какие-то продал. Понимаете? Не о том, что я говорю, что все на СВО идут за 200 тысяч. Нет, это весь народ. И женщины там относятся, и дети относятся в этом флаконе, и мужики, все, которые дома, которые на этой, так скажем, на гражданке, блядь, или как это называется, в тылу, блядь, ёп. Война же в тылу, блядь, значит. В тылу, блядь. В тылу это манкурты. Но оттуда нам надо отсеять еще нормальных. Вот этих нормальных, сука, блядь, вытащить оттуда 30-50, с кем мы пойдем, блядь, против Москвы. Ну, когда это произойдет, я не могу сказать. Вот этого я не могу. Вот собрать, я хочу их собрать. Все действия хочу перенаправить к этому, чтобы вы собрались. Я не знаю, собрать. Соберитесь. Аллаха юлында соберитесь. Ради Аллаха соберитесь. Я не знаю, как вам подействовать. Аллах Та'алям вам подействует, иншаллах. Будем делать дуа, чтобы, как говорится, у вас мозги вправились вот за эту ночь. Чтобы вы оклемались, стали хуякс и поняли, что москвичи это шайтаны. Чтобы вам мерещились. Вы будете смотреть на узкожопых, и чтобы вы видели шайтанов в них. Кстати, вот, как раз, вот, я закидывал сегодня, вот этот эфир, смотрите. Тамара Гастериш, ты не болен? Это ты мне? Я не болен.
путинососы, нахуй, все вы больные, нахуй. Я не болен, нахуй. Аллаха шукер, блядь, нахуй. В трезвом уме, нахуй. Я же не вы, не как вы, алкаши ебаные, нахуй. Хуесосы узкожопые. Так. Вон, особенно вот как вот здесь вот. Этот комментарий. Ряженые мужики церквей, блядь, нахуй. Я же, нахуй, не из ряженых, нахуй. Не из педиков ваших, нахуй. Вы своих педиков, нахуй, спрашиваете, больны или нет, нахуй. Пусть вытащит, как говорится, бутылку из жопы. Вот, как раз же вам Ткачев даже поп, блядь, об этом говорит. Уебище, куда ты там делась, овца ебаная? Иди сюда, нахуй. Узкожопая, мразь. Так, поп Ткачев, вот вам это относится. Слушайте Ткачева, нахуй. Выяснил истинную причину войны. Все дело в том, до этого я уже говорил, но тут более коротко. В том, что мужчина мастурбирует и проливает семя не в лоно родной жены. Теперь Бог разгневался и наказывает Россию хаймерсами. Их там, похоже, серьезно с Когора развозит. Ну да, конечно. Конечно, они проливают не туда. То в жопу долбятся, то в рот дают нахуй друг другу. Конечно, нахуй, не туда заливают нахуй. Ну, ебанутые, сука. Косоглазие, ёпта. Заливайте хоть, блядь, нормально. Хоть, как говорится, начнется чуть узкожопые рождаться, может, нормальные начнут. Хуй его знает, нахуй. А так лучше не надо даже. Я же вам сказал, блядь. Вы пизденки подбревайте, готовьте свои пизденки, нахуй. Ебать будут, нахуй, наши вас, блядь, нахуй. Нам надо теперь... Сколько нас, башкортов, татар вы уничтожили? Столько мы заберем с вас. Не ссыте. Мужиков в ГУЛАГу нет, нахуй. В ГУЛАГ, нахуй. В тайгу, Сибирь, нахуй, отправим. Якуты вас будут ебать, нахуй, во все щели. А женщин оставим, поделим по всей пидорасии, нахуй, чтобы вы рожали, нахуй. По 5-10 детей будете рожать, нахуй. Рожалки ебаные вы. Вам же сказали, что вы, сучки, рожалки свои жалеете? Рожайте, пока рожается, рожалками вашими. Вот мы будем как раз под этим лозунгом, бумерангом вас ебать. И будете рожать нам, как говорится, уже мусульман, а не крестоносцев сраных. Ублюдки. Как говорится. Конечно, вас еще, блядь, перед тем, как передебли, надо еще в кислоте окунуть нахуй. Хорошо, блядь, там окунуть нахуй за волосы, блядь, помыть нахуй, чтобы не заразиться нахуй. Всякой хуйней, блядь, от вас, блядь, еще вдобавок. Чтобы от вас что-то еще рожать, блядь. Так. В письме нового заместителя председателя правления «Газпрома» Елены Илюхиной от 23.12.24 предлагается сократить центральный аппарат «Газпрома», штаб-квартиру в Санкт-Петербурге. Это по Ебутину мы уже читали, блядь, тот день. Ну, короче говоря, да, мы это читали. Что-то я не понял, сегодня какое число? 16-е. Это повторение прилетело здесь, мы читали об этом. Так, идем дальше. Короче, в «Газпроме» хотят сократить иждивенцев, вот этих, блядь, богатых, нахуй, которые в Питере сидят. Коротко вот так, об этом была речь. Пошли они нахуй. Почему твой голос с опозданием? Ольга, отдайся, озолочу. Да? Из этой категории, да? На букву О. Стишок может вам рассказать. Голос почему? Ну, есть голос, чтобы приходил, на YouTube садись. Подписывайся. Негативщики тоже в YouTube залазьте. Подымайте мне эфир нахуй, ублюдки. Так. Можем объяснить, я это читал, не читал, блядь, тут уже хз, блядь, я что читал, не читал, уже туплю, блядь. Тут новостей хуево туча. Так, какая-то хрень. Вот интересная тема как раз таки, давайте вот. В
какие страны Евразии опасно и безопасно ездить противникам Кремля? Зеленые, условно безопасные страны. Ну, это как бы Европа. Красноватые, условно опасные страны. Беларусь, Казахстан, Армения, Грузия. Страны, где могут возникнуть проблемы. Это Узбекистан, Китай, Турция. Еще тут внутри Европы, это явно, блядь, вижу внутри Европы, это, ну, не знаю, как-то увеличу вам, покажу, нет? Ну, это можете посмотреть где-нибудь. Вот это зеленый, как бы, это нормально, и как бы красный это жопа, нахуй. Ну, краснота, понятно уж, блядь. Звезда красная, нахуй. Армения, Грузия, Беларусь, Казахстан. А, еще Кыргызстан. Ой, блядь. Кыргызстан это жопа, нахуй. Это пиздец, красная зона, нахуй. Красная зона, блядь, нахуй. Помню, блядь, вспоминаю, нахуй, армию, красную зону, блядь. Красная речка называлась, блядь, в армии райончик, блядь. Как это дыра, нахуй, деревня. Деревня Красная речка, наверное. И туда дагестанцы плакали, чтобы не ехать туда. Оказывается, в Красной речке служили только одни дагестанцы. А почему они плакали туда ехать? Потому что там друг друга они, блядь, нахуй могли, так скажем, блядь, точнее, не могли друг другу напрягать, но приходилось напрягать, короче говоря. Дрочево конкретное, нахуй. Весь полк состоит из дагестанцев. И полы драть, и очки пидорить, все из дагестанцев. Поэтому, как говорится, они боялись в Красную речку ехать. Вот такая хуйня. И тут тоже вот просто в тему вспомнил, блядь. Так что, когда избавимся от пидорасии, нахуй, явно дагестанцы будут создавать свою армию и будут у себя в Дагестане служить. Нехуй ездить им в Уссурийск, блядь. Или Хабаровск. Итак, что делать? Важная инструкция, которая поможет избежать попадания в тюрьму. Меня объявили в розыск, допустим. Россия разыскивает почти 40 тысяч человек за совершение различных преступлений, в том числе против общественной безопасности, сообщила Генпрокуратура РФ. Проект ОВД-Инфо в конце 2023 года отмечал, что по политическим делам преследуется 3424 человека. 3424, блядь. Объявлен недавно розыск, расследователь МО Илья Давлетчин вместе с юристами подготовили инструкцию, которая может снизить риск попадания в тюрьму по политическому делу. Прочитайте ее и перешлите своим друзьям. Как узнать, есть ли дело против меня? Самый простой способ – заказать справку об отсутствии судимости на госуслугах. Если вы объявлены в розыск, об этом будет указано в документе. Также свою фамилию стоит проверить на базе розыска МВД. Там дохуя еще читать надо. Второй. А я в базе розыска. Что делать? Самый первый шаг. Наймите адвоката и предупредите своих близких. Окей, дальше. Третье. Где мне безопасно находиться? К сожалению, список безопасных мест относительно небольшой. Это страны ЕС, США, Австралия, Япония, Канада, Южная Корея, Швейцария и Великобритания. В силу их политических позиций. Говорит практикующий юрист. А где небезопасно? Самые опасные это Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан. О, и Узбекистан еще в красные. Но там пока синие, там, конечно, в карте. В Грузии правозащитники сообщили о похищении там активиста Рафаила Шепелева. Он оказался в российском СИЗО. А Армения небезопасна. Были случаи задержания россиян по запросам, но ни один не закончился выдачей. Что еще нужно сделать? Обратиться в Интерпол с заявлением о политически мотивированном характере преследования. Подайте документы на предоставление убежища. В случае положительного решения вы получите синий паспорт и право на работу. Также вы можете податься на гуманитарный ВНЖ. Здесь список стран, где это сделать проще. Постарайтесь не нарушать правила пребывания в стране, где находитесь. Нарушения могут быть основанием для лишения ВНЖ. Вот такая хуйня. Это так, наброски. Ну, это для тех, кто не в курсе и который хочет Себастьяну сделать. Эфир с психушки. Ольга, давай, отстань нахуй. Иди пизду спи уже. Так. Башкортар урос не брат, живите врозь. Само собой. Салаватовый салям. Мы за Алсынова спросим.
Обязательно за всех мы спросим, блядь. За 80 людей, которые посадили, еще спросим. А тут пишет мне Ольга, это овца, блядь. Психушка, психушка. Ольга, овца, тупорылая. Если это психушки, как говорится, тебе не хотелось бы слушать, надо было, блядь, создавать, как говорится, против Путина какие-то действия, а не пиздеть, ходить с плакатами «Путин, уходи, Путин, уходи». Понимаешь? Это навальнистские ваши действия не прокатят, нахуй. Ни Каца, ни Ходорковского, ни все это поебутины, нахуй. Ничего не поможет, ублюдки. Руки, нахуй, брать, оружие надо. Дебилы, вам тоже. Против Путина, но не против нас. Если вы против нас пойдете, выебем и высушим вас всех подряд, нахуй. Будете, нахуй, потом там свои вонючие портянки сушить, нахуй. В московских болотах, нахуй. Ублюдки. Вы же, блядь, нахуй, изначально зародыши неправильно родившиеся ублюдки, нахуй, понимаете? Неправильно, нахуй. Вы уже, блядь, нахуй, спермы не туда понесевшиеся люди, нахуй. Уже в сперме вы уже, блядь, не такие маньяки, нахуй. Вас там уже, нахуй, не так, блядь, как говорится, ебли. The Insider пишет. Когда я узнал, что войска Асада и России ушли, сразу понял, турки начнут операцию. Как курды готовятся к войне за выживание. Репортаж The Insider. Пока Сирия празднует падение режима Асада, на севере страны настроения совсем иные. Воспользовавшись хаосом, Турция и ее прокси сирийская национальная армия пошли в наступление на курдов. В считанные дни автономный регион потерял два крупных города – Тиль-Рифат и Манбидж. Последние десятилетия курды фактически существовали в Сирии как квази-независимые государства. Новые сирийские власти из Хайт Тахрир Аш-Шам на встречах с турецким чиновником вовсю обсуждают необходимость разоружения курдских сил. Курдам помогает США, которым они нужны как эффективные союзники в борьбе с ИГИЛ. Но пока не похоже, что американцы готовы вступиться за курдов в противостоянии с Турцией. Ну, это так, окей, турецкая тема. А нас больно это Турция, лично меня нахуй не интересует, блядь, мне похуй, блядь. Главное, Сирия была свободная, Аллах шукр. И Палестина будет, иншаллах, тоже свободная. А Турция ничего не будет, нахуй. У них же 84 миллиона, хули им будет, нахуй. Они же, блядь, и там сидят на стульях, и тут сидят, нахуй. А кто подъебыши никогда не умирает, блядь. То там отсосут, то тут отсосут. Им ничего не будет, нахуй. Поэтому Башкортостан и Татарстан должен понимать, что мы не Сасандро, нахуй. Мы, как говорится, ебандро. Мы будем ебать, нахуй, узкожопых. Вот и все. А кто сосет, пусть сосет дальше. У кого хочет. Нам похуй. Так, тут что происходит, блядь? Многодетный отец из Туапсинского района погиб в зоне СВО. А, хули, блядь. Тут их целая куча, я так понял. Уволить многодетного отца нельзя, а убить можно. Так называемое правительство Тывы поддержали законопроект, запрещающий увольнять единственного кормильца в многодетной семье. Сотрудника нельзя будет уволить, если у него 3 или больше детей младше 14 лет. Он единственный кормилец в семье, а второй родитель не работает. Зато мобилизовать многодетных отцов в 2022 году можно было. Многих из них не отпустили домой до сих пор. Тех, кто выжил. Если же многодетный отец, воспитывающий 5-8 детей, сам изъявит желание подписать контракт с армией, очень быстро будет отправлен на фронт. Никто даже отговаривать не станет. Вот, понимаете как? Башкортостанда да шулай бит инде. Күп балалар бөтенесе китте бит инде анда. Но для нас мы понимаем, кто-то они такие. Это манкурты. Нам похуй. Мы их по одну гребенку кладем, блядь. Баласы, барма, юкма, какая хуй разница, блядь. Это манкурты, которые, как говорится, позарились за деньги. Все. Все. То, что у него там нищета, блядь, это мы знаем. Это не причина, блядь, нахуй. Не причина, блядь. От того, что, блядь, надо бежать на войну, там бабки зарабатывать. Как будто, блядь, урым біткән башка жерде акча эшләргә, блядь. Вот не могу понять людей. Это означает, блядь, человек сам по себе слабый. Слабые люди идут за легкими деньгами. Это то же самое, что стать барыгой, нахуй. Барыгой? Кто такие, блядь? Тоже слабые люди, которые думают, блядь, нажиться на торговле. Вот и все. Но именно нажиться на наркоте, блядь. А есть такие нормальные торгаши, блядь, которые могут торговать, блядь, нормальными вещами. Но
Между ними, конечно, есть отличия. Слава Украине, да. Слава Украине, слава Башкортостану, слава Татарстану. Если так можно назвать. Олга! Юхлоп Ятмаска. Я не за деньги пошел. Марат Заманов. Аузана тащим, блядь. Нахуй пишешь тогда сюда, блядь. Я не за деньги пошел, да я главное пишет сюда, блядь. Удивляюсь над такими людьми, блядь. Это пиздец. Слава свободным народам поддерживаю. Ольгу не поймешь, блядь, нахуй. Ольга, что ты заливаешь, нахуй, здесь, что ли, нахуй? Иди уже успокойся, иди подрачи, нахуй. Отстань. Так. Так, в тот день мы об этом читали, нет? Вот, идеальные манкурты, деградауны растут, как и их родители. Мальчик испугался Путина. Новогоднем поздравлении народа президентом России. Не пугайся, этот дядя, он нашу планету создал. Он, если что, самый главный и хороший очень, ответил старший брат с извращенным мышлением. Ну-ка послушаем, что за хуйня. Есть звук? Мама, не пугайся. Да ладно. Аша, не пугайся, это дядя. Он нашу планету создал. Он, если что, он самый главный и хороший очень. Пиздец. Трое каких-то, блядь, узкоглазых, нахуй. Я хуею, блядь. Я не знаю, откуда они, блядь, сука. Ай, бля, я херею, блядь. Или башкортлар, или бурятлар, блядь, или кто они, блядь, нахуй. Главный, блядь, ребенок старший, младшим говорит, я боюсь. Говорит, не бойся, он нашу планету, говорит, это Путин насос создал, блядь. Нихуя, блядь, мышление, блядь. Детей, блядь, планету создал, блядь. Хз, блядь. Порой херею, блядь, над людьми. Блядь, что-то я опять назад попал, что ли? Что за херня? Короче, я что-то до новостей не дошел, ушел, блядь. Давайте, ладно, то, что новые закинули, будем читать. Так, я ищу комментарии. Начал гуглить. Марат Заманов. Да Марат Заманов, блядь, он манкурт какой-то, иногда нахуй. Или урус, блядь. Где живете? В Европе. Так, мында рахмат 2 киши утыра. Уртада, ютубта 74 киши утыра. Тиктокта 16 киши. Хазыр гына 25 кишиге, 16 киши утыра. Марат Заманов, сен башқұрт білмеймін сен манқұрт, блядь. Сен жазғанын көресіңмі, юқмы, блядь, вообще? Қойдан келіп шыққансыңдар, блядь. Окопта ятасың мында, блядь. Астыңа сиіп, блядь. Так. В Башкортостане где жили? В Уфе. Уфа, город Уфа. Есть такой город? Уфа бар ма әлі? Орында ма? Уфа орында ма? Хабиров сатып ішмеді ме? Хайуан, блядь. Так, ладно, идем дальше. Так, тот самый из башкортов пишет, опять как откуда-то что-то откопал. Давайте прочитаем я вам.
Егошние опять писанины, или его, или опять подписчиков. Габбасов на связи. Для всех, наверное, уже очевидно, что мир меняется, на глазах наступает время сильных. Международный закон не работает, их откровенно игнорируют или просто приступают. Это касается и территориальных захватов, аннексии территорий, так и неисполнения постановлений ООН или Международного уголовного суда. Вот сейчас я вот здесь отмечу я его, да потом пойдем читать. Я вниз не смотрел еще, он очень длинный, короче. Подписчик или нет? Ну, от Габбасов выходит. Смотрите, мне даже смешно становится это. Забегая вперед. Дальше что говорится, я не знаю. Вот при вас читаю, новые закинули пацаны, и сейчас читаем, короче. Харагас, Дуслар, Планар. Вот и на русском, и на татарском буду говорить. Мында, вот здесь, да, ведь? Интересная тема. Международный уголовный суда ООН. И тут давайте вспомним мои слова. Я вам постоянно говорю, Башкортостан, Татарстан, Ичкерия, Дагестан, если тут есть вот братья Кавказ. Кавказ на связи. Также Украина вдобавок. Бурятам туда узкоглазым, братьям нашим, всем говорю так, в одну флакон. Это вся ваша территория, ваша территория. Теперь самое интересное. У нас нет хозяев. У нас нет хозяев. Каждый должен это признать. У нас нет хозяев. Вот я вам прям близко въебало свое показываю. У нас нет хозяев, блядь. Туганар, бездаю хужа. У нас нет боссов, блядь, нет. Не знаю, как это, блядь. Боссов нету у нас. Сверху нет боссов, сзади, спереди нет боссов. Он, блядь, хуён, блядь, нам ничего, блядь, не говорит, поймите. Нам до пизды. Мы еще недоделанные, теперь обосновываю, недоделанные республики. Мы не до независимые нахуй еще. Еще нас, грубо говоря, нахую вертят. Понимаете? Мы еще вообще не родились еще, блядь. А мы родимся когда? Когда сдохнет Путин. Тогда мы сразу родимся. И теперь, когда вам что-то говорят, что он так нельзя, вот как тут пишется, да, это, нам все можно. Украинцы, подавайте только нам, как блины, оружие, нам все можно. У нас нет хозяев. Мы басмачелар, мы басмачи, мы головорезы. Нам все можно, нам до пизды, блядь. Кто что говорит, блядь. У нас американцы не хозяева, у нас Европа не хозяева, Путлер нам никто. У нас нет хозяев, блядь. Мы сами по себе, нахуй. Вот и все. Поэтому, исходя от этого, значит, если у регионов нет хозяев, это должен каждый понять это, проникнуться этим. У нас нет хозяев. Значит, над нами, как говорится, никто не управляет. Значит, мы сами по себе. Исходя от этого, наша задача уничтожить Москву, взять уже официально свою независимость. Вот в этот момент как раз-таки тыкнуть у ООН, что мы независимые, теперь вы можете с нами общаться. Все. Вуаля. Эшбетте, блядь. Работа закончена. Но для этого надо просто 3 дня уделить вашего времени, дорогие мои. 3 дня вашего времени. Больше не займу. 3 дня. Поход до Москвы. Туда и обратно. 3 дня. Разъеб Москвы. Возвращаемся. Как они говорят. Киев 12 обед. В час ночи трахаемся. Там что-то и хуяс 3 года нахуй. Никак не могут дойти до Киева, блядь. А у нас так не будет. У нас сразу будет конкретно банкет нахуй. На разъебанных нахуй руинах, блядь, нахуй Кремля. И кто хочет, блядь, может съездить на взрывы нахуй посмотреть Москва-Сити. Нормальная тема. Будем взрывать их до талого нахуй. Нахуй они нам нужны, блядь. Память этих пидорасов, блядь. Все нахуй равняем, блядь, землей вместе. Все. Все на руинах. Будем готовить плов. Чак-чак нахрен. Танцуем лезгинку.
И по домам нахуй. На Кавказ кто в Урал, блядь, кто в Украину строит, как говорится, свою независимость. Вот 3 дня, блядь. Банкет на последний день. Фуршет на всех, блядь. Накрываем, блядь, как говорится, от Кремля, блядь, до Варшавского шоссе, блядь, нахуй. Километров 15 где-то оно выходит. Ну вот 15 километров. Длинный стол, нахуй, сделаем, блядь, нахуй. И будем чаевать, нахуй. Так что давайте, Туханнар. Только такая нам стоит, как говорится, задача. Читаем дальше. На наших глазах происходит передел устоявшихся границ с открытием притязаниями на территории соседних государств. Мир будет и дальше меняться. Хорошо это для башкир или плохо? Как мне кажется, что в такое неспокойное время у нас больше шансов обрести независимость, чем если бы продолжалось время стабильности международных законов, где целостность государства превалирует над правом нации на самоопределение. Я уже высказался. У нас нет хозяев. У нас нет... Чё? Просто я красиво не умею говорить, Туламар. У нас нет... Превалирует над правом найти... Что там? Нации на самоопределение. У нас нет этого. У нас нету этого. У нас нету каких-то, блядь, самоопределений. У кого-то там, блядь. Мы сами себя самоопределяем. Мы определяем сами себя. Нам не нужны хозяева. Кого вы определять хотите? Над нами, блядь. Над нами. Мы сами себя определить хотим, блядь. Исходя от этого, чтобы нас самих определить, вам всего лишь нужно, блядь, послушать, как говорится, Габасова. Читаю Габасова. Послушать Кашапова. Послушать тех, которые хотят независимости. Ахмад Закаева. Дагестанских. Каждый свою нацию. Бурятов. Всех. Эрзем Окша. Сырось или Сыроянь Булаянь. Вот этот. Сырейс Булаянь. Его. Проблем нет. В чем проблема? Соберемся 50 тысяч с каждого. Или по 25 с каждого, кто близко живет друг к другу. В общем, короче, по полтиннику с каждого региона и на Москву, блядь. И все. И здесь самоопределение, как тут пишется, вот это, нации, блядь, никому не нужно будет докладывать. Все, просто идем, как говорится, самоопределяемся, потом Путина выносим к памперсу, блядь, заставляем одеть ему памперсы, нахуй, само собой, блядь, нахуй, на голое тело, блядь. И он в памперсах, как говорится, и все, в тюрьму, блядь. Все. Вот. Вот это и есть, как говорится, во-первых, это позорище, нахуй, на весь мир, блядь, само собой. Позовем папарацци. Кто кому к нему приезжал, этого гондона, блядь, сука, индюка ебаного, гусь, блядь, ебаный, с Америки приезжал, блядь, один, черт, блядь. Вот его притащим. Этот, что за журналист сраный такой, без вазелина, который лезет. Его притащим. Какой-то Майкл Наки или как его, блядь, или хуй, короче, обинь какой-то. Его притащим, пусть он у него напоследок возьмет интервью до тюрьмы. Хорошо посидит с ними. Да, смерть врагам. Скажем, смерть врагам. И этого долбоеба американца отправим обратно нахуй. Пусть он доклад сделает, что это Путин в памперсах нахуй. И успокоится, блядь. Ты сначала выучи, как его зовут, а потом прыгай. Нахуй его учить, блядь, нахуй. Нахуй они мне сдались, нахуй. Главное, я знаю одного врага, блядь. Он же мне не враг, он американец, блядь. Американцы мне не враги в данный момент пока. Они в Кремле не сидят. А вот, как говорится, в Кремле у меня есть враг. Так что вспомним. Не ссы, Машка, блядь. Так, ты все равно будешь наша. Сейчас для нас... Так, сейчас дальше идем. Сейчас для нас наступает очень удобное время. С одной стороны, Россия ослабла и будет слабеть дальше. Ее вооруженные силы практически уничтожены, экономика в кризисе, узкий людской потенциал ослаблен, нет никакого перспектив, что пидоросия станет сильнее и начнет жить лучше. С другой стороны, из-за откровенно шовинистической внутренней политики
Путлера по отношению к коренным народам из-за превращения национальных республик в бесправные колонии, национально-освободительные движения получили стимул для борьбы и агитации своих идей за независимость, на кого башкиры могут в первую очередь рассчитывать, пытаясь обрести независимость. Да, вот вопрос вам. Габбасов задают, на кого? Я знаю, только Аллах Талямге мы расчет даем. И наши действия. Наши действия и Аллах Таалям безге ярдам берешек. Аллах верса. Конечно, первый союзник для нас сегодня это Украина, потому что она является врагом для России. Враг моего врага, мой друг. Также мы видим, как все сильнее и сильнее становится организация тюркских государств, и в частности лично Турция. Турция на глазах превращается с мирового лидера, за плечами которого несколько крупных геополитических побед – Кавказ и Сирия. Армия Турции становится все сильнее, она выпускает одни из лучших беспилотников Байрактар и Анка в мире, танки Алтай и самолеты пятого поколения Кан. Но Турция не только сама вооружается, но она еще вооружает армии тюркских стран. Все сильнее становится и самая близкая для нас тюркская страна Казахстан. Вот это более интереснее, да. С Казахстаном мы само собой, но не с Турцией нахуй. С Турцией я как нахуй срать рядом не сяду, пидоры. Она укрепляется экономически, растет в численности. Мы видим, как казахский народ всецело поддерживает башкир, а также другие тюркские народы России и их стремление к независимости. В будущем мир будет делиться на большие геополитические союзы, объединенные между собой по родству, схожей культуре, религии, менталитету. Одним из таких значимых геополитических союзов будет организация тюркских государств. Ну, не знаю. Все это вселяет надежду, что в момент кризиса, который неминуемо наступает в России, мы, башкиры, сможем обратиться за помощью, и нам помогут наши кровные союзники. Ну это в тот день он говорил об этом, где-то в своем эфире. Он тут в устном виде тоже накатал это. Я даже рассчитываю, что если Москва или соседние с нами узкие регионы пытаются силой нас задавить, мы обратимся за помощью к нашим тюркским братьям, чтобы они ввели свои военные контингенты на территории Республики Башкортостан для защиты башкир. Так у нас есть возможность выжить как народу, других же шансов сохраниться в женическом русском мире у нас нету. Габбасов, опять Габбасов. Вот Габбасов бір әйбәт сөйлей башлайды, блядь, потом артынан тышып қоя, блядь, нахуй. Мен туйларда мына шул бала, Габбасов. Тебе, сеня, меня айтам. Блять, никакие рядом не будет узкожопые территории, Габбасов. И штасыңма меня, Габбасов, отрежьте вот этот кусочек, перекиньте ему, отправьте ему в личном сообщении. Габбасов, киньте ему на WhatsApp это. Габбасов, братан, ишет меня. Bizni qirda bir necha urus bo'lmay, sen аңлайсыңмы shuni, yo'qmi? Senga nenda tilda so'zlarga? Osta Qozog'iston bo'la, shitlari Qozog'iston bo'la, Chilabi bizniki bo'la. Tog'in senga narsa kerak. Дальше ketdik. Перим bizniki bo'la, Komi bizniki bo'la. Tog'in senga narsa kerak. Nenda urusmanda, urus yo'qmanda. Morsha yo'qmanda. Senga nenda tilda so'zlargasan? Tatar tilini, наверное, unutgan tugilsang bilasingdir. Хуею, блядь, Габбасов. Не надо нахуй сюда приплетать тюрков нахуй. Из Турции. Нахуй нам не нужны, блядь. И между нами никаких нахуй пространств не будет, блядь. Праулық-та болмайшақ. Мынандай даже, блядь, мынажындайда не будут узкожопые. Это я так тебе показываю, блядь. Карту приблизительно, чтобы ты понимал, что между Куандыком и Казахстаном нету Оренбурга. Забудь вот это, Оренбургскую область. Нету этого. Там Казахстан как-нибудь его назовут по-другому. Нет, мы должны просто забыть вот эти регионы полностью. Регионы полностью мы должны забыть. Полностью. Просто раз и навсегда мы должны забыть. Казахстан уже давно подумал. Да иди ты нахрен. Кто-нибудь есть тут в ТикТоке какие-нибудь нормальные наши? Мыналарны кутак башларына аузын ябыгызалы. Ким язган, да? Пожалуйста. Комментарии в ТикТоке пошли. Наумат, тебе и в ТикТоке надо сидеть. Что-то заебывают там эти грешники нахуй, узкожопые нахуй, пиздолизы. Вот, надеюсь, я ответил. Короче говоря, между Башкортостанами, Татарстанами ничего не будет. Вот прикиньте. Тут мне... идея. Смотрите. Теперь вас вашим же ответом подъебу.
Кашаповским, Идель-Ураловскими, всем, Эрзе Мокше, всем вам, ответка вам. Слушайте меня. Они пиздели про Идель-Урал. Идель-Урал турында сөйләлдеме? Идель-Урал. Где тут есть Идель-Урал, да? Мы читаем постоянно Идель-Урал, Идель-Урал. Идель-Урал на кем мало бара? Кашапов, да? Идель-Урал. Теперь прикиньте. Идель-Урал, что вы разумеваете под ним? Кто там есть? Давайте я вам перечислю. Башкортостан, Татарстан, Мари, Удмурт, Чуваш. Эрзе Мокше. А қалған Идель-Уралда кем яши? Ну, давайте вот, прикольнитесь. Кем яши онда? Онда да біз яшибіз. Онда да біз яшибіз. Вы думаете, что, создав Идель-Урал, назвали вы Идель-Уралом, и вы в Идель-Урале между собой находите где-то место узкожопым? Вот вам ответочка. Вы же долбитесь про Идель-Урал, а где вы в Идель-Урале видите сквозняк с узкожопами? Надеюсь, я вам ответил. Вот этим те, которые не могут понять меня. Идель-Урал, на которые создали, это вам ответочка с вашим же вопросом, вашим же созданием Идель-Урала. Вам ответ. Между нами нет узкожопых. Между нами в Идель-Урале нет другим, блядь, места. Надеюсь, я вам ответил. Идель-Уралны Казан ханлығында кім занимать еткен? Мына шулар. Идель-Урал инан тишігінен шыққан ол. Идель-Урал дегені Волга қырында яшаганlar. Идель, татарча это Волга, ну, любая река это Волга, как они Волгой назвали эти ублюдки, узкожопые. Идель, бізде ақ Идель. Олар, мында Қазанда Идель нәрсеге дегенler. Кама, хуй поймешь. Короче, Идельда яшаган халық, онда урыс юг. Поймите, урыс юг. Промежутками даже, если вы сейчас со мной будете спорить, промежутками узкожопые были, если... Окей. А ничего, в Казахстане нет, что ли? И после этого внутри Казахстана резко оно же не становится, что это не казахская земля. Как они думают, эти шовинисты сраные, которые в очки долбятся, кричат там: да, Казахстан надо, пусть Путин заберет. Помните эти видосы мне сколько скидывали в телегу? Пусть Путин заберет, ржали, блядь, мы пиздец. Путин, говорит, заберет нахуй. А потом второй день приходит, извиняются нахуй. Мен Казахстанда яшим, кечерим сурым, күтемәсегез, бесплатно берем, күтемә. Вот так русские говорят, короче, потом после этого, понимаете? Исходя от этого, туанлар, поэтому, исходя вот этого мысль Идель-Урала, это мне сейчас в голову пришло, блядь. Ёпта. Говорят же, блядь, нахуй. Айткен гапы билан күтіге сіксе болады. Мана шу. Айткен гапилерге күтілеге сікіп қойдым өзелерге. Идель-Уралцы. Это я вам ответил, блядь. И поэтому и тут и Габасову донесите, что внутри Идель-Урала нет места узкожопым. А то, что называется внутри, как Габасов говорит, Челябинске дохуя, а в Оренбурге дохуя, нам не надо, там не надо, тут... Как будто в Башкортостане нет узкожопых. Вот это не могу. Может, тогда Габасов тебе и в Башкортостане жить не надо, блядь? Ты, когда Габасов начинаешь какие-то логические темы продвигать, я хвалю тебя. Маршин надо, хвалю тебя. Блядь, потом бржирдап, хуякс, блядь, нахуй, ташасында куясың, блядь, заебал, блядь, понимаешь? Ты, блядь, ты бір сөзіңні охырыгача тут та, охырыгача тутырға керек, блядь. Бір башладыңмы, блядь, долби до конца, блядь. Ты как-то, блядь, раз, и то ли у меня, как у меня, у тебя тоже шиза, блядь, заканчивается мысль, и забываешь, на другую перекидываешься. Шунарга айтам, сеңе ярдамшы керек. Сеңе ярдамшы керек қырыңда, понимаешь, кто тебе будет напоминать, о чем тема, понимаешь? Ұнытсаң жазып шық, мына бет мен жазып, ғана айберні оқып отырам, сеңе жауап берем, понимаешь? У меня сразу мысль возникает, а ты вот одно предложение написал, я тебе 10 предложений уже ответил. Понимаешь, Габасов, братан, определись, что у нас среди Идель-Урала не будут узкожопых.
Раз и навсегда я тебе это ответил. Все, забудь. Диктуй под эту тему. Газуй. Все. Тебе, как говорится, дорога открыл я тебе. Главное, как говорится, син урус ягын ала күрмә, блядь. Забудь. Урус юк безне кырда. Безне кырында урус юк. Вот это раз и навсегда забудь. Узбекам то же самое. У вас, вот, напомним, узбекам тоже. Допустим, они говорят, каракалпаков вспоминаем. Они, узбеки, говорят в Каракалпакстане, что перемешка узбеки. Там нет каракалпакской земли, они говорят. А каракалпаки хотят отделиться. Понимаете, вот какая хуйня там происходит. Вот из этой категории. Но если у них есть своя земля, каракалпаков, значит, нам надо им дать эту землю. Пусть как хотят живут, нахуй. Причем тут нахрен, тут узбекская земля, блядь. Вот этого я не могу понять. Автономию дай, хоть что дай, блядь. Да оставь, блядь. Не будь нахуй как Москва, блядь. Это вам касается. Да хуя жалоб я слышу от каракалпаков. Да хуя. Каракалпаки даже вот свой язык не могут выучить. Долбите свой узбекский, блядь. Каракалпакның өзінің тілі бар. Ни куттағамағалар өзінің тілінде сөйләшмей каракалпаклар. Аңнамым. Узбекистан, блядь, я говорю нахуй. Мен Башкортостанға келсем, Узбекистан тоже так же я буду уничтожать нахуй. Если там есть, блядь, нахуй, вот этот мыскыллау, блядь, халыкны мыскыллауы, мы уже чувствуем, уже есть, блядь. Значит, мы менять будем правительство. Правительство будет вставляться такое, которое, блядь, нахуй, создаст условия для каракалпаков. Создаст условия для уйгуров. У меня до хрена родственников уйгуров. Им тоже создаете условия местным уйгурам. Всем места хватит. Мanaqa osh ko'z bo'lmas kerak nahvoy. 100 ta barmoqni ko'tingga og'zingga tiqmasdan, блядь, jallablar. Boshliqlarni hammasini almashtirish kerak nahvoy O'zbekistonni. Заебали. Все больные Москвой, блядь. Это такие гондоны там сидят. Нам не нужны такие коммуняги сраные. Так, идем дальше. Где мы что-то не читали опять. Давайте перейдем в этот. Это так, одна тема была, оказывается. Я, блин, должен вернуться тогда, где я проебал момент. Тут до хрена просто возвращаться. Вспышку я проебал тут. Поэтому... Ичкерия будет свободной и независимой снова. Согласен, она первая выйдет из состава недоимперии. Само собой. Ичкерия, Дагестан, все выйдет, иншаллах. Все вместе мы выйдем. Яшаджаном. Вот здесь, блядь, Ольга сидит, я не могу понять, блядь. Ольга, ты за что топишь, я не могу понять, блядь. Только что, блядь, топила против, блядь. То ли это другая Ольга уже, блядь. Только что топила против что-то, блядь. Сейчас теперь за Украину топит. Хз, блядь, эту Ольгу не поймешь. Подменили Ольгу, нахуй. Ольга, ты определись уже, за кого топишь, блядь. Ольга, отдайся, озолочу, блядь, да? Из этой стиха, из этого. Сейчас Туанар этот проебал этот, где я остановился. Тут просто, если не все прочитаю, просто пацаны закинули, будет этот, жалко, то, что закинули, не прочитал. Так, вот про попы были, маньяки были. А вот маньяк был. Ага, переговоры, вот где-то вот тут я Ишимбай читали. Блин. Ага. Все, почти дошел. Секунду, сейчас, секунду. Туанар, миманда. Сағат 2 тула. Вот я здесь.
Ну, как обычно, вот Екатеринбург. Насчет Екатеринбурга тоже напомню, как раз добавлю к тому моменту. Челябинск с Екатеринбургом мы, как прояснили в других эфирах, оно находится на одном полушарии по городам. Ну, один Челябинск ниже и сверху Екатеринбург. Получается, Екатеринбург тоже будет заходить в Башкортостан. Полностью эта территория вот таким образом, охват идет и наверх полностью это мы должны забрать. Чтобы это, во-первых, под одним, так скажем, глобусом, так скажем, или одна дорога, так скажем, над Челябинском. Вот так огрызками же не будем забирать, блядь. Красиво нахуй, квадратик отрежем нахрен с этого пирога, блядь. Красиво, чтобы было. Вот так вот. Чтобы Екатеринбург, плюс еще напоминает, блядь, сраную долбежницу, нахуй, лошадьми, блядь, Екатерину, нахуй, которая, блядь, всю жизнь, блядь, долбилась какими-то лошадьми, нахуй. А вдруг она долбилась нашими башкирскими лошадьми. Так что месть Екатеринбургу, блядь. Екатеринбург будет уже не Екатеринбург, а нормальным нашим Башкорт-Шахребла, как говорится, башкирским городом. Это ваша территория, это ваша земля. Нет, вообще, вот в данный момент мы его называем пидорасией, да? Вот эта вся пидорасия, по идее, вся она наша. Поэтому, само собой, как говорится, в идеале, я же говорил, блин, насчет Украины. Украина, вот сейчас Курск забирает, она может до Москвы все забрать. В идеале, вот так. Я в идеале вот так хочу, чтобы она забрала до Москвы все. Но где-то до Воронежа зигзагами та сторона, блядь, левая сторона, все должна быть Украиной. А вот низ Воронежа до Грозного это будет все Кавказ. Вот ниже Воронежа с отрезком Эрзя, Мокша, вот этими мордвой, да, как говорят, нельзя их называть так. Эрзя, Мокша, они свою заберут. Тут и соединяется с Кавказом. Все, вот такая тема, короче. Ну, кто карту примерно помнит, и он поймет, о чем речь. Я об этом уже не первый раз говорю. Итак, в Екатеринбурге на фасаде жилого дома разместили баннер с рекламой контракта. Гигантскими буквами обещает первый год работы от 5 миллионов рублей. Понимаете? Это просто пиздец, блядь. Вот такие, блядь, дома понавешивают рекламы. Мы такое и в Башкортостане видели. Везде, блядь, нахуй. Если ты не мужик, ты не идешь контракт. Если ты мужик, идешь, пиши контракт, блядь. Мужики все на войне, блядь. Вот такие, блядь, призывы, да? Всякие вот, примерно, да? Такие. Поэтому башкортлар хам татарлар, оңнағыз. Мужики это против Москвы. А манкурты, каблуки нахуй, это против Украины. Вот выбирайте, куда вам, по мужскому идти или по пидорастическому ходу идти. Вот два выбора вам, как говорится, как в сказке у них, блядь, туда пойдешь, пизды получишь, сюда пойдешь, по башке получишь, вот что-то в этом роде. А вот лучше идти на Москву, блядь. Вот этот путь будет правильным. Пизды вам точно не будет никто давать. Обоссовать нахуй вас тоже никто не будет. Главное, ебашьте москвичей, блядь. Все. Задача уничтожить москвичей. Все. Как украинцы говорят, москалятина. Вот эту москалятину, скотов этих, блядь, москалятин, мы должны уничтожать. Беспощадно уничтожать. Брать в плен нахуй. Потом, как говорится, голодомором морить. Вот как украинцы худые выходят, так же, блядь. Вот так. ГУЛАГу есть. Идем дальше. Целый километр опять чего-то. Опять тот самый из башкортов. Опять Габбасов километр что-то написал. Ну давайте попытаемся вникнуть. Башкир. Башкир. Фото башкир. Окей. Иметь собственное независимое государство, перейти на латиницу, иметь безвизовый режим с Европейским Союзом, иметь собственную валюту, провести, наконец, декоммуникацию, провести совместно европейский чемпионат по футболу, как когда-то в 2012 году провела Украина и Польша, вот это реально круто. Кильшам,
молодец. Вот как раз вот этот момент, который я высказывался, безвизовый режим. Да, я же говорю, когда пидорасию мы полностью уничтожим, нам не нужно будет, блядь, нахуй, сюда ехать, блядь, нахуй, что-то делать, блядь, нахуй. У нас в Башкортостане, в Татарстане намного, блядь, нахуй будет лучше. Намного, еще раз повторюсь, блядь, чем в Европе, блядь. Мы заживем, иншаллах, так, что, блядь, никто на север не будет ездить. Никто со своего района никуда не будет ездить, блядь. В каждом районе будет какая-то работа, блядь. В каждом районе. В каждом, блядь. Стартамақта десең, Уфаға десең, қозғалмайсың орнынан. Хоть любой жерде отырасың. Хоть инесін тишіңде Кушнаренда да отырасың. Кушнарен, хоть қойда, шунда отырасың. Ақша іштейсің. Шунда оқ, не отходя от кассы. И әрбір кішіге, само собой, минимум по 2000 евро каждый должен будет получать. Пенсии от 1000 евро должны получать. Вот примерно вот такие расценки. И как я всегда говорил, первая валюта для начала пока будет ходить евро и доллар. У нас эти пидорасические рубли нахуй все сжечь нахуй, блядь. Не нужны даже. Кут сүртүргө болмой, ярамай олар. Быть шестерками у московитов, клянчить копеечку со своих же денег, терпеть дискриминацию, вы это нам предлагаете. Утритесь, мы не лохи. Между башкирами и татарами могут существовать какие-то противоречия, но все это ничто по сравнению с тем, что нас объединяет и какие перспективы есть у взаимного сотрудничества. Насчет того, что нас что-то трет, как я в тот раз ВКонтакте говорил, блядь, хуй какой-то Исаков или какой-то черт есть там, блядь. Я так и не могу до этого контакта дойти. Вот почитать хочу оттуда вам историю татар, которые пиздят про Башкортостан, блядь. Пиздец, суки. И вот, по какие-то, блядь, татары по Волге, что ли, шунды канал бар. Я где-то подписан в них, блядь. И вот, вот такие темы, я еще раз повторяюсь, башқұртларда, татарларда, Башкортостандағыларына айтам, һәм Татарстандағыларға вот эта тема не будет вообще открываться даже. Рот не будем открывать. Рот даже не будем открывать. Как сегодня я где-то что-то тоже натыкался насчет, знаете чего? Я сейчас приведу пример. Польша пиздит на Украину насчет какого-то нахуй места. В тот раз, помните, мы обсуждали? Какой-то Волконку, что ли, блядь, князя Волконку, что ли, как Волынка, что ли, блядь. Какая-то поеботина, нахуй. Напоминает Польша. Месиво какое-то, нахуй. Волынская, что ли, война, блядь, или что, блядь. И вот, исходя от этого, нахуй, уже Жилька-орта, блядь, пиздец. И, исходя от этого, Туанлар, вот эта тема, как раз-таки ответ тому, что во всем, в той Волынской войне, блядь, всей любой другой войне, Северный Амур из Франции, блядь, вот. Все, мы знаем их ответ. Поймите, Москва, москалятина. Цари, не цари, Петры, Петрушки, нахуй, все. Только Москва. Поймите, вы должны конкретно понимать и стать уже официальными стрелочниками. Каждый из нас должен стать стрелочником на Москву. Вот и все. Метать все стрелки на Москву. Во всем проблема Москвы. Не в нас проблема. И тем самым здесь, блядь, вулканическую лаву, блядь, закопать топор этой войны. Вот и все. И забыть об этом. Вот наша задача. И это и есть мужское дело. Мужское дело делается вот так. Вина лежит в Москве. Любого, блядь, варианта. Любой, вот, допустим, Абхазия, Грузия. Приднестровье, Молдова. Все это в одном теме. Все это. Понимаете смысл? Исходя от этого, блядь, вся эта хуйня, война, любая, блядь, создавалась Москвой. И все, тут башкир-татарға, блядь, вообще не должно быть претензий. И какие-то уроды, если будут вылазить, какую-то муть нахуй нести, их мы будем сажать, чтобы они подумали.
перед тем, как пиздить нахуй. Поэтому после того, как развалим Москву, уничтожим полностью, Башкортостан и Татарстан раз и навсегда, как говорится, создаст, как говорится, такие условия, где как раз, ну, где вообще не будут использоваться какие-то нюансы там. Башкортларно переписали в татар переписали башкиртов. Вот это какая-то хрень полная. Там конкретно будет определяться уже вот как есть, так и будет определяться. Наша задача будет вот в одном только. Соревноваться в численности. Башкортлар үзінің районларында должны нарожать детей. Татарлар үзінің районында. Татарстан үзіне. Башкортостан үзіне. Вот наша задача. Пайга ойнаймыз. Как говорится, будем соревноваться сабантуйковик в деторождении. Вот наша задача. А остальное нахуй, блядь. Во всем винить надо узкожопых. Все, у нас нет вины, блядь. Нам похуй вообще. Вот таким лозунгом мы должны жить. Забыть все. Итак, дальше дочитаем, да? Что там? Сотрудничество. Мне действительно занятно наблюдать, как вы вызываете к башкирам. Еще вчера вы презрительно отмахивались от нас, думая, что вы самые крутые. Сейчас вы взываете к нам. Не поддерживайте вы, башкиры, этих националистов. Ведь быть в составе великой и могучей — это так круто и престижно. Мы все одна страна, 5-е, 20-е. А что случилось? Почему риторика поменялась? Не от того ли, что национально-освободительное движение действительно захватывает умы масс, а на внешнеполитическом фронте мы достигаем успехов. Особенно приятно, что постсоветские страны отворачиваются от вашей России. Армения заявляет о желании интеграции в Европейский Союз и подписывает соглашение с США. Азербайджан активно интегрирует с Турцией, а сбитый вами самолет только усиливает антироссийский настрой политического истеблишмента. Вот здесь давайте добавлю, пока не забыл мысль. Насчет интеграции. Интеграция всем. 46 киши утра, 45 киши, 31 киши утра и 2 киши утра. Насчет интеграции. Башкортостан, Татарстан. Татарстанга мен білмеймін, блядь. Если Кашапов будет, это пиздец нахуй. Я не знаю. Татарам вам пизда, блядь. Так, Башкортостанга, блядь. Само собой, мы будем, это, как говорится, над этой темой контроль жестко вести. Башкортостан не будет нахуй ни с кем интегрироваться, нахуй. Только деловые отношения. Деловые отношения. Нам нахуй не нужен какой-то опять, сука, марионеточный каблук, нахуй, становиться, блядь. Нам не надо это. Нам все, вот, деловой, блядь. Если даже с этой ебаной Турцией захотите что-то ездить туда-сюда, похуй ездите, но не под ними, нахуй. Башкортостан будет сам по себе, вот, как стойки посмирно, нахуй, независим ни от кого, нахрен. Нам никто не нужен. У нас все есть, Аллаха шукр, все есть. Аллах Та'алям нам даст. Остальными будет просто бизнес, такие идеи, бизнес-идеи, так скажем. Все. Торгуйте, как говорится, вот и все, блядь. Там ты им, туркам, если даже до так любите турков, нахуй, продавай им мед, нахуй. Они пусть тебе что-нибудь продают. Все. Не больше. Не больше. Ничего нахуй с турками мы не должны что-то делать, блядь. Ничего, блядь. Поэтому... И еще вдобавок. Я считаю, что в любом, блядь, парламенте должны быть такие люди, которые, как говорится, агрессивно будут относиться на любую тему. Допустим, хочет он независимости, этот человек, значит, будет независимость. А кто-то хочет быть с Турцией. Это его мысль. А это его мысль. И оно, как говорится, не должно осуществляться. И его мысль не должна осуществляться, и не его, блядь, нахуй. Нейтралка оставаться должна быть. Никакого, нахуй, интеграции, нахуй, с Турцией нам не надо. С Европой интеграция тоже, нахуй, не надо. Вы... Еще возвращаясь, опять такой же ответ, опять же вам же, своим же вашим вопросом же, вашим же ответом я вам сейчас нахлобучу, нахуй. Смотрите.
Вы избавляетесь от московского налета, да, так скажем, полностью, блядь, из этого дерьма, от этой сажи, блядь. Теперь вопрос возникает. Если вы избавились от Москвы, нахуя вам Турция? Москвы уже не будет. Вы от кого хотите что-то защищаться, блядь? Военный блок, блядь. Туганар, определитесь нахуй уже, блядь. Нахрена, если у вас уже по сторонам никого не будет, на врагов, блядь. Китай, нахуй, про Китай не думайте, нахуй. У нас туганлык была. Татарстан, Башкортостан, Казахстан, Узбекистан, блядь. Какой нахуй Китай? Нам заебутся они нахуй. Заебутся они нам что-то делать, блядь. И тут как раз-таки нам никто нам не помеха. Раз это. Европа нахуй такой хуйни не будет страдать. Америка нам тоже не попрет на нас, блядь. Они не дураки нахуй. И тут получается Турция по идее нахуй не нужна нам, блядь. По идее, блядь, нахуй. Даже пусть она даже своей военной хуйней. И тут как раз таки вы же к интеграции хотите. Ну, нахуй интеграция, если можно просто деловые партнерские отношения. Если, допустим, да, допустим, вам как раз таки ответ на ответ, да, я вам говорю, да, интеграция. А что тогда? Тогда давайте с Европой будем интегрироваться, с Америкой. Давайте с Америкой интегрироваться. Нахуй с Турцией, блядь. В чем проблема, блядь? С Америкой давайте интегрироваться. Чего уж мелочиться? Давайте сразу с Америкой, нахуй. С Папа Джонсом, блядь. М? Нихуя, да ведь? А вам хочется с Турцией почему-то, да ведь? Близкий народ, туда-сюда, нахуй, да ведь? А нахуй? Нахуй, блядь, нахуй, с близким народом становиться? Вы что думаете, блядь, нахуй? Он вас по башке погладит, блядь, или что, блядь? Поцелует, поможет, блядь? Нихуя. Нихуя. Каждому нужна какая-то бизнес-идея, бизнес-выгода, блядь. И тут как раз-таки вам ответ. Хотят они нахуй вооруженной темой вам сотрудничать, помогать туда-сюда? Ну, если у нас будут деньги, блядь, Башкортостан и Татарстан, да. Давайте сотрудничать. Мы независимые, Турция независимая, Татарстан независимый. Мы просто у них купим оружие. Если они хотят с нами дружить, пусть продадут нам оружие своего какого-то нахуй. Вот и все. Мы у них купим, и все, иди нахуй. Мы у тебя купили, иди нахуй. Больше не надо на шею садиться. Охуевать не надо. Вот каким лозунгом мы должны жить, блядь. И Украине это касается однозначно. Украина такая же, блядь, сейчас ситуация. Не надо нахуй под жопу нахуй залазить Европа, блядь. Вы должны сами быть, сами образоваться, блядь. Как Украина, блядь. Вы же как раз-таки вашими же своими больными вашими темами я вам и отвечаю. Вы же хотите уничтожить Москву. Отстала, чтобы Москва, блядь. Когда вся это все закончится, блядь, нахуй. Вы нахуя в Европе, блядь, вообще нужны будете? Нахуя вам Европа нужна будет? Если вы уже избавитесь от Москвы, от врагов, блядь. Вы от кого защищаться вы хотите? Москву мы вам хотим подарить, блядь. Туалет будет ваш он. Я согласен, туалет будет у вас он там. Огромным буквами напишите туалет, нахуй. И все, вы кого будете бояться? Все, идентичность. Киевская Русь, блядь, или как хотите его называть-то нахуй. Киев. Царство киевлян, блядь. Вот так как-то, блядь. Цари, нахуй. Вот, все. И также Башкортостан, Татарстан, Эрзя, Мокша, Кавказ. То же самое. Ичкерия сама по себе хуякс, нахуй тут. Дагестан сам по себе хуякс, блядь. Все. Как Казахстан, как Узбекистан. Вот. Вот к чему мы должны стремиться. А не каким-то нахуй Туран, блядь, нахуй. Начинаются у нас, нахуй, блядь, какие-то названия, блядь, нахуй. Аж, блядь, тошнит от этого. Турция, блядь, слышится прям от Турана, блядь. Несет от Турана Турции, блядь. Буквы чуть-чуть не такие только в оконцовке. Поэтому, Туганбар, нет, это вы конкретно, блядь, хотите шило на мыло поменять, как говорится. Тут шило вас ебут, а там вы мыло еще. Зайдете в мыло, как говорится, и все. Күтегізге сабынлап сігәләр.
Так, итак, вот в Грузии продолжаются протесты, в странах Центральной Азии тихо, мирно, но идет процесс дезинтеграции с Россией. Про страны Балтии и Украины вообще отдельный разговор. Круто, не так ли? Еще вспоминаются школы в Бурятии, которые захотели перевести на бурятский. Недавнее предложение вашей Академии наук, который предлагает некоторые уступки оккупированным народам. В экономике тоже все отлично, не так ли? Вот порой, по моментами Габасов летает в облаках, блядь, мне кажется, блядь. Не так ли, блядь? Нашасы не так ли, блядь? Школы, блядь, Бурятии и чё? Бурятлар, блядь, улюбит тёртаса, школа, чё, спасет и, блядь, нахуй. Школа спасет нахуй от Путина, что ли, блядь? Не могу понять, нахуй. Или вот здесь, блядь, вот этот момент, блядь. Балтия, Украина, блядь. Причем тут Балтия с Украиной, нахуй? Мин... Азия тихо, блядь. Где в Азии тихо? В Азии нихуя не тихо. Тукайку надо снести нахуй. Мирзяева снести, блядь. Этого тюремщика Кыргыза снести, блядь. Где тихо нахуй? Рахмона выебать вообще, блядь. Спустить его нахуй, блядь. С последнего этажа, блядь, Москва-Сити нахуй. Хуй нахуй, блядь, тихо, блядь. В Азии нихуя не тихо, блядь. Тихо икаnen баттаги. Недавнее предложение вашей Академии наук, которое предлагает некоторым уступки оккупированным народам, в экономике тоже все отлично, не так ли? Это, конечно, некоторая ирония, но просто это очень показательно. Деколонизация является естественным процессом, который все равно случится, хотите вы этого или нет. Но Россия не может быть единой. Мы не один народ, мы не одна нация. Мы вообще абсолютно разные люди с разными идеями, мыслями, смыслами, да вообще всем. Нас ничего не объединяет. У нас задача одна — освобождение Башкортостана и башкирского народа. И с Божьей помощью мы это сделаем. Прислал подписчик. Блять. Не он нахуй. Не он, но подписчик. Блять, порой его подписчик, мне кажется, блять, сидит на моем канале, блять, и сливает ему мои мысли, нахуй. Я так понял, блять. Подписчик пиздец хуею. Но вот здесь, конечно, ирония это не моя, нахуй. Ирония не моя, блять. Я больно иронией хуйней не страдаю, блять. Сам битка шапят сулим, блять. Ирония, блять. У него, оказывается, еще пару листов было сверху, блять. Я не читал. Я последок только прочитал вам, блять. Тут еще километр. Давайте тогда снизу вверх иду я. Уровень жизни в Казахстане выше, чем уровень жизни в Башкортостане. Частичная поэтапная декоммунизация и возвращение к историческим названиям, переход на латиницу, отсутствие экономических санкций со стороны Европейского Союза и США, а также упрощение визового режима с ними, более благоприятный инвестиционный климат, что позволяет европейцам, американцам, туркам и прочим вкладываться в развитие Казахстана. В целом развитие казахского языка, истории, культуры, множество иных преимуществ. Вот мне очень интересно, что действительно Россия может нам предложить. Мы же смотрим на тех, кто еще вчера был узкими колониями, и мы видим, что они преуспели. У нас есть идея независимости, которую мы доносим до наших соотечественников. Быть независимым, а это значит, что мы не зависим от хотелок и амбиций России. Не посылаем своих людей куда-то на Донбасс, штурмовать уличные туалеты и сараи, не терпеть свидетельств и насмешки. Ведь даже вспомнить мечеть Ар-Рахим, которую никак не могут достроить с 2007 года. Это же просто насмешка в адрес башкир. Ну-ка, вот здесь остановлюсь, скажу-ка. Вот этим моментом я согласен. Но тут надо добавить. Насмешка, посмешка, окей, да. Ну, добавлю вот с того конца, который он писал, блядь. А нахуй тогда, если ты не хочешь насмешки, блядь, хочешь, блядь, делаться в Туран, блядь, про Туран пиздишь, блядь, вот этот подписчик ебаный нахуй. Надеюсь, ты у меня тоже тут сидишь, блядь, и син ишет меня, блядь, кутарбаш. Син про Туран нахуй вообще ауыз ашма нахуй. Башкортостанда Туран, Муран булмайшак, блядь. Надеюсь, мен сеңе аңлатам, блядь, өзіміздің тілде сөйлеймін сеңе. Білсең әлі, орыс тілінде жазасың, сігін, блядь, нахуй. Бірәрсе мынанда, бірақ қойда когда-нибудь башқұрт тілінде yazar ма екен, бұл Ғаббасовта, блядь. Көкірекке соғып, біз башқұртпыз дейлер. Құттағымда башқұртша бір кім yazмай, блядь. Орыс тілінде де затрах әлі, блядь. Но сіз бит, блядь, халыққа yazasың, сен эфирда сөйлегеніңде орысша сөйле, но мынанда, блядь, веди свой разговор, блядь, башқұрт тілінде, блядь. Подписчик, сігін, блядь.
Хуею над людьми, блядь, нахуй. Хуярят, блядь, по 3 тома, нахуй. Где, блядь, пиздят на русском, блядь. Хз, блядь, нахуй. Идем дальше. Это просто насмешка в адрес башкир. Угу. Башкир именно. Башкортуголь, блядь. Башкир. Россия нам буквально говорит у нас, есть деньги на то, чтобы захватить какую-то деревню в Донбассе, потратить на это пару миллиардов, но денег на вашу мечеть у нас нету. Просто издевательство. В каждой тюркской столице, в каждом тюркском городе есть мечеть, которая украшает этот город. В Астане есть, в Алматы есть, в Бишкеке есть, в Анкаре сколько угодно. Где нет, у нас нет. Насчет мечети. Про Айзеров я через пару недель назад говорил про Айзеров, да, или месяц назад я говорил. В Баку дали на огромную церковь, блядь, сам Айзер говорил. Мусульманин нормальный, Айзер, блогер. Не помню какой, в очках такой. В Баку мечеть на втором этаже. Лезут на лестнице, читают намаз. Старая столетняя мечеть. А зато на огромную площадь какую-то церковь построить этот Алиев Кютвача дал, короче, построить. Еще. Где, нахуй? Баку мечеть. Турция, понятно, блядь. Европы. Очень много в Европе. Проблем нет. Не в этом суть. Суть в том, что много это. Много, мало, какая разница. Причем тут много-мало. Вот шу мәчеткә йөрергә кеше бармы деген. Во-первых, шу мәчеткә кеше бармы йөрергә? Кроме приезжих. Үзеңне халкың йөриме әле? Башта шуннан башларга кирәк, наверное. А потом уже исходить от того, что куда, что, мечеть, почему и зачем этого. А с другой стороны, если подходить, почему мечеть не строится? Почему народ не встает? Это же как бы можно за это бороться. Вы же за Куштау боролись, почему-то за гору боролись, а за мечеть никто не боролся. Кто-нибудь из вас стал за мечеть? Кто-нибудь, мана башқұрт татарлардан стал за уфимскую мечеть Ар-Рахим, Уфага Крештаев, на Салаватке? Кто-нибудь вставал? Что-то я не слышал, что кто-то встал. А зато какую-то, блядь, хрень, музей какой-то узкожоповский строить там, понимаешь ли? Там встают, блядь, то против встают, то за встают. Хз, блядь, вот такие какие-то баламуты ходят. А вот чтобы построить мечеть, никто не встал. За все время кто-нибудь встал? Если встал, закиньте мне сюда, в телегу, эту новость. Никто не встал. Поэтому вот эти какие-то сравнения не надо. Не надо такие сравнения. И в Хорватии мечеть есть. Я вот в самой центральной мечети Хорватии был. И там есть мечеть. И в чем проблема? Огромная мечеть. У Ар-Рахима надо, наверное, огромная эта мечеть. Где я был. Я сам охренел от его большого размера. Шунарга туганлар, я считаю, что вот этот момент сравнения, блин, просел, блин, с мечетью, я думаю, это неправильно. Потому что когда какие-то внутренние дела нужно оспаривать, если народ не встает, значит, этот народ никогда не встанет. Вот это нужно сравнивать. Вот этот момент. Ну, подписчик же это же не Габбасов, вроде бы. Тек алга татарлар, башкұртлар, алга, рахмат. Ассаламу алейкум, алейкум ассалам. Шунарга, туганлар, мы, знаете, вот долбимся, да, ведь вот опять из той же категории. Человек пишет, я понимаю, пишет, молодец, пишет, что он подписчик, что-то написал. Вот пытаюсь найти сейчас, вернуться в это место, где он писал. Прям километры написал он. Так, 1.3.
Так. А, вот как раз, вот. Про это он пишет, где. Вспомнил. Восстание есть, Алмата есть. Давайте уже дочитаем. Это небольшие деньги, но опять-таки у вас есть деньги на православный храм, а в Бишкеке есть, в Анкаре сколько угодно. Где нет? У нас нет. Это небольшие деньги, но опять-таки у вас есть деньги на православный храм на месте городища Башкорт. Вот, про это я говорю, как раз вот вспомнил. Вот как раз хорошо напоминает. Что тоже издевательство в наш адрес. Но на мечеть денег нет. Хотя Башкортостан богатая страна. У нас объективно могут быть деньги, если оккупационный режим не будет каждую копейку вытряхивать из нашего кошелька. Россия – это просто чушь собачья. Это бесперспективное болото, которое еще будет очень долго поглядывать на нормальные страны, видя, как они обгоняют ее в своем развитии. Поэтому мы хотим освободиться, вернуть себе независимость, сам решать свои вопросы. Нам не нужна Россия, повторюсь, вам ничего нам предложить. Мы понимаем, что Башкортостан оккупирован, и любые вопросы независимости вы будете решать пулями, снарядами, авиабомбами. Нормальные страны так не поступают, поэтому мы воспользуемся первой же возможностью, чтобы освободить свою родину, страну от оккупации, да и в целом тенденции тюркского мира достаточно благоприятны, а мы туда, конечно, смотрим. Что говорит о татарах? Так они не меньше нашего угнетены. Татарские интеллектуалы говорят о том, что же, о чем говорит мы. Разве татарская история и культура не угнетены? Абсолютно такая же картина, как и у нас. Татарская элита просто более сильная, что позволило и позволяет Татарстану хоть как-то быть более успешным. Но ведь по факту там происходит то же самое, что и у нас. В смыслах они угнетены еще сильнее. У нас хотя бы в каком-то еще сохраняется память о Заки Валиди и Салавате Юлаю. Хотя мы видим, что бюсты убирают, а памятник Салавату Юлаю оккупационный режим намерен снести. В Татарстане же в этом плане даже хуже. Им просто не дают увековечить память защитников Казани, не дают вспомнить о казанских ханах, да и всем о том, что так ценно и важно для татар. Я не думаю, что татары довольны своим положением, почему они не захотят поддержать башкирское стремление к независимым всеми любимая югославская история. Сербские оккупанты захватили Словению, Хорватию, Боснию, Черногорию, Косово и Македонию. Разве боснийцы с хорватами воевали друг с другом, а сербы поддерживали одну из сторон? Между боснийцами и хорватами был некоторый конфликт, а на территории Боснии даже создавались какие-то окологосударственные образования, но боснийцы и хорваты были объединены идеей независимости своих стран. Хотя боснийцы мусульмане, а хорваты католики. Вот тут как раз он такой прям, то, что я говорил. Давайте добавлю насчет Хорватии. В Хорватии как раз таки в мечети боснеец. Не поверите, мы с ним общались, познакомились. Очень такой правильный, культурный человек. Боснеец. Боснийцы вообще офигительные люди. Офигительные. Мне понравилась вообще тема. Рахмат, ташаккур. И нарсакей. Исходя от этого, боснийцы служат в мечети в Хорватии. Все нормально. Но хорваты чуть-чуть гнилые. Чуть-чуть нацики. Вот это и есть у них. Ну, между ними, наверное, с боснийцами, может, нету, но вот нам они нацики. Может, из-за того, что мы из пидорасии, поэтому нацики. Хз, короче. Ну, в итоге, короче, есть у них нацизм. Или у них, блядь, просто тошнит от беженцев. Хуй его знает, блядь. Ну, вот этот момент я вспомнил из своей жизни. Мне пришлось там пару раз оказаться, блядь. Мы же... Так, и чё? В Боснии даже создавались какие-то государства, но боснийцы и хорваты были объединены идеей независимости. Хотя боснийцы мусульмане, а хорваты католики. Мы же два мусульманских народа. Что нас может разъединить? Мы также объединены идеей независимости своих стран. Ради чего нам противостоять друг? Ради своих мелких желаний, собственного эго. Нет, это глупо. Так, это я прочитал. Теперь опять наверх идем. Я чуть-чуть местами перепутал. Ухиминда шулай. Как есть. Ну, какими-то моментами, вот этот момент я с ним согласен. Понятно, Босния, Хорватия, он дал такое сравнение. Это идеальная тема. Но, манда, татар, блин, башкортта вообще зареканий не должно быть. О чем-то говорить, блядь. И но из-за того, что, блин, он что-то там сейчас сказал, давайте еще раз вспомню, блядь.
то, что татарская элита просто сильная. Нихуя не сильная. Вот этот момент нахрен не надо путать. Поймите одну вещь, что Башкортостан, да, Татарстан, да, в одном говне, блядь. В одном говне. Вы не думайте, что там какие-то в Татарстане привилегии, а в Башкортостане этого нету. И так далее. Не от этого, блядь. Сильный или слабый, блядь. Не от этого, блядь. А от того, что, блядь, нахуй. Просто Хабиров нацист. Вы поймите, блядь. Хабирова нациста поставили Башкортостанга. А Миниханов өзіні татарына нацист түгел. Ол манқурт. А Хабиров, блядь, вдобавок нацист и манқурт. Вот различие. Вы очевидные. Көзіңіз білен көрмейсіз міне. Нацист, блядь. Кем енді, блядь, 80 кішіні өзіні халқын отыртып қоя, блядь. Bir Alsinovni o'tirt, qolganini nima tutasan? Ko'rmadim deydi, qo'y. Yo'q, o'tirtdi. U degan nima degani? Natsist. Nimaga u shunday qildi u? Narsa uchun u shunday qildi? Потому что boshliqqa yaxshi ko'rinish. Yaxshi ko'rinish kim ona ishli? Gitler vaqtida natsistlar ishlagan. Только нацист так делает, блядь. Если человек любит свой народ, он так не делает. Нацист может, блядь, это сделать так. Чтобы Манкурт Тугельман, да. Именно нацист еще добавил, блядь, нахуй. Манкурт-нацист. Вот это нахуй. А вот это он сделал, блядь. Вот этот Хабиров из этой хуйни, блядь. И если теперь, тот день мы про историю где-то я натыкался, читали, да? Или вместе читали, или что? Типтарлар. Типтарлар дегенде, Типтарларны мен понимал, олар татарлар. А охуел, услышал типтар башкортлары. Башкорт типтарлары. Типтар башкортлары. Типтар башкортлары бола тұрған болса, бұл аузына сігем. Бұл нихуя, блядь, нахуй, Хабиров татар түгел, блядь. Бұл именно типтар башкорты, блядь. Именно типтар татары болырға может, блядь. Типтар башкорты. Дип ишеттім. Типтар татары дип ишеткен бар, но типтар башкорттан ишеткәч, мен охуел. Типтар башкорты, блядь. Башкорт типтары. Что за нахуй? Что за выделение? Мен білем, кое-где типтар ягын. Үз якларда. Но онда мен всегда я наблюдал татарларны. Онда юк башкортлар. Но тут такую ересь где-то я прочитал. Типтар башкортлары. Значит, Хабиров типтар башкорты, блядь. И не нужно нахрен, как говорится, тут, блядь, говорить, что, блядь, нахрен, у татар, у типтар, башкортларны сіге, yok. Вот именно бұл типтар башкорты бола тұрған болса, бұл нацист. Өзіні халқын қырыр үшін, өзіні халқын теге көкірегіне соғыр үшін прислуживает, блядь, перед своим хозяином. Вот это и есть нахуй. Из той системы, что мы, как говорится, уродили сами этого хуя, блядь, туда. Мы сами виноваты. И ищите в своей голове вину, слабиночку. Мы слабые. И это нужно, блядь, признавать и становиться сильнее. Ошулан шундайларны күтінә сігір үшін, блядь. А не так просто, блядь, нахуй. Мұнашлай айтылды да, да, вы слабые. И ұнытылды. Нихуя, мұны ұнытып болмай, блядь. Har bir sotqinni boshini olirga kerak. Har bir sotqinni. Вы что, Qozonni kim sdавать etgan? Qozonni что, boshqirt sdавал, что ли, kelib turib? Или urusmi? Tatar Suyinbekani sdавать etgan. Шулардан соң кого вы будете искать, блядь, в Башкортостанда? Кого винить хотите опять? Вот именно. Манкурт и нацист, блядь. Вот два, блядь, неотделимых значения. Ненависть, блядь, перед своим народом, это означает, что такого гниду, нахуй, блядь, так, блядь, нахуй, зомбировала Москва, блядь, что он отасы белән инәсене, как говорится, милләтен саткан, блядь. Понимаете? Отасын инәсен милләтен. А отасын инәсен да милләтен саткач, ул нацист.
Манкурт тугулю. Манкурт больно слабое, блядь, значение, блядь. Нацист, блядь. Только нацист не в том смысле, а нацист как раз-таки, он себя уже не видит нахуй нашим миллятом. Мы-то знаем, что за миллят он примерно, да, допустим? Хуй поймешь. Типтар башкорт, блядь, или башкорт, татар типтар. Хуй поймешь, кто он, блядь. Но мы знаем, что он, блядь, нахуй, предал свою нацию, блядь, перед хозяевами, блядь, нахуй. Вот и все, блядь. То, что, блядь, нахуй, так скажем, блядь, именно показывая, что он, блядь, ненавидит своих, блядь, и он может сажать. А от этого, блядь, нахуй, Путин хлопает в ладошки, блядь, радуется. Ах, блядь, хорошо работает, нахуй. Манкурт, нацист, блядь, хорошо работает, понимаете? Вот из этой категории. Что говорить? Так, дальше. Куда мы дошли? А, мы это озвучили. И вот в начало этого перейдем. Здесь наши враги из числа ненацистов высказали мысль, дескать, русское и татарское население не поддержат идею становления независимости Башкортостана. Угу. Какие нахуй татары, блядь? Вот начало, я вот здесь нашел его. Вот это вроде начало. Вот сначала начинается. Окей. Все это говорят агенты русского влияния в Башкортостане. Всего лишь пустые иллюзии и фантазии башкирских националистов, имея в виду, конечно же, независимость Башкортостана. Сложно спорить с теми, чьи деятельность полностью подконтрольна вражеским для башкир спецслужбам. Какое в сущности может быть мнение у тех, кто вчера был против Путина, но с началом войны на Донбассе и аннексии Крыма переметнулся на его сторону? Да, никакого своего мнения у таких людей нет. Все, что говорят и пишут эти люди, информация, которая соответствует русской пропаганде. Вот здесь давайте остановимся. Что-то запах вышел, помните? О чем это он говорит, нахуй? Он говорит, нахуй, о Мурзагулове, блядь, нахуй. Сережки, пидор, нахуй, Мурзагулов. Я же на днях только в ТикТок вытаскивал. Курбангалеева. Кстати, насчет них, блядь, не поговорили, блядь. Я же вытащил все-таки. Мурзагулов, Курбангалеева. Еще хуй один забыл, блядь. Руслан Валеев из Германии. Аспекты. Вот эти, нахуй. И есть крысы среди нас, блядь. Это крысы. Я их вывел уже в ТикТок. Все, оно пошло нахуй в ТикТок. Мне похуй на них. Короче говоря, это крысы нахуй. Исходя от этого, блядь, Мин Марта Кашапов ишит меня, блядь, Кутакбаш. Бабай, блядь. Курбангалеева, Фаридана нахуй. Нехуй защищать, блядь. Иры урус болган, а бу пидораска болган. Пәтәген нахуй урысқа сектіртіп жүрген қыз нахуй бізге никогда туған болмайшақ нахуй. Урысларны яғына яткан, блядь. Урысны кутағын аузына алған, блядь. Грубо говоря, блядь, нахрен бізге ол хеч қашан, блядь, нахуй туған болмайшақ, блядь. Кейін баласы болса оны, баласы да урыстан туылған, блядь. Вот и думайте после этого. Понятно, мы с Курбангалеев Фаридой мы решили. Мэн пусть подлизывается нахуй. Ну, само собой, блядь, Башкортостанга, блядь, она не ногой, нахуй. Татарстан, как хотите. А тут наши два, блядь, брата-акробата. Руслан Валеев и этот хуй Станислав, блядь, Мурзагулов. Но они вообще нахуй. Пошли они нахуй вообще, эти два урода, блядь. Один работает в аспектах узкожопом, а другой, как был нахуй, сука, вот этот трансвестит ебаный нахуй, с этим, пиарщик ебаный Путина, блядь, пиарщик Путина или Хабирова, хуй поймешь, блядь. Блядь, забыл, блядь, туда же в список написать, блядь, сука, напишу в следующий раз. Аббас Галямов. Ну, Аббас Галямова я не могу даже приписывать. Почему? Потому что у Челябедан. У Башкортостандан да тугол, блядь, ол Кутакбаш. Вообще, турист заезжий, блядь. Он, блядь, пролетный пидор, блядь. Габасова, да вообще, он за яхудов можно вывести. Он в Яхудстанда живет.
И хотана, знаешь, яхутка или узкожопая. Нормальный башкирт никогда, блядь, нахуй Израильда яшами. Имейте в виду, Израильда нормальный башкирт яшамаяшак. Нормальный башкирт өзінің мұсылман деп тұтса, ғұмырда Палестин, Сирияны дұшманына, мұсылманların дұшманы зонасында яшамаяшак. Бір қашанда. Забудьте про него. Габбасов добавили к тем троим. Мурзагулов, Валеев и вот это Курбангалеева сраная нахуй. Все, вот эти 4 пидора пока у нас на примете. Они никогда не получат ни башкирт паспорта нахуй, ни татар паспорта не должны получать. Никогда нахуй. Они изгой, блядь. Изгой народа, блядь. Они нам не нужны. Кутляк-ляр, одним словом. И идем дальше. Если я не проебал опять вспышку, блядь, километраж ихний, блядь. Пиздец, неудобно читать, оказывается, блядь. То ли у меня цифры большие. Сложно спорить с теми, чьи деятельность полностью подконтрольна вражеским для башкир спецслужбам. Какое в сущности может быть мнение у тех, кто вчера был против Путина, но с началом войны на Донбассе... это читал я. Все, что говорят и пишут эти люди, информация, которая соответствует русской пропаганде. Вот здесь правильно. Почему-то он имена что-то не называет, боится, наверное. Смешно даже читать, как те, кто считает башкир второсортными, вспоминают о пресловутой дружеской связи с учительницей 1 мая. Почему-то этим людям вовсе не вспоминается бытовой шовинизм, ксенофобия, исламофобия, которая выражается в отношении башкир. Как раз Габбасов. Габбасов, Галямов. Аббас Галямов. Аббас Галямов как раз из этой категории, блядь. Ему похуй, мусульман, не мусульман. Ему до пизды, блядь, до Башкортостана. Потому что он всю жизнь Челябеда туылып өскен, урыс зонасында. Вы думаете, что Челябедегі башкортларны мы излечить сможем? Когда говорит Габбасов, там русских до хрена. Да там башкортов до хрена, не то что русских. Башкортларны лечить надо, не русских, блядь. Башкортларны Оренбургта также. Оренбургта мына менің туғанларым бар. Манкурты ебаные. Меня похуй, блядь, если когда-нибудь увидят мои братья, блядь, манкурты гребаные нахуй. Я им в лицо нахуй скажу это, блядь. Родственники мои, блядь, нахуй. Так. Многие башкиры могут вспомнить моменты собственной истории, когда в их отношениях проявлялась враждебность, надменность и предвзятость. Это делали не украинцы или казахи, не американцы или европейцы, а те самые соседи, одноклассники, учителя, да и все те, кто хоть кто-то взаимодействовал с башкирами. У нас нет иллюзий относительно этих людей. Вспоминаем случай с пьяной русской женщиной, которая оскорбляла башкир последними словами. Ну, которые из окна, помните, из окна снимали в прошлом году, летом. Вроде бы она, наверное. Это разве не проявление бытового неприятия? Это только один случай, который попал на камеру. Таких случаев гораздо больше. Они случаются ежедневно, но на камеру попадают единицы. Мы прекрасно понимаем, что они с нами не считаются. У нас действительно считаются хуже себя. Иначе как объяснить то, что никто из них не владеет башкирским языком, занимается искажением башкирской истории и культуры, целой дискриминацией башкирского народа. Иллюзий нет. Есть понимание того, что Башкирия является оккупированным народом, а Башкортостан оккупированной страной. Коренным народом в Башкортостане является башкирский народ. Нет у нас никакого единого отчества, единого государства и всего того. Просто нет. Есть Республика Башкортостан, являющаяся государством. Есть Башкортостан, являющийся страной. Наша родина Башкортостан, а не Россия. Мы граждане Республики Башкортостан, а не Российской Федерации. Так смешно читать о том, что эти люди пытаются говорить о какой-то дружбе народов, когда мы знаем всю их политическую историю. Не они ли еще недавно делали римский салют, а просто нацистское приветствие? Не они ли выступали и выступают не то, что против изучения и развития башкирского языка, истории и культуры, а вообще против Республики Башкортостан? И правильно Руслан говорил в одном из своих видео, что они никогда не поддерживали позитивную активность гражданского общества. Мы их не видели на Куштау, мы их не видели в Баймаке, мы тем более их не видели, когда защищали городище Башкорт. Где вы были в 2017 году, когда ваше узкое правительство, а для нас оккупационный режим запретил нам, башкирам, изучать наш собственный язык в нашей же стране?
Так вы же были на противоположной стороне. О какой дружбе народа вообще может идти речь, когда вы открыто выражаете негативное неприятие к таджикам, узбекам, азербайджанцам? Ну, я только что пример приводил, как мы ржали в телеге, как эти узкожопые в Казахстане извинялись. Просто, понимаете, вы научитесь давать ответку. На Башкортостанда услышали, пошли пизды вкачали. Услышали, пошли в пизды вкачали. Вот и все. Вот и все. Это, я не знаю, блядь, это как, я не знаю, блядь, будет называться, блядь, ну, уголовка, блядь, нахуй, или я не знаю, блядь, нахуй. И что это, блядь, нахуй? Ну, какую-то, блядь, придумать такую тему, блядь, чтобы просто долбануть там, гоп-стоп, нахуй, пизды дать, блядь. Ну, что-то в этом роде, нахуй. Вот так, понимаете? Я понимаю, что вы следуете той политике, которую вам озвучит ваше правительство, но вы же считаете точно так же экономическое и социальное развитие, благополучие, развитие, демократия, осуществление принципа правового государства, все это для вас ничто. Но нет вам равных ненависти к тем, кто отличается от вас. Такая глупость. Башкиры никогда не согласятся с тем, что вы или ваше правительство нам предлагает. Мы видим, что независимость приносит гораздо больше результатов, чем существование в таком называемой Российской Федерации. Возьмем, к примеру, соседний Казахстан. Даже не будем упоминать страны Балтии. Ну, это дальше я уже читал. Уровень жизни Казахстана выше, туда-сюда, короче, вот так. Ну, тут аж 3 огромных письма, блин. Заебался читать, блядь. Какими-то моментами я согласен, само собой. Вот при вас я читаю, я первый раз это читаю вообще, блядь, километры эти. Вижу первый раз. Тут уже непонятно, откуда что прилетает. Ну, что я могу сказать, Туганлар? То, что в каких-то местах, само собой, он прав, который написал. Но в каких-то местах, как говорится, есть такие мягкие моменты, что он не дописывает до конца свои мысли, так скажем. То ли он боится писать, то ли что, я не знаю. Шунарга, вы, услышав вот эти 3 огромных письма от этого подписчика Руслана Габбасова, вы должны понимать и после этого делать какие-то вердикты для себя и для своей семьи, что Башкортстанда һәм Татарстанда мыскылланган безнең халык, урыс халкы түгел. Только безнең халкым мыскыл булган. И потом, заметьте, чуваш, мары, удмурт, олар сизми мыскыллануны. Беләсезме шуны? Олар сизми аны. Вот это тоже вы не должны забывать. Сизә мыскыллануны только шукынмаганлар. Шукынган татарлар тоже сизми ул мыскыллануны. Понимаете? Вы думали об этом когда-нибудь? Ул нәрсә юк. Мана мин, допустим, мин беләм. Минем иң якын дустым мариец. Хатыны башкорт. И что с ним произошло? Балаларны исемләре непонятно. Урыс исеме. Ул үзе дә, грубо говоря, почти шукынып бетте, что ли, непонятно. И после этого я как к ним обращаться, я не знаю. Ну, я им точно дал понять, что мин мусульман. Когда-то мы, когда вместе учились Уфада туда-сюда, я еще не был в исламе. И как бы мы, как бы нейтрально все было. Но когда я уже пришел в ислам, у нас конкретно все по-другому стало. Конечно, я и не живу там, но они живут там. Но их жизненный образ, когда я с ними общался, давно что-то не общаюсь, салям ассалям только, понимаю, что шул башкорт, кстати, исемінде беләм, Динара. Динара, получается, полностью, получается, шул мары дип булмый инде аны. Ул марыны да мары дип булмый. Вот в чем прикол. Урыс күтенә керделәр. Алар урысча яшиләр. Дгырт, блядь. Копия нахрен. И после этого как, блядь? Вот мы все. Шул башкорт кызны югалттык. Хәзер только остается шанс балаларын нәрсәдер эшләргә аларны. 2 баласы вроде бар. Шул балаларын
Балалары бізді қолда как раз таки. Шу балаларны нам перевоспитать. Срочно создать школы, срочно создать детские сады для всех. Сразу обучение, университетка хатлып, виш башкорт тілінде. Вот только тогда мы сможем переиграть вот эти семьи. Миксованные семьи мы сможем уничтожить. Скажем, блядь, узкий мир уничтожить. Внутри них узкий мир. Патологию мозгов нахуй поменять, блядь. Полностью, блядь, нахуй. Чтоб они, блядь, действовали уже по нашему, получается, башкорт нәрсәсендә. Здесь хрень сейчас. Этот... ошибся. Просит этот... Блять, этот... Кроссворд, блять. Или как это называлось, блять. Хрень. Время закончилось. Так. О, салям. Ты сама откуда? Земфира. Мин Уфадан. Уфадан деймін де, қойдан боламын де. Мен Уфа малайы мен, қойдан боламын де. Қызықлар шындай. Так. А, вот про женщин с 5 детьми. Мы же этот... Мать нации, блядь. Вот этот, который мне закинули, оно не было все. Вот давайте теперь комментарии от Габбасова послушаем. Про вот этих 5 каких-то, может, марийцы, может, удмурты, непонятно кто они. Что пишет Габбасов. Прочитал статью новой вкладки о женщине из Башкортостана, у которой 5 сыновей уехали воевать в Украину. Ну, показывал вам фотографии. Один уже погиб. Все подписали контракт добровольно. Что я отметил? Живет в забытой в 7 деревне, где ни дорог, ни дорог, нет цивилизации, нет нормального маршрутного транспорта до райцентра. Но эта пожилая женщина верит Путину и телевизору. Радуется, когда Россия потихоньку побеждает, а хохлы отступают. Для меня война России против Украины — это то же самое, если бы башкиры начали воевать против казахов. Вот этим местом я согласен. Шуны айтам бит инде. Гомердә Алла сакласын, казак, татар, казак, без беркемгә каршы чыкмаска тиешбез. Без вообще сугыша торган халык түгел дә инде, блядь. Бездә юк андай, блядь, даже планда сугышырга. По идее, блядь. Но вот этот уже мыскыллау, безне мыскыл кылу уже былай булды, блядь, нахуй. Без шунарга без каршы торырга тиешбез. Шунарга гына бит инде сезне күзегезне, блядь, ашырга уйлыйбыз. Туганлар, җитте үләргә диябез. Манкурт булсаң да нахуй үлмә. Авызына тышыйм. Исправишься, блядь. Юк, блядь, син бар китәсең нахуй. Долбоёб ты, блядь. Ладно, вот эти 5 детей, хуй его кто такие. Крестоносцы. Хуй с ним, понятно. Но их тоже жалко, блядь, если так подумать, нахуй. Нахуя она, эта дура, мать родила 5 сыновей, блядь. 5 сыновей. Аллах Таалам, онарға 5 малай берген, блядь. Бұл бит енді нинди байлық, блядь. Нормальный кешіні қолында. Подамно, если еще, блядь, президент такой урод, блядь, ну вообще утилизация пацанов. Сейчас дочитаем. Для меня война России против Украины — это то же самое, если бы башкиры начали воевать против казахов. Узкие с радостью едут убивать самый близкородственный для себя народ украинцев. Людей одной веры. Ну, Габбасов думает, что это узкие. Ну, мы не знаем, узкие они или нет. Мы же не можем сказать. Может, те же эти, блядь, нахуй марийцы. Они даже не знают себя, блядь. Марийцы вообще не знают, что они марийцы. Удмурты не знают, что они удмурты. Они долбоебы, блядь. Крестоносцы, блядь. Они же не знают даже своих. Вот даже пример привести могу. Короче, я ехал один раз из Уфы в Москву, короче. Ну, хуй его, на чем я ехал, блядь. Ну, наверное, на поезде ехал, блядь. Нет, пизжу, блядь. Пизжу. Но я же на машине был, вот именно, блядь. Короче, нет.
Я, короче, из Подмосковья ехал, короче, на машине в Москву. И тут, получается, мне как-то, блядь, нахуй попался, получается, как скажем, блядь, нахуй, попутчик. И он, оказывается, блядь, я думал, узкожопый, нахуй. Вот не отличишь, сука. А он оказался, блядь, чупашкара, блядь. И так, блядь, что-то, блядь, туда-сюда, нахуй, блядь, мимбиттай там Башкортостаннан, блядь, а мимбитде Чувашидан, де. Ну, на русском инде, ну, примерно инде. Блядь, думаю, ёб твоя мать. Как-то вот так, блядь, аж как-то, блядь, приятно стало, блядь, что я узнал. Ну, он москвич, блядь, ёб тыгдынский. Давно в Москве, оказывается, уже замосквичился, блядь. И вот такая хуйня, блядь. И как я, блядь, если он не сказал бы, я бы не сказал бы, что, блядь, сука, блядь, узкожопый я подумал. А он, оказывается, чуваш, блядь. И, наверное, кадыдам, блядь. Ну, так, наверное, не помню, какой разговор был, но, наверное, я сказал, что я Башкортостаннан, блядь. Потом как-то так, блядь. Ну, такая вот хуйня, короче. Понимаете? Вот. Исходя от этого, блядь, вот и думайте, блядь, кто они, блядь, в Башкортостане. Явно какой-нибудь удмурт, блядь. Узкожопый 5 детей точно не родит, блядь. Это вряд ли, блядь. Это другой нация, блядь. Да, ну есть такой патриот. Так, сейчас. Людей одной веры. Любят они пафосно говорить: я родину люблю, но все поехали воевать за деньги, за большие деньги. Но если такой патриот гребаный, то откажись от своих денег ради этой родины. Если ты идейный, иди просто так воевать, без денег. Но нет, все эти слова о любви к родине и патриотизме — это просто блеф, чтобы прикрыть свою банальную жадность. Нет никакого у вас патриотизма. Одни едут заработать в Украину на убийстве людей одной с ними верой. Другие, прячась в тылу, делают вид, что являются патриотами, собирая гуманитарку, устраивая рейды против мусульман. Но ехать в Украину просто боятся. Что я пожелаю этой женщине? Чтобы ваши дети в лучшем случае остались живыми, но в плену украинцев, искупая перед ними свой грех. В худшем, чтобы ни один из них не вернулся в Башкортостан. Не нужна нам такие рашисты в республике. Ну, короче, мен, блин, 100% келишам, нахуй. Вот более-менее адекватные вещи Габбасов порой иногда пишет. Мне аж, блядь, радостно становится. Юрекке бол, блин. Юргизген кебек. Короче говоря, удивительные вещи, что 5 детей, да, ведь вот пошли реально, блядь, заработать по 200 тысяч, миллион, да, считайте, вот прикиньте, да. И интересно самое, мать заработала ли какую-то копейку от этих детей? Вот это самое интересное. Понимаете? Она-то сидит там, ауылда куда-то, блядь, в дыре где-то, блядь, Башкортостана. Получила ли она какую-то копейку от этого? То, что они там творят. Еще один сдох там, блядь. Вот самое интересное, блядь. Поэтому тут самые такие интересные моменты не написаны. И ну, явно кто об этом скажет. То, что просто кто-то урвал где-то эту новость, блядь, то, что они такие, и все, да. И в итоге, короче говоря, ну вот здесь-то название есть этой вкладки, откуда она вышла. Мать нации. Журналистка новой вкладки Анна Залужная отправилась в Башкирию, чтобы понять, почему ушли на фронт сыновья Нины Никифоровой. И как у Нины Никифоровой. Ну, блядь, имя вроде узкожопое, но, блядь, и у удмуртов такие имена есть, блядь. Вот именно у удмуртов есть такие, блядь, еще имена, блядь. Никифорова, блядь, нахуй, Никифора, блядь. Явно, блядь, это как-то что-то такое, блядь. Шулай. Так, окей. Так, это мы читали. Так. Вот. Военный из Чувашии, который ранее снялся в рекламе контрактов на СВО, погиб на фронте. Не ходите на СВО, там смерть. Во. На рекламу СВО, блядь. Заебись, блядь. Давайте послушаем.
В рекламе службы по контракту «Умер на войне». Андрей Семенов с позывным Чапай из Чебоксарского района снялся в пропагандистском ролике с призывом подписать контракт и отправиться на фронт. У всех позитивный настрой. Чапаев, блядь. Дальнейших действий. Готовы Чапаев все до единого дать отпор врагу. рекламку дал, понимаешь, и Выложил умер. глава республики Олег Николаев. Скоро в семье военнослужащего состоится радостное событие. Он и его супруга в ожидании ребенка. Желаю их семье счастья и благополучия. Андрей — образец патриотизма, силы духа и воли. Герой нашего времени. Пусть хранит его Бог и всех наших ребят, написал тогда Николаев. Однако в преддверии Нового года семье Чапая сообщили, что тот скончался в госпитале от полученных ранений. Новорожденный ребенок Семенова остался без отца. Вывод из всей этой истории напрашивается сам собой. До встречи. Давай, до встречи. Ну-ка, вот здесь кто-то пишет комментарии. Игорь Мабишки Шутера. Сейчас я воткну-ка зарядник. Что там? Тут самое интересное я пропускаю, оказывается, комментарии, да? Сейчас, секунду. Кто там обратится, кому обратиться, зачем обратиться, блядь? Поражаюсь над такими людьми. Сейчас, секунду. Сейчас прочитаем. Как это было, да? Так, секунду. Тут вставить надо кое-что. На всякие. Что-то держатель, блядь, валится, блядь. Обратить внимание, мне батарейка садится. Давайте на край поставим. Вот так, короче. Сейчас поближе поставим. Вот так вот. Так, это, надеюсь, на месте. Сейчас. Комментарий почитаем. Альфиядан. Меня вот интересно стало. Мы же любим такие комментарии читать. Что там? Альфия. Так. Мында біздікілер бар ма, жоқ ма мында? Тиктокта. Альфия. Так, Мариям, Қазақ башқұрт бір туған. Рахмат. Альфия, так, Альфия. Амазонка. То, что против хабирян, правда. То, что против Москвы, вы не правы. В каком смысле? Амазонка. Ты о чем? Туғандар, мимында, азыр, секунд. Ты что несешь против русских, тупишь? Самурай, путь воина. Да, против воина. Путь воина. Он призывает объединиться против Москвы, украинцев в помощь зовет. Да, само собой, зову, да. В чем проблема? Ты сам откуда? Я из Уфы, я же говорил, да? Я сейчас просто... Вот здесь где-то ебаная Альфия что-то писала, блядь. Так, правда и только правду. Завтра его ждет пипец. И что там меня ждет, нахуй? Ольга, Наталья, за себя переживай. Мечети — это нечисть для них, а в Москве кричали фашики. Амазонка Наталья. Да найдут однозначно. Наталья. Марьям, вы уже на заметке за лайки. Наталья. Это Марьям из Газана, поэтому ставит лайк. Рахмат за лайки, туғанлар. Бигзур рахмат. Мне вот этот момент не могу, Альфия, Наталья. Пусть ФСБ обратит внимание, а хочет между народами гражданскую войну, как на Украине. Туғанлар, YouTube. Альфия Йоза. Наталья. Пусть ФСБ обратит внимание, он хочет между народами и гражданскую войну, как на Украине. Альфия.
Sen яшьме, хатынмы, sen ишет мені, ей, пәтәксә, Альфия. Не хочет гражданскую, нахуй. Какая гражданская, блядь? Ишетәсме инде манкуртлар, блядь. Эти манкурты узкожопых считают гражданами, блядь. Они не граждане. Они, блядь, отбросы общества, нахуй. Понимаете? Альфюшка. Эй, пәтәксә, ишетәсең меня? Узкожопые это отбросы, нахуй. Как в этот, блядь, кто-то говорил про сперму сегодня, блядь, поп какой-то. Вот сгусток крови, блядь. Вот они вот это, блядь, нахуй. Не больше. Исходя от этого, гражданская война дейірге, сені хаққың юк мында, блядь. А сен манкурт болғаныңа, мы не виноваты. Поэтому, как говорится, уничтожение Москвы, само собой, уничтожение Москвы, это, как говорится, не гражданская война. Это просто уничтожение захватческой Москвы, блядь. Вот как она сейчас уничтожает Украину, мы также просто будем уничтожать Москву. Это не гражданская война. И узкожопые не наши граждане. Башкортостанга нам нахрен не нужны такие граждане. И Альфия, ты тоже нам не нужна. Такая овца, как ты, блядь. Бар нахуй. Пәтәйіңні нахуй. Урысларга сектор, блядь. Хайван. Надеюсь, я тебе ответил, блядь. И ФСБ, нахуй, или там, блядь, КГБ, нахуй, или, блядь, нахуй, я не знаю, сам Путин, нахуй, да пусть похуй, кто будет обращать внимание, нахуй. Если бы я бы не хотел бы, чтобы на меня обращали, я бы сидел бы там, блядь, нахуй, как год сидел, блядь, не показывая себя. Я бы так и сидел бы, блядь, не показывая себя, блядь. Вот именно обращайте внимание. Твоя задача завтра же накатать, блядь, нахуй. Понимаешь, да? Твоя задача завтра же дойти до ФСБ и накатать, нахуй. И война, как говорится, ускорится, нахуй. Как ты говоришь, гражданская, только не гражданская, а против Москвы, блядь. Проблем нету, нахуй. Ускоряй движение. Рахмат сиңа заранее. Пәтәксә. Так, идем дальше. В 2020 году полумиллиона украинцев выехали за границу и не вернулись. Это втрое больше, чем в 23-м. По данным ДПСУ, всего около 3 миллиона граждан не вернулось за 3 года полномасштабной войны. Это почти столько же, как за 11 лет. Это ужас, блядь. Предшествовавших полномасштабному вторжению, то есть с 2011 по 2021 год. 3,3 миллиона. Эти данные касаются только тех граждан, которые выезжали на официальные пункты пропуска. Ну, а которые хуй поймешь, каким путем еще выехали. Допустим, через Турцию там или хз как-нибудь, блядь. По-всякому. Или в другие края, блядь. Да, удивительно. Ну, грубо говоря, если 3,3 за 10 лет и 3 сейчас, вот 6 миллионов. Чпок, 6 миллионов нету, блядь. А сколько еще полегло? Лям минимум, наверное. Или полляма. Хз. Как дальше жить? Сегодня я хотел поговорить о роли пропаганды человеческой жизни. Или только ТТ базарить? Рахмат, в ТТ, да, в телеге, пишите в телегу, в группу, проблем нет. Там, как говорится, есть люди, кто диалог поддержит. В Башкирии певца посадили, который выступал за Башкирию, башкирский язык. Певца? Не знаю. Что за певец? Хз. Какая-то хрень какой-то пишет. Так, 24 киши утра, рахмат, 25 киши ютубта и 2 киши икенче тиктокта.
Так, вот это так читаем, да? Сегодня я хотел бы поговорить о роли пропаганды в человеческой жизни. Мы все знаем о ее силе на человеческое восприятие, которое впоследствии определяет судьбу того или иного народа. Пропаганду можно считать как положительным, так и отрицательным явлением. Лично у меня из положительной пропаганды ассоциируется только за здоровым образом жизни. В остальном я воспринимаю ее как опасное оружие, которым пользуются в своих меркантильных интересах бессовестные политические и религиозные деятели. Вспомни хотя бы крестовые походы на Ближнем Востоке, когда Папа Римский играл ключевую роль в жизни европейцев, призывая их отправляться непонятно куда, только лишь бы освободить святую землю от язычников, причем поощряя убийство и террор местного населения. И один папский легал произнес папский легат произнес следующие слова: убивайте всех, Господь узнает своих. Ничего не напоминает? Или еще исторический пример, когда оба чудовища по имени Гитлер и Сталин путем пропаганды вбили в головы немцев и русских об их исключительности и непобедимости, где только одни должны были править миром. Два отвратительных режима, которые унесли миллионы жизней на земле. Так вот, в нынешней России пропаганда уже давно сидит в головах местного населения, все наивно верят, что Раша встает с колен. Да вот только все никак не встанет. Пропаганда везде, в детских садах, школах, телевизоре. О, это точно тошнилово, блядь. Даже в последних разговорах она также присутствует, просто ее не замечает, поскольку она просто вошла в жизнь каждого. Обидно, что малочисленные народы на этой самой территории отравлены ею настолько, что всякие попытки их переубедить не приносят результата. Этот яд, проникший в их головы с детства, оставляет отпечаток на всю их жизнь. Какой процент среди населения РФИ думающих людей, которые все понимают? Очень ничтожный, всего лишь 1%. И то из этих 99% каждый день вот так сидят и пишут негатив, блядь. Да все недовольны властью и ее хают, но на кухонных посиделках. Но никто не размышляет, почему так происходит. За что местные чиновники могут тебя обманывать и ставить тебя ни во что. Вместо этого все дружно вдыхают и повторяют, как мантру: Бог терпел и нам велел. Зато царя своего поставят в красивую рамочку и будут на него молиться. Вот это и называется рабская психология, где население готово собой жертвовать, не понимая того, что жизнь человеческая дана для того, чтобы жить, а не приносить себя в жертву непонятно за что. Чем меньше вопросов у рабов, тем лучше для власти. Но власть использует пропаганду только потому, что этого хочет сам так называемый народ. Прекрасно разбираясь в психологии, она говорит то, что приятно населению. К сожалению, вылечить это можно только путем декоммунизации, хотя это может занять многие времени. Должно смениться 2-3 поколения, когда людей можно называть людьми, а не рабами. Пока террористические государства в лице России еще живо, говорить о положительных переменах достаточно рано. Вот правильные мысли. Это как раз, бля, про ваших, блядь, зомбоящиков, зомболюдей и всякая, блядь, хуйня в виде этой бабушки с 5 детьми, нахуй, которых отправила. И всякая молодежь еще тупая, нахуй. Как я всегда говорю, блядь, каримовские дети, нахуй, которые, блядь, нахуй, вот эти каримовские дети во время Каримова родились, они же тоже в Узбекистане такие зомбированные долбоебы. Это то же самое. Здесь теперь путинские дети. Как раз 25 лет, это вся быдло, нахуй. Вот это вся быдло, нахуй, сейчас там, вот там орудуют, блядь, нацисты, хуисты, трактористы, нахуй, вот эта вся хуйня, блядь. Вот это они. Все поэтому в масках, узкая община, и хуй поймешь, кто под маской, блядь, нахуй. И в итоге, короче говоря, они нацисты, блядь. Вот, блядь, Путин кого родил, блядь, за 25 лет, нахуй. Поэтому он и развелся, нахуй ему, блядь, дети, жена, блядь, нахуй. Он женился, блядь, как говорится, на вот этих своих рабов, блядь, грубо говоря, блядь. Он управляет ими, блядь, нахуй. А тут жена, блядь, мозга ебала бы, дети мозга ебали бы, грубо говоря. Блядь, нахуй они ему нужны, блядь. А тут он один, блядь, сам собой, 24 часа сам собой, все думает, как ебать дальше народ, блядь. Понимаете, таким придуркам не нужна семья. Когда есть семья у таких придурков, они могут стать мягкими.
Понимаете? Потому что все-таки женщина и так далее, у него мысли мягкие появляются. И поэтому в этот момент они избавляются от семьи, чтобы жесткость нахуй не уменьшалась. Человечность не прибавлялась, а становиться, блядь, гандоном последним, блядь. Это вот в вашем флаконе Путин, блядь. Под кем вы, нахуй, всю жизнь эту, нахуй, 25 лет прожили. Вот эти молокососы ебаные, 25-летние сейчас. Эти и есть дети Путина. А ихние родители, это быдло, которые родили вот таких ублюдков, нахуй. А эти ублюдки, блядь, конечно же, рождены коммунизмом, блядь, нахуй. Вот такая периодичность. И еще добавок, они узкожопые, блядь. А наши манкурты, блядь, ну, конечно, это пиздец. Превзошли их даже, блядь, нахуй. Наши манкурты превзошли тем, чтобы уподобиться им, блядь. Они уподобились этой поеботине, нахуй, этому говну, блядь, нахуй. Теги, курдым да ульдым деген сөз бар бізде. Мына олар курдылар да, блядь, мен урыс кебек болам, блядь. И мына урысқа айландылар. Аллах тағаламнан лағнаты мына шул була ул. Аллах тағаламнан лағнаты har xil bo'lishi mumkin. Sen bilmaysan ne deyu bo'larga может. Bu da shuluq la'nat. Manqurtlarning la'nati mana shu. Mana shu deb o'ylayman. Mana shu deb o'ylayman men. Chunki Alloh taolam, как говорится, так скажем, дает, как говорится, по своим заслугам, да, так скажем, блядь. Вот что ты просишь, то и дает он тебе. Вот эти манкурты, блядь, просили быть нахуй, как узкожопые, блядь, говорить, как они, забыть свой язык и так далее. Вот это и есть. Вот это и есть Аллах Та'алям лa'наты, который дал, блядь, как говорится, вам так, что, блядь, вы унести не можете его, блядь, нахуй. Унести. А вы не унесете. Только гроб, как говорится, придет за вами. Вот и все. И там вы, как говорится, будете доказывать потом Аллах Та'алям, что вы были, блядь, честны, блядь, но были манкуртами. Примерно так. Только так. И вот как раз из этой темы, я читал об этом сегодня или нет, я или не дошел до этого. Чеченцы опять демонстрируют благоразумие. Родственников, которые попали на СВО, чеченцы выкупают, отправляя взамен Иванушек-дурачков. Если русских так триггерит улица имени Степана Бандеры в Черновцах, вот пускай они за нее и умирают в мясных штурмах. Ясырь походу за двухновой дичью, традиционной ценностью у тюрок и башкиртов. Хотели русские возрождения традиционной ценности, оказались в роли баранов, которые ведут на аркане и продают на рынке. Ну, вы, наверное, сегодня слышали об этом, не знаю, сейчас попробую еще раз демонстрировать. Вот этот уебок. В Грозный приехал. В состав Ахмат, мне сказали, состав Ахмат. Типа меня примут. Ну, 2 месяца слышали, я наверное. уже в заперти. Сейчас на данный момент вы видите, как мы спим. То бишь нас, короче, своего рода и ничего нам не говорят, и тоже мы сейчас в данный момент узнали и подтвердили, доказательства мы приложим. Это самое, как вам там непонятно, узкожопые, черные сами, непонятные того, люди. Что нас продают здесь. Продают за тех людей, которые совершают правомерные здесь нарушения. Там за алкоголь, там. Это их определяют, то бишь в СВО. Ну, чтобы они откупились, они платят деньги за это. То бишь энное количество. Ну, кто как, кто 300, кто 500, в зависимости от людей. Марьям Таким Рахмат. макаром, короче, мы вот здесь находимся. Нам никто ничего не платит. Кто 2 месяца уже здесь находится, кто 2-й месяц. Вот как бы так. Вот посмотрите, вот следующие люди. Вот следующие люди еще есть, я их не видел, оказывается. Явно там узкоглазые, буряты или эти, саха. Кто там? Вот рассказывай там дальше. Мне говорил Никита Андреевич, приехал сюда добровольно, сказали то, что побудете тут пару дней и вообще молокосос, вообще сопляк. Вот это дети Путина. Будете служить там полгода, сопляк. Работать будете в Чечне, и полгода есть такая доля вероятности, то, что отправят на Украину. Сегодняшним днем узналось то, что за меня заплатили 250 тысяч. Вытащили того пацана, который здесь за меня был. Сегодняшним днем я к людям подхожу, говорю, то, что у меня на СВО нашли труп отца, но меня никаким макаром отсюда вытаскивать не хотят, чтобы я поехал на опознание. Короче, приехали мы сюда
добровольно и сами себя посадили в тюрьму. За нас там какие-то обмены они там поделали, эти полиция, короче, там, вот я сижу уже второй месяц здесь. Вот. Астра это. И как бы, ну, никаких сдвигов нет. Вот батальон, тут какие-то они там попридумывали суды, кого-то за этих там, кто правонарушители, вот мы за них сидим, и мы должны за них типа на СВО. И, типа, это вы типа мы приехали, говорят, добровольно сюда, вот и пофигу, типа, да должны. Ну чё, узкожопые, где тут этот, блядь, Альфия или кто там, блядь, тут кабинилась, овца ебаная? Ты где он, да? Пятакся? Мына, иштәсең мына. Шунардан соң, блядь, мен бит сезнең белән любойың белән дебатка чыгам, нахуй, любойың белән, нахуй. Мына, на любого я тебе, блядь, компромат найду, блядь, пидорасы. Мына шуны күреп торып, мына шуны, ну, я сейчас в YouTube, это, в ТикТоке здесь была Альфия. Примерно вот таким альфюшкам, вот, ишет меня, блядь, мана, астрана кора, вот, не пизжу, вот, телефон, вот, хоть у меня в телеге, хоть в астру зайди, посмотри, и вот, Альфия, ишет меня, блядь, хайван, вот это, ишенде, Ахматта, ты не думаешь, что башкорт, блядь, татар не было, Ахматта, башкорт, блядь, татар было тоже, просто до нас не доходит это. Если Вагнер был. Вагнер, да, башкорт был. Вагнер, башкорт в Африке. Сдох. Ахматта до хрена наших. Они ведь еще в тот же момент становятся резко мусульманами. Резко мусульманами становятся, их до хрена там. Да, сделали они. Сейчас покажу я вам. Доступ. Блять, как показать? Ладно, достану потом. Прочитаю. Эфир мне блокнули. Узкожопые в ТикТоке накидали страйков. Доступ к трансляциям заблокирован. Описание трансляции. Башкортостан, хам Татарстан. Даже у меня ничего такого не было, да ведь? Сколько часов это было? Видите, вот ТикТоку нельзя верить. Считайте, я это видео уже не вытащу. Вот сколько видео шло, да, ведь уже несколько часов идет видео. Во сколько я начал? 9:30. 5,5 часов видео идет. Это видео уже я не вытащу оттуда. Теперь что написано? Статус доступа к трансляциям заблокирован, грубо говоря. Вы снова можете выходить в эфир, участвовать в трансляциях с гостями с января, с 23 января. Сегодня какое число? 15. Понимаете, да? Бахнули. И какая хуйня? Отзыв. Разжигание ненависти словами или действиями. Понимаете, как бан они кинули меня? На какой бан? В ТикТок, потому что китайский. Гнилой нахуй. Вот здесь еще один ТикТок есть, гондонский. Китайский. Эй, гондоны, тиктоковские нахуй. Шкуры продажные, блядь. Когда пидорасию начинаешь вот так чмырить, ТикТок банит. Мы знаем, Китай, как говорится, тесно связан с русней, блядь. Вот это и есть доказывает. Поэтому это еще одна наша задача уничтожить нахуй эти связи. С Китаем мы точно дружить не будем, блядь, нахуй. Китай как кутакуерга полностью игнорировать нахуй Китай, блядь. Пусть хуи сосут нахуй у себя там, блядь. Мы без Китая выживем. Мы голые не останемся. Есть Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Казахстан. Голые мы не останемся. Ваши вещи нахуй нам не сдались, блядь. Так что вот так вот. А с своим ТикТоком пошли вы нахуй. Вот такая вот хуйня. Сейчас вот вытащу зарядника, постараюсь показать, что произошло. Вот. Чтобы вы понимали. Вот такой бан идет. Вот такой бан прошел сейчас. Ну это такое. Я уже не первый раз такой получаю. Хуй с ним, блядь, нахуй. И пока... кстати, давайте я объясню людям, блядь. Скрин сделаю. Считайте, там сейчас у меня 25 человек сидело.
А впервые, сейчас тоже я сейчас сделаю скрин. Хорошо вышел скрин. 1К сидела сегодня. Понимаете, 1К это вроде бы 1К это 10 тысяч вроде бы. 1К это 10 тысяч. Впервые, блядь, нахуй в ТикТоке у меня 1К, я не знаю, или это 1000 1К, или 10 тысяч. Ну, вот столько зрителей сидело впервые, блядь, я просто в ахуе, блядь. Длительность больше, чем у 98% авторов со сходными показателями. Длительность. Вот из них кто-то нахуй кинул бан. Ну, явно вот это на Альфия, наверное. Которая, блядь, последний раз. Сейчас. Длительность эфира 5 часов. Длительность 5 часов эфира. Шунды халюслар. Ну, надеюсь, потом почитаю, я все выкладывать буду в телегу, короче. Разберемся. Проблема-то Улинда. YouTube бар, TikTok бар. Не в этом. Уже койгырмым. После того, как 3900 YouTube мне бабахнул, мне уже койгырмым, короче говоря. Вообще похрен. Главное, мы живы. Вот здесь почитай. Турция не может быть никогда близким народом, она как раз только свои интересы преследует. И Украина делает большую ошибку. Ну, насчет Украины и большая ошибка, понятно. Но они только ведь это, я думаю, сделали такой момент, это с Сирией, блин. Вот в Сирии что-то они вот с дронами помогли, туда-сюда, да, сирийцам. Вот этот промежуток, наверное, он нужен был им. Почему? Чтобы хоть как-то пришучить Путина. Но вы вот этот момент как раз-таки, я опять возвращаюсь, не можете понять. Ладно, Сирия сделали, молодцы. Главное, тут другим вещам радуемся. Тюрьма освободилась. Тюрьма народов. Это уже радость. Если бы это не произошло бы по причине украинцев, понимаете, это Аллах Та'аля делает такую причину. Создал Украину, причина. Украина создалась причиной, чтобы спасти Сирию. Теперь вопрос остается спасти Палестину и саму Украину. Понимаете смысл какой? Украина помогает Сирии, но получается Украине некому помочь. Поэтому как раз таки наш выход сейчас должен быть. Башкортостан или Татарстан должен, обязан помочь, как говорится, Украине, чтобы избавиться от этого, блядь, нахуй московского болота, блядь. И в тот же момент мы сами тоже себя спасем. Ну, это же идеальная, блядь, ситуация. Это идеально. Это просто, блядь, мы не можем понять, услышать друг друга. Понимаете, мы просто должны друг друга услышать и просто тупо взять оружие и пойти на Москву, помочь, напрямую помочь Украине. Вот и все. Тут нет ничего такого необычного, блядь, секретного какого-то, блядь. Это необычный, если было бы какое-то секретное задание, блядь, я не знаю, блядь. Но это же не секретное задание, это конкретная тема, блядь. Все хотят, вот орут, все, и Габасовы, все орут. Этот Сырос Балаян орут, блядь, независимость. Так уже все знают. Навальный все знают. Все знают. Тут нет секретов, блядь. У нас только один выход, блядь. Выход, блядь, вооруженный. Оружейное, блядь. И все. Только таким выходом мы сможем что-то добиться. Короче, так, про чеченцев мы сказали. Ну вот, чеченцы молодцы, мы говорим, да, ведь молодцы чеченцы говорим. С одной стороны, да, ведь все они так классно делают, друг друга вытаскивают, не умирают, то и все. Но это ведь, блядь, опять-таки, блядь, та система манкуртов,
А они тоже, по идее-то, там, они нахуй не нужны. Понимаете? Это из той категории манкуртов, блядь. Кадыровцы. Как они, недавно где-то что-то слышал, не надо, говорит, нас, чеченцев, в одну гребенку закидывать. Кадыровцы. Их нужно называть, оказывается, кадыровцами. Все, а это не чеченцы, кадыровцы. А мы будем называть их манкуртами. Вот и все. Не надо там кадыровцы, не кадыровцы. Манкурты чеченские. Они, как говорится, по идее, там тоже, блядь, как обуза. Или они будут нахуй сидеть в тюрьмах там, живые, или должны быть уничтожены. Чтобы, блядь, не создавали нам геморрой, блядь, по дороге где-то на Москву. Вот примерно так. Ну вот, опять какой-то момент. Они идут на войну по зову сердца, а потом оказывается, что по зову денег. Долги надо закрывать. Так выглядит полное отсутствие осознания реальности. Послушаем. За что? Ну, он пошел по зову сердца, я не знаю, у него там свои идеи. Он звонит жене. Принимал решение один. Во-первых, давай сразу... Всегда один со своими... Нет, смотри. Что вы средства, интернет. Какой интернет в России? Давай по-другому. Во-первых, он пошел не по... Это... Теперь так и будет. А у нас теперь, все заклинило тут на одном месте. Во-первых, он пошел не по зову сердца, а по зову долгов. Правильно? За бабками. Ну, это точно. Ей стыдно А скажи говорить. мне, как это вообще За деньгами. тебе живется, когда муж пошел убивать за деньги в чужую страну? Как мне живется? Да. Мне плохо живется, плохо очень. Тяжело. Вернемся к моему вопросу. Если бы его убила, за что бы ты отвечала? Вот ты бы отвечала дочке на вопрос. Мама, а где наш папа? А ты что говоришь? Он погиб. За что? Бля, что он улыбается? Я улыбаюсь. Я не знаю, за что. Я не знаю, за что. Я не знаю, за что ответить на этот вопрос. Отвечать детям нужно правду. Первое. Он погиб за деньги. Пошел зарабатывать, чтобы погасить долги и кредиты. Правильно? Да. Раз. Второе. Погиб за сумасшедшего, который начал самую кровопролитную войну. А где вы живете? Саратов. Сколько это километров? 1000 от Москвы. Саратов. Саратов. Из Саратова эти. То ли узкожопые, то ли кто они из Саратова. Хз тоже, блядь. Это какая-то мордва, может, или что это, блядь? Интересно, блядь. Ну вот Брил Лакваламбетинда. Вот это изначально вообще не прочитал. Год назад, 15 января, тысячи башкир вышли против произвола так называемой власти и против того судебного беспредела, который она устроила в отношении Фаиля Алсынова. Хотя на самом деле в отношении всех нас, кто против оккупации нашей земли, против геноцида нашего народа. Мы вышли сказать свое «нет», мы не согласны. За это нас обозвали нацистами и экстремистами. За это нас били и пытали. И за это нас судят до сих пор, выдвигая вымышленные обвинения и лишая свободы на реальные годы. Хотя мы правы во всем пунктам. Мы за справедливость для каждого, а не только для тех, кто носит погоны и ездит в роскошных служебных машинах. Мы за обновление власти, но нам не нужна очередная марионетка из Кремля. Мы за будущее наших детей на нашей земле. Мы за независимость, и только вместе мы победим. В этот день передаем привет Радию Фаритовичу, по доносу которого Фаиля посадили. Ты даже не представляешь, скольким людям своей глупостью и недальновидностью ты перешел дорогу. Поэтому в 2025 году тебя ждет много приятных сюрпризов. Само собой, Хабировка обязательно нужно конкретно начинать донатить. Как говорится, конкретно, блядь, заказывать Украинсларга бомбежку по хабировским хатам, по всем хатам
и в какой-нибудь точно попадем, и мы выцепим этого Хабирова где-нибудь. И также по Минихановским и Шаймильским хатам. По сыновьям, по как раз-таки, где они там хозяйничают, по ихним, блядь, мероприятиям, везде, везде, везде. И, само собой, по дроновому заводу, блядь, нахуй, Алабугага тоже надо шлепнуть, нахуй, что-нибудь побольше, и тротила побольше надо чпокнуть туда, чтобы оно все ебеням, нахуй, все потерялось, эти шахеды, блядь, раз и навсегда. Короче говоря, не только бензозаправки стрелять и всякую хуйню, блядь, пулять, займитесь уже конкретно другой, блядь, позицией, которая будет уничтожать уже инфраструктуру, блядь, а не просто тупо какие-то, сука, бензин туда-сюда. Это хуйня, блядь. Вы в России, бензоколонка это. Огромная бензоколонка России. Вы хотите истратить бензин, что ли? Или этот, куда-то деть бензин? Нихуя вы не денете бензин у нас, блядь. На каждой дыре у нас бензин, блядь. Как вы можете у нас истратить бензин, блядь? Поэтому, исходя от этого, надо долбить, блядь, существенные места. Это можно по депутатам, нахуй, по мэрии. Вот чпокать надо мэрии, блядь, все мэрии, нахуй, чпокать надо. Еще какие-нибудь такие места. Именно где сидит эта поебутина вся делегация. Я не скажу, чтобы вы долбили, как они же, по больницам и так далее. Нахуй это надо. В больнице лежат вообще, как говорится, никчемные люди, блядь. А долбить надо, как говорится, именно по депутатским местам, блядь. По белым домам, блядь, так называемым. По президентским домам, по мэрии там, по кадыровской хате. Вот так, туда надо долбить, блядь. А не где-то куда-то нахуй. По мелочным, блядь, какие-то бензинзаправкам, блядь. Нахуй это надо. Если долбить, примерно долбите, знаете, какую, блядь, вот украинцам, да я вам заказ даю. Хотя бы, чтобы, блядь, нахуй, как подводная лодка Курск, блядь. Вот такой размер должен ущерба быть. Подводная лодка Курск. Представили? Но вот этот масштаб найдите на земле. Вот такой масштаб ебашить надо. Где такой масштаб? Только вот эти здания, где сидят эти, блядь, взрослые дяденьки, нахуй, которых надо уменьшать. Я же в тот раз говорил, вроде бы, то ли нахуй 4000 сказали, то ли 40 тысяч нахуй депутатов только в Москве, блядь. Если не спиздеть, если я правильные цифры помню. Вот что такое на 4 помню, блядь. Ну явно 4000 или 40 тысяч депутатов только в Москве, блядь. Наверное, 4000. 40 тысяч не может быть же. 4000 будут депутатов в Москве, блядь. Сука, что за депутата 4000, блядь? Вот их надо долбить, блядь. Всех в одной куче сразу чпокнуть по Москве куда-нибудь. А, вот еще, вот это я не читал. Зеленский подписал закон об учете 17-летних призывников. Согласно закону, каждый год с 1 января до 31 июля юноши, которые исполняют 17 лет, берутся на учет призывников с помощью электронного кабинета личного прибытия ТЦК и СП. О, 17-летних уже будут на учет брать. А что? Потому что уже некому нахуй. Некому идти, чтобы они не проебались к 18-летию, чтобы не потерялись. Сразу же год вперед их будет цеплять. Вроде бы я в Башкортостане также ходил, блядь. И вроде бы не спиздеть, и в 16, блядь, что-то ходил, и в 17 ходил, туда и сюда, блядь. Оно вроде так и должно быть. Ходишь туда, блядь, анализы сдаешь туда и сюда. Смотрят всякую херню. Что такое, блядь? Проверка связи, так скажем. Так, это чисто просто, ну, такая. Нейросети снижают нашу способность мыслить на 20-30%, пишет Insider.ua. Чем больше задач мы делегируем ИИ, тем больше мозг отдыхает, теряя навык самостоятельного анализа и оценки информации. Ученые называют это когнитивной разгрузкой, которая постепенно ослабляет критическое мышление. Но по идее так и есть.
Вот я сейчас, я не знаю, как Башкортостанда, Татарстанда вообще дети вообще учатся, как они делают уроки. Сейчас, наверное, любую математику можно решить через интернет, блядь. Раньше мы искали, как это делать, как. А сейчас просто, наверное, задаешь, как мне плюс 4 плюс 2 делить на 3, там, умножить на миллион, там, и все. И тебе выдает ответ, нахуй. Ребенок пишет, наверное, так, и все, идет в школу, все. Дуб-дубом, нахуй, в оконцовке, блядь. Вот так, наверное, я думаю, сейчас происходит все. Потому что и мы не знаем, родители даже не знают. Сейчас такие книги, говорят, дают там, которых хуй поймешь, что за математика, нахуй, или там, что за геометрия, которую даже мы не изучали. Поебутина какая-то, новшество, блядь. Так. Не знаю так, не знаю так. Вот это я закидывал как раз таки. Давайте вот на этой теме, наверное, будем уже закрываться, потому что у меня уже контузит меня конкретно. Интернет у меня скоро крякнет, наверное. Что-то это тупит интернет. Так. Батыр Башкурди. Из этого группы, короче, откопатил. Так, привыкание к злу разрушает душу. Болезнь привыкания. Это процесс, при котором человек привыкает к плохой ситуации или повторяющему ремерскому явлению настолько, что оно становится частью его повседневной реальности. Со временем это приводит к снижению чувствительности к происходящему, даже если человек признает, что это боль, несправедливость или нарушение прав. Этот феномен особенно характерен для трагических событий, таких как бедствия в Газе, войны, разрушения, вызванные силой или ужасом, навязанные авторитарной властью. Признаком такого привыкания является утрата человеческой способности активно реагировать на страдания, которые он постоянно видит или слышит. Вместо того, чтобы чувствовать боль и необходимость действовать, люди начинают воспринимать трудности как неизменную часть реальности. Это опасное привыкание может привести к следующим последствиям. Первое. Утрата человечности. Человек становится неспособным осознать масштаб страдания и теряет интерес к помощи другим. Второе. Равнодушие. Со временем люди перестают сопереживать и реагировать на боль пострадавших. Ну вот как Газа, Сирия, как мы забыли вообще про Сирию, и Украина. Украина 3 года. И нам похуй. Как раз вспомнил, блядь, как раз. Куршавель, нахуй. Все пидорасы узкожопые кайфуют на Куршавеле. Им до пизды вообще до войны, блядь. Им до пизды до своего народа даже. Не то, что ладно, врагов думают они, украинцев. Им до пизды. Они Куршавеле воюют. Между собой, блядь. Они кайфуют Куршавеле. И там как еще было написано, что французы в ахуе, блядь, от этого всего, наверное. Что во Франции отдыхают узкожопые. Тратя, блядь, на их территории Куршавели все бабосы, нахуй, грубо говоря. А тут, получается, эти долбоебы, нахуй, за этих пидорасов, получается, умирают, воюют. И самое обидное здесь, что Башкортостан, Татарстан это делает, блядь. Критические долбоебы, нахуй. Тут уже, блядь, даже критическое мышление ИИ там, да, читаем, то все, это не поможет. Это до такой степени тупизм, что узкожопые депутаты, Хабиров, Миниханов на каких-то островах, блядь, Монако, Хуйнако, блядь, отдыхают, блядь. Где там они отдыхают? А вы в окопах гниете. Вот почему вы этого не можете видеть? Почему до такой степени вот этот зомбоящик вас зомбировал? Мы даже вам не можем открыть ваше сердце, что ли? И вот это очень, очень печальная вещь, блядь. То, что вы не можете, блядь, от этих
своих каких-то нафсов избавиться. А потому что это иман деген әйбер юк. Иманны теге үстерергә кирәк, төшеп китте, өскә, аска дияләр. Ничего, нет. Я этому не верю. Üstte, аста. Это нафс. Нәфсне тыя белсәң, üstte кирәкме, аста кирәкме, все, нәфсеннән котылырга кирәк. Үзеңне аш нәфсең бар ишеңдә һәр вакыт. Вот скоро ураза придет, и во время уразы говорят, вопрос задавали. Мухаммад Пайгамбарыбызга, само собой, наверное, задавали, или Аллах Таалямга задавали. А как во время уразы закрывают, получается, говорят, всех шайтанов приковывают туда-сюда. Вот ничего нету же, шайтанов нету же, говорят. Все, да, все, кайфуй, шайтанов нету 30 дней. Нет. И там появляется ответ. Шайтан есть один шайтан. Твой нафс. И он всегда с тобой. 24 часа на 7. Он всегда с нами. Вот этот нафс, шайтан, он будет нас преследовать даже во время 30 дней уразы. Оригинальных шайтанов не будет, но нафс внутри нас, он будет с нами всегда. И мы с ним умрем, он всегда с нами, мы его можем только перевоспитать. А перевоспитание у каждого в твоих руках. А если ты алчный, и ты идешь на войну ради денег, это и есть твой нафс. Этот нафс ты не можешь, как говорится, мне что-то сказать, я чтобы как-то его помог тебе это сделать, я не могу. Это ты должен, блядь, переебашить его нахуй внутри себя, блядь. Твой нафс, твой шайтан. Вот и все. Тут, я не знаю, как за это укытып жибер. Каршыкка барып, укытырга керек сени. Чувство третье, чувство беспомощности. Вот именно. Вот у вас чувство беспомощности. Трагические события начинают восприниматься как неизбежное, что лишает человека мотивации к изменению ситуации. Вот. Это как овощи. Вы овощи, которых, блядь, вон нагрели, захуярили. Это овощи вы такая. Не можете ничего делать. Вас подогревает. Вы ничего не можете шевелиться дальше. Если человек не предпримет активных шагов для взаимодействия с этими трагедиями, например, через участие в благотворительных акциях, повышение осведомленности или предоставление помощи, привыкание к страданиям, только усугубит тяжелые обстоятельства. Рахымлык биткән. Рахымлык юк кешедә. Рахымсызлык күбәйгән. Ул дигәне, шул ахыр заманны ниндидер осколки, как говорится, мы наблюдаем от этого всего, блин. Коран предостерегает от этого явления. Всевышний Аллах сказал: после этого ваши сердца ожесточились и стали как камни, или даже еще жестче. Сура Аль-Бахара 2.74. Сура. Вот и есть доказательства. Этот аят указывает, что постоянное пребывание в грехе или пассивная реакция на события могут привести к ожесточению сердца и накоплению духовной нечистоты, что ослепляет человека и делает его нечувствительным к урокам, которые несут события. Но безнекенда не то слово даже. Здесь мы рядом не стояли. Безнекенда башта иманны табарга керек. Иман юк. Безнең халыкта иман юк. Кайдан булсын инде вот эти нечистота, там грехи и так далее. Или что-то в этом роде. Иман юк әле бездә. Иман булса, обязательно у вас была бы мысль другая, что вы не пошли бы на эту войну. Вы бы не пошли бы на эту войну никак. Но вот этот нету имана и дает вам, как говорится, тот нафс просыпаться. И вдобавок еще не время уразы, шайтаны. Шайтаны атаковали вас вовсю. И вы ослепли. И так, нечувствительно к урокам некоторые. На события могут привести к ожесточению сердца. Так, этот аят указывает, что постоянное пребывание к грехе или пассивная реакция
на события могут привести к ожесточению сердца и накоплению духовной нечистоты, что ослепляет человека и делает его нечувствительным к урокам, которые несут события. Нет. Кстати, насчет уроков. Башкортларга, хамтотарларга, дагестанцам и чеченцам урок вам ясен же. Мы вам для чего? Мы вам не имамы, не муллы. Мы вам просто, как говорится, хотим показать, что, убивая людей за Путина, вы, как говорится, ничем, как говорится, вот то, что вышеперечисленными уроками вы не будете, как говорится, сыты. Вы не можете уловить, как говорится, наших слов, потому что, как говорится, вам, зомбоящик несет лучше всю эту пропагандонскую херню, блин. Хз, короче. Всевышний Аллах также сказал, когда же им напоминает, они отказываются помнить. Отказываются. Но это игнор. Это и есть игнорирование, и говоря, что Путин хороший. Из этой категории бабушки, которая отправила 5 детей. Путин хороший. Раз пошел, второй пошел, третий, четвертый, пятый. И только остается рожать еще. Этой бабушки. Сура Аль-Сафат 37.13. Причиной этого может быть их убеждение в том, что они защищены от бедствий или наличие у них благ, создающих психологические барьеры и оправдания. Нет. У них одно только оправдание, что они, как говорится, убивают нацистов. У них есть одно оправдание. Блять, они ищут нацистов. Но только этих нацистов нету. Попадая в плен, они понимают, ёпта, тут-то цивилизация. Тут же цивилизация. И это сравнение я не от обычного народа, я вам скажу сейчас пример, от тюремщиков. Тюремщики, которые попадали. Вагнер, всякая поеботина. Корейцы сейчас. Вот от них. Вам от них, блядь, пример, что различия украинцев явно они должны почувствовать. Украинская тюрьма — это как европейская в данный момент идет почти что. Чуть-чуть условия не такие. Потому что война идет, ёпта. А в России ГУЛАГу есть. ГУЛАГа. Так. Дальше. Аллах сказал: когда мы даруем милость человеку, он отворачивается и удаляется в гордыне. О, это мое прям любимое слово. Кибр. Высокомерие. Кичливость. Такабрлик. Тагын нинди сезгә сүзләр әйтергә, что вам доходило. Сезнең такабрлигегез үзегезгә генә. Сез аны кабергә дә алып китәсез. Шул кабердә шул такабрлик белән Аллаһ Тәгаләгә сез еще встанете, отвечать будете. Вот это удивительный момент. Это просто ужас. Кибр Коранда әйтелгән кибр турында говорится, что маленький вот песок на частице, если кибра у тебя образуется, это считай все. Ты в огне, грубо говоря. Ты за это будешь отвечать, я не знаю, сколько там, неизвестно времени. За вот этот кусок песка, кибера твоего сердца. А у вас сколько? Вы же зомбаки, блин. Вы все состоите от этого кибра. Кичливость. На русском. Гордыня. Гордыня, типа мягко сказанная. Именно вот эта кичливость, блядь. Кичитесь. Сура Исра 17.83. Таким образом, отрицательное привыкание может привести к забвению человечности и упущению возможности принести добро. Доктор Саид Аль-Гамди. Вот. Какой-то доктор, он коротко нам изложил какие-то тезисы от ислама. И мы понимаем, что если мы мусульмане, значит,
мы должны бороться своим, одним словом, нафсом, шайтаном. Вот и все. Поэтому... вот это тоже я еще, чтобы понимали, я вот так покажу. Вот этот, я услышал просто, это подкаст. Я просто повторюсь, просто если захотите послушать, послушайте и поймете, что такое асадовская тюрьма, что такое джаханнам в тот же момент. Вспомните, что такое джаннат. Вспомните, что такое Башкортостан, Татарстан халқы, Ичкерия, Дагестан. Вспомните, за что вы убиваете украинцев. Надеюсь, вам это дойдет. И это называется «Воспитать сына в тюрьме Асада. Ужасы тюрем Башара Асада. Сирия. Сахва». В этом трогательном и эмоциональном видео Мухаммад делится своей ужасной историей, проведенной в тюрьме. Вместе с сыном Мухаммадом она рассказывает о том, как, находясь там. Я вроде говорил, не говорил, как там, какой ужас. Я его прослушал. Ну, наверное, вот так вот ставлю иногда, когда у меня время есть, слушаю. И там невозможно удержаться. Это я как бы сейчас как-то рассказываю такой стороны, улыбкой своей. Но там не до смеха. Короче говоря, коротко расскажу, о чем там. Ставить уже не будем. Тема, как она попала туда с семьей, братишка, она и отец. При ней сломали отца, при ней ломали руки, ноги братишки. Потом с ними что дальше произошло, не помню. Что тут такое, живы, не живы, хз. Или всех утилизировали. И она будет изнасилована, рожает пацана. Только где-то 2 месяца она заболевает туберкулезом. Его у нее забирают. Все, она попадает в какую-то закрытую территорию, а ребенок также в тюрьме, только в другом месте. От грудного молока оторвали, дают уже смесь. Как-то живет. В итоге она встречается с ним, когда ему то ли 2 месяца, то ли 2 года. Непонятно, блядь. В итоге она сидит, она уже все забывает, что почем происходит. Ну, всегда помнит о сыне. И каждый день с ее хаты в обезьяннике забирают, девушек, насилуют, забирают, насилуют, приводят. И на следующий день увозят кого-то. И они не возвращаются. Их переодевают в другую одежду. И все. Утилизация. И каждый день это. Каждый день. И она ждет свою смерть. Она ждет свою смерть. Ну, если она рассказывает, значит ее смерть Аллах Та'аля оставила потом. Она выходит, получается, наверное, и сына встречает. Короче говоря, она выходит, освобождается. И вот эта освобожденная, наверное, я так думаю, сестра, эта мусульманка, рассказывает это где-то, ну, это подкаст, 15-20 минут, наверное, речь идет там еще больше. Исходя от этого, мы должны понимать, что вы сейчас в таком же положении. Вы, грубо говоря, в этой пидорасии находитесь в асадовской тюрьме. Вся, представьте. И из этой асадовской тюрьмы вы, получается, идете так же, как и асадовские воины, вот эти пидорасы. Кто они там по нации были, блядь? Вот эти недоделанные нахуй арабы какие-то. Вот это поебутина. Не помню, вот это на букву А или что-то, нация какая-то, блядь. Асадовская нация, блядь. Сраная, блядь. Вот эта нация, и как себя вела, вы сейчас в таком же состоянии. Получается, вы сейчас, особенно мусульмане, грубо говоря, убиваете как будто бы вот этих повстанцев. Представили? Вот этих повстанцев.
исходя от этого, вам точно, как говорится, придет такой же бумеранг. Поэтому призываю любого нормального башкорта, татара, чеченца, дагестанца, всех мусульман идти на Москву. Наша задача остановить вот такой вот, грубо говоря, геноцид. Геноцид наших людей, деградация наших людей, уничтожение, в конце концов, наших семей. Каждый ушедший мужик оставил дома семью. Дети, блядь, без отцов, хоть и манкурты. Блядь, полный пиздец, блядь. Жены без мужей, блядь. Все, полнейшая деградация, блядь. И вот это все, весь шквал, еще которых инвалидов, вернется к нам добавок. И вот радуйся нахуй. Вот к чему вы докатились. Башкортлар, татарлар, чеченцы там тоже умирают. Это явно, блядь. Не надо говорить, что они не умирают, блядь. Их тоже хуево туча умирает там. И дагестанцев тоже. Все умирают, все. Но вы, видя, слыша каждый день, как мы долбим вам об этом, вы игнорите. И ни один из вас не сказал: давай мы идем с вами, давай мы идем с вами. Никто из вас не сказал об этом, блядь. Никто. Вот сколько времени идет, я вот заметил, блядь, год прошел, блядь. Никто не говорит: я с тобой пойду. Мне пишут люди, все молодые. Все молодые. Ну, молодыми мы не пойдем. Молодые должны жить. Пойдем только 30-50. Все. Исходя от этого, у вас, как говорится, ну, не знаю, ждете чего-то, блядь. Ничего не надо ждать. Ничего не надо ждать. Или вы как эти асадовские твари хотите вот так же прожить 13 лет, а мы как бы в 13 лет должны где-то в бегах жить, и потом вас заебенить через 13 лет примерно. Так что ли? Вот этого процесса ждете? Шундыхаль, поэтому, наверное, будем на этой теме прощаться, как раз на исламской теме, чтобы подумали мы все, безбетинде мусульманлар, нәрсе болса да, хоть и этнические мусульмане, хоть без хиджаба, без маски шоу, как говорится, безбет мусульман, поэтому я думаю, как говорится, есть о чем подумать нам, придется. Салям. Бедуины, алавиты, да-да-да, алавиты, о, рахмат. Алавиты, да, вот эти сраные алавиты. Я видел алавитов в Норвегии. Был один лысый, блядь, сука. На этого похож. Если помните, ужас, блядь. Блядь. Ну, такой, блядь, актер такой есть, блядь. Подобие Тутанхамон, блядь. Сука, Тутанхамон, копия, нахуй. Вот это, блядь. Фильм ужас такой. Волшебный, ну, такой. Приключенческий. Тутанхамон это. Гробница, блядь, что такое, блядь, Египта. Вот так вот. Ну, короче, этот, менің көзларым уже қысыла, блядь. Как говорится. Олар на этот тамамлым. Короче, рахмат. Бұл тикток сігі бітірдім бүгін тикток деген. Бір тикток қалайынды. Ну ладно, хоть екі ютубым бар әлі пока. Запас. Ютубка есть что? Кушал появилось, есть что? Я никак не могу 50 людей набрать оригинальных. Я туда хоть как пытаюсь засунуть людей, не получается, короче. Оригинальных 50 людей на мои эти. Здесь все есть, вот здесь. На все YouTube каналы, если можно. Чтобы на всякий случай эфир у меня был. Вдруг вот так бахнут опять, да. За сегодня всякое тут что-то происходило. Инкуба 85 киши отырдым да бүгін. 85 киши. Шулай. Ну, ярар. Тыныч ұйқы сізге, или день у вас уже. Будем, короче, завязывать этим. Сағат дүрт уже мне. У меня вообще херово мне уже. Сур рахмат всем. Если что, максимально этот қарағаныңызда репост делайте, репост. Скрин экрана и куда-нибудь туда-сюда закидывайте там.
Я не могу, не успеваю это все вытащить. У меня интернет всегда жрет, блин. Интернета нету толком. Не могу это столько вытащить, блин. До хера тут, считайте, сейчас уже минимум, наверное, в 9:30 начал, а сейчас время 4. 7,5 часа я с вами тут. Вот так, ладно. Ютуб-то там. Рахмат, бошта, давайте этот мысал, тикток наебалась. Посмотрим, что было в тиктоке. И потом YouTube закроем. Так, сейчас скажу. Ну, мында аз отырған 405 кешегіне отырған. Скрин, короче, сделаем, потом закину я в тикток. И мынада ябам 27 кеше утра, yok 17 кеше утра. 17 кеше утра, рахмат, тыныш ұйқы сізге. Максимально таратып ташлаңыз мына. Бүтін ушаған жерін таратыңыз, ушамаған нахрен не надо. Рахмат, исән сау.